только частично, скажем так, я в большей степени уже отошел, потому что я вот это вот движение религиозное, уже там мне оно было неинтересно. То есть, когда я уже видел вот эти процессы, что мне нужно как там, чеченцу, как человеку, мне нужен какой-то концепт туннеля видеть, чтобы я мог жертвовать собой, чтобы вести сопротивление. И мне не показали, короче, вот этот туннель, свет в конце туннеля. То есть какой-то джихад там до судного дня, мне это не интересно было уже тогда. Ну, это чуть-чуть другая тема. Я сейчас имею в виду, я тоже тогда вот с этими джамаатами как бы связан, я сам присутствовал в джамаате, короче, и откуда у меня вот эта информация? Соприкасался. Да, соприкасался, ну и сам участвовал вооруженно там. Откуда у меня информация, где на стадионе будет сидеть Ахмат? Ты что, вообще вы не понимаете, что ли? Откуда у молодежи, которая там на пальцах пересчитать остались вот эти сопротивления, там, партизанском джамаат, откуда мы знаем, где Ахмат будет сидеть, и вообще, что он там будет сидеть или не будет? Полно было лазеек. Все равно, вот война, которая у нас происходила, это была огромная прокси-война. Как раз говорили, что его привезли. Самолета хотел лететь в Москву, его сняли, привезли туда и посадили. Ты, если бы хоть раз участвовал бы там в партизанском вот этом деле, в каком-то в диверсионном деле, чтобы такая информация была, у тебя там это вообще верховное там откуда-то, главное вот это командование, оттуда только такая информация может быть. И чтобы потом это сделать, чтобы партизан там какой-то молодой, как он попадет на территорию вот этого стадиона, как это все провернуть? Легко. На тот момент, когда там ни полиции, ничего нормально не существовало. Такой полиции нету, это наоборот, самый такой, как осы там везде. На тот момент могли спокойно тебя где-то расстрелять, и никто бы глазом не моргнул. То есть это полностью, там полный зеленый, маски-шоу, не маски-шоу, там вообще как раз плюнуть там человека, короче, ликвидировать и так далее. То есть я имею в виду именно силовой вот этот блок. Ну, тем более, если легко расстрелять может, то как, по-твоему, вот это... Как раз за месяц этот стадион взяли под себя, там, под охрану ФСБ, который, отдел, который обеспечивает безопасность высшее руководство. Ну... А ФСБ на тот момент было крутым, мне интересно вот просто узнать. Оно вот это хорошо функционировало? Оно было сильным? Или, может быть, оно было таким же опытным, как какой-нибудь ЦРУ? Или какой-нибудь там, я не знаю, Моссад? Или еще что-то? ФСБ... ФСБ это российское, с Москвы, с России. Ибраим, царь Дюсик, царизонку, что? Что не слышно здесь, то, что они говорят? Мне слышно вроде. Это внизу не слышно? Слышу. Тебя я слышу, а их я не слышу, что они там говорят. Я всех слышу. Вы слышите друг друга? Можно сказать? Я не слышу, тебя только слышу. А вы считаете, надо быть там, не знаю, суперагентом, чтобы бомбу подложить, что ли? Ну, вообще, ЦРУ, там, Моссад, там, еще что-то. Взяли, подложили, и все. Это несложно. Абсолютно. Для спецслужбы любой, даже самой нищенской спецслужбы, которой нету бюджета, заложить там что-то под сиденье и под концертом, это небольшая проблема сделать. Вот, все. Что там сложного? Что там сложного? Попробуй выйти, зайти снова. Проверки устраивали, по вашим же словам, там так охраняли хорошо. То почему никто не заметит этот тротил или что там вообще лежало? Так. Взяли, бросили его и все. Я сейчас отпишу, я сейчас пару минут отбуду. Кому интересно, что там легко, нелегко. Я сейчас объясню, что там.
Самое смешное, вот сейчас мне этот Сах, как там у него вот ник, там у него Рокфеллер и Ротшильды стоят, которые между собой инцестом занимаются. Отлично просто. Очень хорошо все стоят. Тебе завидно? Мне не завидно. Просто Ну мне вот интересно, что почему ты поддерживаешь. Очень хорошо. Нет, ты мой хадис прочитай, я вот это, да, поддерживаю, как ты. Какой хадис? Вот у меня ник почитай, хадис, ты поддерживаешь да, это? Интересно. Да. Афганцы, кстати, тоже сейчас разрешили браки с детьми. Шикарно, да? А чего ты Братья. взял, что афганцы это мусульмане? Ну как, среди них мусульмане тоже есть, что? То есть, по-твоему, то, что было создано США, сейчас будет мусульманами? При чем тут США? Я тебе про афганцев говорю, про свой хадис, ты мне про США суешь. Что тут США Нет, вообще? так ты же мне сам про Афганистан сейчас говоришь. Афганистан... Да, ты мусульманин? Ты мусульманин? Я мусульманин. О, да. Нормально браки с детьми? Браки с детьми это ненормально. О, молодец. Все, к тебе вопросов нет. Эсканор. Какие-то больные, я не знаю, люди, зомбированные, заходят в какую-то Америку, Израиль, Европу, как будто своих проблем нету. А своих проблем боятся что-то говорить. Ребят, а вы помните, как в советское время еще, или даже последние там 20 лет, да, всегда были вот эти стендапы, где постоянно, ну они же тупые, да, и вот эти приколы, что все американцы тупые. Ну, у всех Нет, депутатов дети каким-то образом ехать в Америку жить и учиться. Нет, там не то, что там тупой или умный. Просто эти люди вообще далеки от того, что у тебя там государство, свобода, там оккупация, рабство. Вот об этих вещах они вообще не думают. Они себя считают россиянами, и поэтому они так говорят. Мне просто хотелось ему сказать, спросить у него, вернее, может ли он против своей власти что-то жесткое сказать. Вот сейчас просто в ТикТоке сидят сказать. И хотелось бы ему сказать, что наши арабы в Израиле намного свободнее, чем он у себя в стране. Даже они могут выйти. У нас арабы спокойно премьер-министра могут ругать. Арабы ругают премьер-министра открыто на улице. Делают. Да, и всё. Депутаты у нас сидят и спокойно гонят чушь. И никто им ничего за это не делает. Да? Мы, правда, этим не гордимся, что мы ничего не можем сделать. Но это демократия, да, такая вот демократия. А люди приходят и говорят: Америка, Израиль. Так вы, ребята, у себя в стране же не свободны. А те, которые уехали в Европу и испробовали свободы, вдруг сидят и читают хадисы и аяты, как они прекрасны и какие европейцы тупые, что они сжигают Коран. Вот только что как раз записывала одного такого. Да, Давид и Сара, который себя написал. Демократия детей убивает, да. И детей, и скотов, и все, что хочешь. Да, вот мы такие кровопийцы. Дальше что? У тебя вопросы есть? Я больше перед вами отчитываться не буду. Дальше что? Давид и проблемы? Сара.
40 тысяч детей убили в Чечне. Про это говори. 40 тысяч детей убили. Идиот. 40 Где лет ты официально. был? Где ты был, когда в Сирии убивали? Где ты был, когда курдов, езидов? Где там у нас еще? Да, я тебя сейчас перечислю в интернете, зайди, почитай. Суданцев, которые у нас сидят в качестве беженцев. Почти 1 миллион сирийцев перебили, 300 тысяч детей сирийских. Зайди в Google, почитай, там несложно. Найдешь информацию, сколько Асад устроил, что даже то же самое Турция. Своими самолетами весь город перебомбил, и все дети, женщины убили. Чего ты не вышел, там Турцию не ругал-то? Братуха, историю немножко учи. В принципе, не так давно было, 10 лет прошло всего лишь. Вот. Не надо искать козлов отпущения. Вот ты пойди покричи, выйди там с флагом турецким, российским. Вот. Русские сколько? 300 тысяч, да, официально убили? Или 400 тысяч? А детей где-то от 40 до 50 тысяч, да? Первая, вторая компания, да? Чечня. Вот. Чего ты об этом не вспоминаешь, да? Ты не будешь это вспоминать. Ты наш... Запрос поднимись, мы сейчас с тобой посмотрим, как ты вообще историю своего мусульманского, исламского мира знаешь. Какие войны ты знаешь? Короче, у него заело. Это нормально. Это сейчас модно. Да, у них, понимаешь, у них как геморрой, который вырос, вот этот Фаустина, и они с ним бегают. Вот у них единственная шишка, которая наболела. Единственное, что хочу сказать, что толка не будет все равно. Хоть ты будешь десятилетиями кричать, выходить, от этого толка не будет. Ну, уже проверено временем, проверено делом. Ты можешь кричать, вытаскивать флаги, там, не знаю, рожать, там, запоры пускать. Не поможет тебе ничего. Толку нету. Можешь дальше говорить. А мы себе живем, кайфуем, нормально отдыхаем. А толку? Пускай в историю заглянет, откуда конфликт пошел, что было, как было. Как арабы старшие продали, которые там сидели над этими племенами, там, то, что в Палестине жили там. Они продали свои земли, в их домах там жили эти палестинцы. Арабы продали в 10 раз дороже, чем была рыночная цена ее, продали свои земли, уехали. Палестинцы опомнились, когда они продали их дома, все это, оказывается, израильтян, хозяева появились в этой земле. Заплатили там, по-моему, 3 или 4 раза дороже, чем она стоила. Они уехали. Идите, ищите этих арабов, которые вас там над вами стояли, которые продали и уехали. Оттуда конфликт начался. Хочешь, я тебе скажу такую вкратце, да, историю? Это как сейчас афроамериканцы в Америке обвиняют, да, белых, что вот в рабство нас держали. Их же вожди племен, да, есть хорошая книга, Ричард Кук написал эту книгу, как папуасы, да, племени, да, вожди племен, продавали за бусы, за картофель, за всякие там разные штучки. Своих же... Арабы их там воровали и продавали. Вот, это такой же пример, понимаешь, что... А сейчас афроамериканцы до сих пор плачут, что над ними устраивали рабство, там геноцид устроили. Хотя сами же их эти продавали их в рабство, понимаешь, на кораблях отправляли на Запад. Поэтому это тоже мне напоминает ту же самую ситуацию, в принципе. Да. Ты зайди поговори, ты микрофон включи и расскажи, что это за сказки. Я посмотрю, у тебя хоть знание есть хоть какое-то? У тебя только шум, больше ничего. Не бейся ты головой об стенку. Говори давай, мы тебя слушаем. Говори, собираешься или так дальше будешь головой об стенку? Да, мне кажется, он даже не знает, что это. Самое смешное, в принципе, здесь не смешно даже, что, в принципе, когда человек уже на самом дне, все равно он выиграл, да? Вот вы уже проиграли. Ты узнаешь, что такое слово «проиграли», а потом возвращайся и расскажи мне. Да подожди, он даже звук издать боится в ТикТоке. Ну, реально. Сверлит себе в голову. Что ты боишься? Видимо, сделает, что работает. Там молотком стукнет, то еще что там. Да нет, он же внизу пишет. Ну, какой работает? Пишет же, вон пальчики-то работают. Что ты боишься? Мне друг рассказывал, он живет в Лос-Анджелесе,
Но он мне рассказал, он сам не еврей, он наполовину он сириец, наполовину русский, мама у него русская. Вот, он мне рассказывал, что, короче, ну, его сыну дали $250, чтобы он вышел на демонстрацию с плакатом и кричал «Фри». Он говорит, я заработал, говорит, за сколько-то дней. Ну, он смеялся, мне рассказал. Он говорит, на $1500 заработал на халяву и пошел, говорит. Понимаешь, потом выкинул, говорит, этот, говорит, плакат, говорит. И таких очень много. Поэтому, брат, если ты хочешь заработать, у тебя есть большие возможности. Выйди с флагом, возьми там вот этот листочек, напиши «Фри Палестин». Ты хорошие деньги можешь заработать. Это большой бизнес на данный момент. Оплачивается. И это не шутки, это на самом деле. Давид, тебе не придется там шуметь, там ломать там молотком что-то. А то я вижу, ты, по-моему, на заводе. Ну, хорошие деньги заработаешь. Братан, Палестина будет хорошо. Пусть она будет свободна для тебя. Только одна проблема. Чтобы она была свободна, надо выселить всех евреев и всех солдат, вот, забрать все, и тогда она будет свободна. Как это произойдет, только, не знаю, во сне, может быть, твоем. Сахих, подожди на секундочку. Я на расслабоне, да. Значит, недо мужчина под ником Давид и Сара. Открывай, пожалуйста, микрофончик и разговаривай с нами. Я понимаю, что ты трус, и что ты боишься издать голос, чтобы мы, не дай бог, не услышали твой голос, да? Ты этого очень боишься. Ну, или начинай говорить, или спускайся вниз, потому что, ну, нету резона, чтобы ты занимала окошко, если ты все равно внизу пишешь. Давай, не бойся, малыш, открывай микрофончик и говори своим голосочком. Можешь изменить голос, если очень боишься, если живешь в стране и боишься говорить свои мнения. Так, друзья, вот этот Ахматовец, он вышел, да? Ахмат Сила, он здесь или вышел? Да, он вышел. Люля Сила ушла. Люля Сила ушел. Да, вот я хотел с ним просто... Понятно, что это там людей специально сажают в интернет, писать вот эти комментарии, потом Ахмат Сила, там вот эти лозунги высказывать. Просто насчет этого, то, что там не проблема заложить что-то под этого, это не соответствует действительности, потому что точно знать, где вот этот сидит, потом профессионально это сделать, чтобы только его подкинуть там. И вообще информация, где он будет сидеть. И все вот это там, то, что проверяется, чтобы это осуществить, этим должны быть, не должны быть, а это сами эти люди, Кто охраняет. Да, Кто его охраняет. из охраны, они и должны это сделать. А у него охрана чисто его сын. Вот и что- Охрана государственных лиц, первых лиц. Там это российская. Я понимаю, я говорю из чеченцев. Если брать чеченцев, то у него охрана его сын. А остальное это официально вот эти вот русские ФСБшники. Поэтому или его сын должен это сделать, или вот это ФСБ должно это сделать. Другие там попасть не могли туда. И знать, где он будет сидеть, тоже не могли. И что интересно, его сына в этот день взяли в Москву. То есть он же в его собственной охране своего отца. Он охранник своего отца. А это такое опасное мероприятие, на котором он должен присутствовать. Он начальник охраны. Он в это время в спортивной форме где-то в Москве зависает. То есть его туда вывезли, чтобы он с папой рядом не находился. Когда сын превзошел своего отца, превзошел это, что имеется в виду? То есть хозяин увидел, что в сыне больше как бы преданности, пользы и для своего вот этого дела. Поэтому им вот этот не нужен был, который
более-менее там что-то может от себя, там, более-менее там начитанный, грамотный, да, там, при Советском Союзе, где-то в Бухаре проходил вот эти курсы спецслужбиста религиозного. То есть у него есть там какой-то, скажем так, кругозор, какой-то опыт, что-то такое, а этот вырос там где-то в ауле, в Катухе. И он больше подходит выполнять команды, и все. Вот какая там ситуация. Ахмад Хаджи спас, не спас. Какой Ахмад Хаджи? Деятельность Ахмад Хаджи и всех Ахмадов Хаджи заключается в том, что сегодня перед мировой общественностью вот эти люди, которые пошли на, скажем так, коллаборацию, да, пошли на выполнение, вот этой обязанности русской администрации, которая там установлена. То есть все, кто пошли туда, они сделали перед всем миром, перед всей мировой общественностью, они преподносят вот этот конфликт как некий внутричеченский. И русские остаются в стороне из-за того, что вот эти люди, которых там они поставили, которые ни А, ни Б, ни М вообще, то есть вся вот эта информационная, пропагандистская, политическая, там, я не знаю, все, что входит в строительную систему, там, во все эти восстановительную и так далее. Это там специалисты русские. Вот эти вот туда какого-то племянника Кадырова сюда поставили, какую-то племянницу туда поставили, вон там какую-то дочку соседнего поросенка поставили, сюда еще кого-то. То есть вот этих вот туда людей, там детвору какую-то, которая из аула не выходила, и потом вот это все, что там они установили, система, это вообще не соответствует. То есть вот это просто лица, которые там фигурируют, маячат. Вся вот эта вот система, оккупационная администрация, она профессионально действует, то есть уже по накатанной, с огромным опытом. Ибрahim. Да. Я побила. Я думал, свой микрофон взял, твой выключил. И сказал, включи микрофон. В то время Путин говорил, он не умел разговаривать, рычал Баарцу. Помнишь ты эти слова? Это он про отца говорил. Не, про сына он говорил. В то время слухи шли... Это он про отца говорил. Не, Не, он про за сына Рамзана говорил. Рамзана говорил. Ну, я свое Говори за мнение Рамзана, высказал. Вы можете за Рамзана говорить. Я все равно... Мы эту тему обсуждали, этот ролик специально поставили его, смотрели. Он и сейчас есть в интернете. Он там четко про Ахмада Хаджи говорит. Не, он был образован, умел разговаривать. Я лично видел, он за него говорил. Когда первый раз мы встретились, он не умел разговаривать, он рычал Баарцу. В то время слухи шли, он сказал Рамзану, собери все вещи, мы сюда больше не возвратимся, приезжай домой. Вот так он, говорят, оттуда уехал. Видать, или поссорился, я не знаю. И как раз он на 9 мая, да, приехал. Давайте сейчас вот эти не будем какие-то бабушкины слухи, да, там распространять, тем более то, что ты говоришь, оно уже... Не, брат, я бабушек давно не слушаю, у меня не тот возраст, что бабушек слушать. Поехал. Они собрались, приехали, никто там не собирался, ничего. Они там работали. Они там работают, Ахмад Хаджи там персона, которую
персона нон грата, скажем А так. почему его тогда в космос отправили? Потому что у него есть лучший его сын. И этот, который говорит, что да, лалакмой лагайска бьешь веш, он там не нужен. Там нужен был его сын, который говорит, что за жизнь за Путина отдаст и любит больше. Там нужен был необразованный, да, который специально, чтобы нас позорили, да, поставить такого человека. Да. Человек, который жестокий, необразованный. Не то, что у него какие-то таланты, да? Ни вида там у него нету, ни человечного там, ничего. Чтобы вот такой вот, это самый подходящий персонаж. И что спорит, где, что даться, но что хедзаг гинаг сега хелло амел зарамзана дуал хие шорсо иш дубара иш тердо спорит, диваться. Он рычал по арцу. Да, Рамзан, Штериза, Вокон, там, Нишчулатар хотя бы, Кашки Масла, Именно он сказал за него, он рычал. Путин мой кумир, я его люблю. Если он скажет, я в кусты. Если надо будет, и на Аллаха. Именно вот такие слова у него звучали. Если надо будет, и на Аллаха управу найдем арцу. Именно вот такие слова. Что-то связи плохо. Связь плохая. У меня, да? Со связью его. Хорошо. Что-то связи плохо. А связь сон дикхайшо, чё дикхайшо. Ой. И что именно, и слова ждартся. Если надо будет, и на Аллаха найдем управу. Не слышно. А связь херюгу милуан, нах чоря. А связь возерём. Хадикхайшо. Ага. Я дешто хазаркшон, хазаря. Ростам дикхайшо. İş sağlık. Ой, юакам был, самым дует, самым дешваслыш, только юажрит дари, позорит дариби. Ой, Рустам, и он сопоставить, да уезжал царец ценой. Нормально был, чнаран, ой, положение, ешь мое. Царь, царь, лилерхи, уж предательши. Ну, Мурат, все равно, неприятно. Келянум шмаешь. А неприятно, духом. Поэтому еще ногчиш цаны не спешь, бац, нормально был, чнар. Нормальные люди понимают. Цондель, иш саньолом шуй царнх, это ждутся, ну, нормально был, наран, иш уюга, ногчи мюльш буга. Амел, да, сюда, не слово сюда. Но есть люди, которые... Ну, все равно приятно, да, Мурат, царь лилия, штык, быршная, а тоушум, да, царь лилия, штык. Да, обидно, до царь ногчи каннан, я царь лилия, штык, уж ногчи йоци, царь шиеку маяци, он дельч ногчиш, раскиш, царь лурмаяци, и что возможно, да. ويدايش تاين يلوم شوي تساريات اعين شمي وين تعرم شليل واشيرش سلطانة دكتوالات شاير عدشو قدوا سلطانة دكتوالات سون باتريوت سون ديتن دل دي تعولجشور اخيرال такси, мальчики увечер, этот таксист выехал на дорогу, а эти не имели права по этой линии ехать. Но в автовокзале Ацагубах и Штауэдер, они по встречке, да, заехали. И тамашян не сахнул, я лер уже. Машьянчур, эх, эрвел.
مدر بلا شدين دي صوت هودات صوتوين اي ووزا سويزر يطلع وجه ايش صار من ورتي عشان ايش ساليست وجه هالشاشه اوكي ديوا دي تصوت هون جو دي ده تملوي نوخشي قوانغي دابلش ماير بولرق إش بولش خينا شياشيات خيتا يعنو مش مياتون إش تعلق تعيو شياشيات خيت يعني أتقش نوخشيك أنتي بوي خير إيلي بوي كريم لابل تان دعال تسلوش بولك أنتي بولش خينا مياتون إش تعنا شياشيو خيت يعني أميون ده إش قاج ما بين مايري يلق أميون ده ديوا دي ترق مدر دوي دين عشو دي ترقون دخليلر سوي دكتشوا دالشين دالسون دكتشوا Ну что она вообще, да и доктор даться до дохлилер что. Тила ништяк я что имело. Йох популярный волш популярный бойлер. Орш мел майрик энтибу. Қайыр халық әлік цан орш мел майрик энтиб. Орш сан век ду алуат өл чойл падик. Этя гушдар корш мөлш бу. Нах мақад байой бош за екатса. Автор хана вамад. Просто сетяк, что и хочу я дурейда болар сер. Echt paal boven. Daar had ik net wel vanaf. Dans ina tarado elvi kopal mahka. Gergelshna hay churcherich hayna oshach astan. Ma afdas pozaliu. Sadel ahay tempelson. Nochchi chunam dats. Rustam nochchi chun dats. Ia deshi waduch dala shia machka shia naga nuchado tsugdoi. Tsahum dosh dats dela. Tsajima shiakira yahyol shwol nochchi chung. Itzadol zaddium latsalo. It's a bit of a shami chachilchi. شيت أجن تام خلشاني بود خلشاني داويش كيمو خلشان مكش بولشان قوزا ميجون تا ميجون ميتشا ميجون وش قزرتا ما سواوي يصير بيتو أشياء إيش قولك تتابوش تدايل غايتهم بل ديبورتيسون نيش إيه أشياء تعرف تتابوش نو اتسايكيرت على والله روح تسكيك شويش уже и возраст. К земле тянет уже, да и... Ардюзал позабыть арбоз, хайркиях, шедек ду, сон депорт яшворш. Как дере сольшу назад аурукса. Боял чуняшон, депорт, мечаво, Германия, о. In Zegran paspoort, dat is echt al. Dat is echt hij paspoort dat is al wel. Kiek den zo'n duizel kozal buterbos, kijk daar is goeie. Dat is al ook zo. Kijk heel zo maar dat. Dat ook die kan je zo ik. Kan dat je uitbilding duur zo. Zit weer duur zo. Just a big song, one, a letter from what it is. Kegi bala, Madat, Tajima Baki bala, Huma Halata Buksh Ukraini, Dabi Gurbu. Baki Bumurata, can't watch station those, those on Kozavita, Wola, Hetishi, Desher, Chekadok,
Отак иштроля положение ушла. Вообще чуила це вечер. Primeiro, escolhi tá mal Está mais isso. Você deu ótimo. А что был медик? Hai mikrofon leti Rustam если он дючула. Nej. Сам паспорт док диканер моей. Пока они запрос делают туда-сюда. А так сабандал может высоса, да? По-любому, сацавам, цаляом, и бетуаши, и он гацаеси. Ну, балибиш, что сей керта валеру, эресеуль. А так сабандал высоса, да? По-любому, и паспорт док, что на год все растянется. И паспорт, сарайча, депорте еще отсвох. Ну, тебе, веска. Удохши, так, вообще. Удохши, кеш сентуал лохши, целерва. Что там, квартиры и койки не хватает, что? Что это я? Конкретно? А? Sabahın til diyeştet, var ervakker sabahın til diyeştet. Школа. Так, закон шаг, школа, закон, что за он социк. Просто с возраста старею покверчать. Так, Понятно. Цуровшка. Zwei язык leben in Deutschland и балахил веза элхирдой. И законы. Балом нет, сайца асоч, и что, бол, спетя. Это сай кордыч, короче, что асоч. Именно из школы церковь, юцек. Бол, официально бол хельбешма. Если ты официально работаешь, тебе там претензий нету, я не знаю, там... Язык... Милохуюба, царюче, куюба, именно хайк, милохуяч буба. Адриан Милин. Закон хадис бог язык, короче. Ну, типа, не интегрировался бог царь. А собех будешь по-любому как баном талюр дос, собех бор, сахайда умадать. И что он был? И что, сахавок, сашо доктор, да, сказал, бог, шавен, урсо, цайт, что, даде, лукуза, йокажуали.
Да, большинство ногчиш в Европе цадяшдик дух цадинок, оцауаци 90% ногчи буишт. Да, Мурат, и цуэдит, ахуэдит, абокш, да и главное, в школе немецкий мод, классный немецкий мод преподавать в швайре. Пригодится, да и душон, амби, бош, сотвы, дух модицари. Судин да, амин халяр, там, даг бор, баркон уже, садишь улич. Куза, духоваешь, ты русскоговорящий, нахбу, так, в основном общение, и вот так, да, по-моему, это. Да. Значит, короче, и паспорт цадяч, депорт. Я целого, а это я растяну, да и... Да, язык амбовалар да? Язык каким есть. И вот послушай, садик адвокат, вот изоляция. Адвокат, паспорт, какая на курсе Лил Веспо. Вот там домашний докторят, психиатр, направление, через психиатра, короче, учится. Кортик Батявдой, военный синдром в голове, да? Военный синдром. Две войны прошли. Эш самого. Это хозяин, самообслуживание мое, я знаю, что лучше. О, хай личку виструлш рустами микрофон, дай хай. Ветеран маршала. Не, маршал, что маршал, ну. Окчуасо дикца лезбош, масса жаловаться до дилса, и мол, и маху. Маху окшашук, окчу. Мурат, чего дик хедоно? Модегач, махтаюк, что садись, ну, Не, асам соцах лезбош, дукамок, чуай, олде, цунлюк, шбуй, там. Да не, чего дик хедоно, Мурат? Чего дик хедоно? Дикрешу. Машу духучу. Посольство вала, паспорт, дахлерц вала. Вообще, айн, ты чем бег пеш, по-моему. А посольство, российское посольство, вот, наоборот, айн, короче, полностью уже вообще вариант цвета. Бомби? Мел дисек духу, что да, посольство вода, а россияне, ну, короче, полностью согласились. Зеро давала куза ногчи, большинство ногчиш, и дица цадиц, но я дица цадиц. Пас чурчан, сах полностью чурчан, делал и паспорт, срок чатывал, что он верит. Просто файный газ как-то прозевал, да и срок появился. Ну, так как со ситуацией иштяться, посольство шел ли, так что, хуже индик воздух, что так сразу. Да нет, так-то я за собой мосты не сжигал, да, в общем.
Duo воеваешь общий, воеваешь давно дуо на кузадек зеро. Давно дуо на. Пейд боч дякна. Я дуаш цал, я твой дюцу лилуаш дек. Мы сами это сделали. Да, Мурат, и Мухулхан, и голосование, сан Мухули, референдум, сан Мухулис. С точки зрения... Цаболчар. Куза дата суэлэг спорта қиячана за эй олварт на қир ваш подкупат ваш иш дат схабвала бина куза. Сонде за шеюман теадат лас қишайн теадинаги شيتين الخارج سوي شيجر موخ غاس شحباقر برستي دير دات او تومان او قرصة يلا بوش قهوكش абсолютно нахил ما بحث قزا человек 10-15 от силы 30 человек ووشاق يج حوين موقم خو Европе نوخجي Огурду каткай ит так бяки кимитингшка воуш киечвоч. Цондел каждый тройник ца цукадырош массерца куза отношения шлили шадек спецслужбна массума хушмадой куза. Ай аси дюч далом ждать ушца. Большинство, конечно, заметный, да? Да, так вообще дома, да, свой. Народ проголосовал за Россию своими ногами, руками посольства. Европейцы это видят, почалцы из эмоции из Просто все теплое, кровать туда-сюда. Да, иду просто. И мальные давижи меты кричат. Так, загранпаспорт, чего задехч, когда я мет мояци. Инзокар кирт целорт и паспорт цальч. Чурчан, масана кирч лушена. Загранпаспорт требует дорца. Из длительной визы чего вы? Вывезется, раз он, видно жительство Лушфена, и загранпаспорт сальчи, видно жительство, Хасалорца. Длительная виза на пребывание в этом государстве. Хуз, и видно жительство, я кончил, да. Ты можешь на гражданство подать, и гражданство, но ты не имеешь права там голосовать, и что ограничения еще можешь. Не, гражданство, имеешь право. С вот этой визой бессрочно, ну как бессрочно, сами дала гуштухом бессрочно. В твоем случае, бессрочную. И виз, ютюк. А как бы гражданин России, который проживает просто как длительная виза в европейском государстве. Ибрахим, что минтышен керуар позахтетя. Церн, посольство сообщит двоёнач. Садоэлэр, социак хэттэн юанват, сон сообщает дуэль салэ тетя. Динца, у меня вот такой разговор с ними был. Рустам, радик первоначально дата гомет хавеч. Примерно сумцага хавеч, шамух вала хайнца связаны, вала я россиянин, собага карнам бар бирду,
интегрироваться дино нормально далил шельчане, ай было не беш, ай моту маани лил шельчане, например, ко Германия ин совол чала совоцук шавек гаскиш ца агамо йол швац цу гаскиш цу кадырош ца массерца отношениш хилла лиели набу. Так. Единственный саугур тиш халдук куза. Цер улуш массера дикмиду. قيتها قارن بار دو قارن ها حين سميل ولا شيغلق عادي چاني هاي بوالا نقبش هاليل چاني قيد عادي وش باشا تبيش قش مدر يلج Не, باش تباشر абошич تخيش تبيش وشتا هو دي сам Ибраим. Не, он просто статист, Мау. Ты просто статист. Его посольство затронут. Его посольство затронут. Ему духовно, вот, например, шедл, Üstregionen, давай, следующий, а что? Чулаллах цана, загончу. Газ Хавая. Не. Что Üstre çok узкость по очереди, следующий. Вы что, чудовищ, Ибраим, цан Хава, газ Махали. Соца чакуя литла, сохим дючу. Ё раз ich чулел, что ли, Üstre, раз, оли туоло, ца духал болок, что на раз, ю бадаерчи, цам бока бадаерчи. Худо да оли, цец воло, загончик, вот. Кун хухиллате. Эртатемшин шубутно истамабу оле давай хаю берзи да чу бад оле дат меллеш да хатуга иза да чу яхит хсу дат вот иш ситуацию хайне крито хатана дорнуться дина короче я гасов худа нормально устришадеш нормально дадал что Ибраим, и со ситуация что обрисовать я хочу ашоз хол веришь хласой. Я себя за барана не ассоциирую. Рустам. Es wird Murat Düzer, no so khilishol shutiga yeto. So Хила массу хилишол, ну ну сон ас. Honest оскорбительной форме кахтаот хола устав. Асам дюйца гуду Мурат. Цу посольство вахч, типа цикцавахч вайлмаца вол. Истадует асвек. Сент Мурат эллак дуй Мурат китарио суба. То есть хол Багадегдиц диес со угур эпицентр Германия. Deutschland, der Ugur Epicenter, ogara ублюдок шнюк, а не свелусо. Кара кузабол немцы, дукабол немцы, короче. Голубя бук кацардат за эти 20 с лишним лет куза и пропагандияч. Каждый второй не газ. Из-за тунах, но все равно тебя правовое государство мое еще закон шло. Я мюну тем не менее цакиечлат нишлясан бац куза. Человек законы чу, раз оли цатуа ло цуюка. Хер чужин их кратьяхуне, галуэлла, все нормально как бы баранят здесь. Это слушается, Боя. Да, это что здесь дернулся? Он не то, что слушается. Все вошли в роль как бы россиянина, понимаешь? Царь, я барбир, ничего, все по барабану. Цауагари, копейки, ахари, короче, да? Цаум, катуагари, лачари, короче, любой криминальный, да и что. И все. Кирай окума эллар, йоу меттеги, давижи халгайти. Раз эл цуюка ца уол, короче, согурдер, иш дут
политические ситуации и считаются, они на тебя смотрят, как баран на новые ворота, понимаешь? Раз, а чаю, короче, начали хокугуда да ветлушуль, да? Это какой-то неправильный баран. Что-то с ним не то. То есть наоборот, Сакузада има хилбол, туамаку немчцани, со еще авечани, судья, моссуметя, полиция, моссуметя, со россиянин вацбош, и туам хиласа керц. Лохсо нох чего, на паспорте написано россиянин. Акиях рус, Россия, Мауа, Русия. Аса сон и насильно навязать динду, и целилич далился вариант ёцдел лилуашту, но ас ит элец дакс. Ас признавать. Не киерч цаязина. Ас цанна о Германия ис юах канчуа цан метя ца полиция цанна судья цанна заполняет что киерч цан метя Россия вообще язина. Молодец, Мурат. Чечня. Из-за соуэлачу единственный октодолч округ я цаю хизин ерцамо. И хизин глохш дар айдил. Так бёршна гир дэнкаш и яш баруште койкш и лах и милу. А и анкеч заполнить дойч будешь. И анкеч заполнить дешь. Аз бого хокчу аз Чечня я с Донбасс, с полицией, с айдил докис. Россия, мало россиянин, мало киеш, со россиянин вац. Со ночью уса мох сюгар хабехкин бу, аз иқобул диашдат цундел, аз язя Чечня язион, или аз вообще ума язаца Донбасс. Россия аз яздир дачун, синцы али Аллах таул аз цунг. Qiyachanар дерш аз Duitser das Eidils dig Duitsers. Dig dota Dayazi Чечня bohtsosug. As Чечня Dayazi и анкет заполнить дин аз дадел сюцани кузар қица нохчивон цуам царс разуш россияни не дама язини. Чечня, Мурат, Чехия, Румыния, Турция. От полицейский чувак сюбар район Рустам азианке дадельш со эрволчена сюк кодин сюк сакугале шейн хаун шо Чечня Россия йоци барон сюц полицейский чувак. Ой, история озма, видите? Тига, ходохан, история озардатсис. Просто уштец бол, хокус, котван мажинак, свой Шамиль Басаеви бошлеллаг, сохунядинак, главный, короче, двойной офицер, вари со депутат, вари со демократ, вари бошлил швышбац. Россиянин бош. Дальше следующий. Штаб шорес ел, ходишь штаду, халвел, тец бол, хер матамшин, хер воду так бол, иду из статунды, отец был шоку худот. Все нормальные здесь россияне, исламисты, короче, вахабисты, всякие, короче, политики. Я не знаю, короче. Все кто угодно. Это что здесь дергается уже? А что на бег мамать? Чур белловый, что вообще бег брать? Он просто удивляется, там у него 250 или 1000 ночи прошли россиянш, та гумаца олш. А хорас я дохалве, шоку ну иллате худоте оле, цвет ол. То есть наоборот, да, ці картин. А гинц представь, ща вег массара боша, чая со россиянин, вот. Моя зи, со оскорблять, твого кумно, на баин, соку зуде хорбус шук шлил, шмоват соку зуэн. Махкар вин хавали, ну, элла ишт, хотя бы дискутировать, деш хальча, цамодич, чимодич, 20 одич, тана юх эрдах, где зардуцерис, на обсуждение, на повестку дня, хакер, нохчу дуба, шеш, маизбе, вая правовой. Арстою, вай бак ваяц, канцелу, еще язык бог. Дела, Ибрахим, я сбеха дуцег, паспорт, я.
Иштязин уолар, се уола бахак, аскавак, санох чего, вы. Ну, видать, я там где-то слабинку дал, вы. Масага, Бедеков. Ибрям, ведущий вы, чувается, ролик, кажется, Ведущий, Атес нер, хочу те мерк дүйч Мичел Бош, Кадырова лет. Просто хочу эрвел и лох швел насо лех وحلقة يتر تيم تليجرام شو يوقع хочу أين إز ليه خوجان جنير إز يخار ملوهر إيتونو ملو إز تونا جنير يوقع حلقة يتر تيم просто كان اشتبس نبدأت تا نبرايبنا هم شو دويتش خلشات هم تقوسر ما خليس تونا داتس نيرة أدمين تشوا ويتش وجا أحمد حجي وريتشال بوش بوتين سويتش وجوي توندل إسلام كوف хочу اسيوم كوزت لأرسون أدمين اسمه داتس نون أدمين يوخ أبو كيريلو تسنج شو тоже короче хауза ин обсудитировать. Это свои радио марши Швейцарии. Последние его публикации. Ахмад Кадыров для Чечни Владимир Путин рассказал в интервью представителям средств массовой информации республики. Владимир Владимирович, я веду передачу «Диалоги» на канале «Грозный». Моя коллега Медину, ее можно назвать визитной карточкой телеканала «Война». Мы вам благодарны за то, что в этот памятный для народа Чеченской Республики, да и всей России день, вы нашли время нас поднять такую тему. Сегодня исполняется 60 лет со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. 11 лет назад вам пришлось сделать выбор. Это был ваш политический выбор. Вы его назначили на должность руководителя Чеченской Республики. Ну и этот выбор был поддержан чеченским народом. Постепенно начала налаживаться мирная жизнь. В связи с этим хотелось бы спросить. Вот чем был мотивирован этот выбор? Ведь тогда раздавались голоса, что нужно назначить генерал-губернатора, академика, варягов привести и так далее. Вот. Личными качествами Ахмад Хаджи. Он был человек очень прямой, честный, что чрезвычайно важно, и очень смелый, мужественный человек. Вот, и опытный. Понимаете, все, что он делал, у него шло от сердца, от его убеждений. Ведь известно, это же не секрет, что в середине 90-х годов он принимал участие в боевых действиях совсем не на стороне федеральных сил, а потом поменял свои взгляды на происходящее в Чечне, да и вообще во всей России процессы. Он ведь не испугался, когда перешел на сторону как бы России, так скажем, в прямом смысле этого слова. Он чего-то испугался там, каких-то боевых действий. Он был человек бесстрашный. Он просто реально пришел к необходимости того, чтобы положить конец этой братоубийственной войне и гражданской войне в России. Первое. И второе, он искренне пришел к тому, что Чечня должна быть вместе с Россией. Он мне лично об этом говорил неоднократно. Он это почувствовал, прежде всего, как религиозный лидер. Потому что вот что он мне лично тогда сказал, когда мы с ним познакомились и начали развивать отношения. Он говорит, вы понимаете, жить в Чечне стало невозможно. Он прямой был человек, знаете, он выражение не выбирал. Ведь без банды быть невозможно было жить. И, глядя мне в глаза, говорит, и у меня была своя банда. Но нельзя жить так, понимаете, в современном мире. Это первое. И второе, самое главное, это то, что люди, которые воспользовались, радикалы, которые воспользовались трагедией чеченского народа еще со времен сталинских репрессий, они реально повели республику в никуда, в кровавую бойню, которой не видно было конца. И подменяли те ценности, духовные ценности,
которые испокон веков исповедовал чеченский народ, другими, привнесенными извне. И фактически вели дело не к свободе чеченского народа, а к тому, чтобы его закабалить. И вот это было самым главным. Вот это понял Ахмад Хаджи. Вот именно поэтому он принял решение и пришел к выводу о том, что Чечня должна быть именно с Россией. И только с Россией она может почувствовать себя свободной по-настоящему. Потому что ее в ее выборе, в том числе и в выборе духовных ценностей, никто не ограничивает и ничего ей не навязывает. Владимир Владимирович, а ведь тогда вот было большое сопротивление, огромный натиск со стороны разных сил. А вам впоследствии были какие-то моменты, что вам приходилось жалеть о том, что вы остановились на этом человеке? Нет, никогда. Более того, я с удивлением смотрел, как он раскрывается. Ведь я уже говорил, по-моему, уже публично, о том, что когда я с ним познакомился, я вообще, так первое у меня впечатление было, умеет ли он вообще разговаривать, потому что он рычал в основном в ответ, что такое нечленораздельное. Вот. Но когда он реально начал работать, особенно когда он стал главой республики, я просто с удивлением смотрел иногда на экран телевизора. Как и что он говорит, как четко он схватывает суть происходящих событий, как прямо и ясно формулирует свое отношение к происходящим событиям. Вот это было для меня, честно говоря, даже для меня было открытием. И мне было, конечно, очень приятно, что выбор был сделан именно в его пользу. Вот в связи с этим хотелось бы еще и такую тему поднять. В результате трагических событий, произошедших 9 мая на стадионе «Динамо», ушел от нас Ахмад Хаджи Кадыров, и вам пришлось сделать новый выбор, политический выбор. И вы буквально на второй день поддержали Рамзана Ахматовича, и он впоследствии неоднократно подчеркивал, что без вашей поддержки вот те изменения, которые сегодня происходят в республике, были бы невозможны. Вот без прямой поддержки. Это Хазма Хазир маса зафиксировать. Хазир. Дуюч маситус. Дуя фугами. Я шунга, это все равно бить слабка. И там ерунда, я где-то просто там. А объяснить давай, что кайса лоша, Рамзан, дует кто-то, Ибрахим, происходило в Сагамасер, Ишдала, Ишбара. Иштрдука надежден дырка. Не. Аусам. А короче, там накидывать дарма, то ли просто. Объяснить, давай, что хоть само, и тому подключиться, да, и что царь. Бунде, лагерь, не скажет. Он действительно за него имел дуэль Хиечворса все это время. Если за то так, ты ж предатель, бо Кадырович, бо Ахматович, бо тағанеш дейнахин, что куча ол масы гушу. Что масы арел, короче, олям гушу. Надуайтаги, листовые, надуйта. Европа был Ахмад Кадырович, Путин еще был, да, так надуйтаги. Мы знаем, есть много фактов, что многие вот эти проекты исходили из российских вот этих кабинетов. И у меня есть убежденность, хотя сегодня привести факты практически невозможно, что вот это новое явление о том, что появились вот эти люди, которые порочат религию, порочат святых пророков и их семью, что это проект ФСБ.
слушатель или зритель под ником Макс Грин 4568 просит вам задать следующий вопрос. Спросите, пожалуйста, у гостя у вас, Сайхан, почему представители «Единой России» подают диаметрально противоположную информацию для русскоязычного и чеченскоязычного зрителя? Сайхан, я не говорю по-чеченски. Пожалуйста, прокомментируйте, так ли это, действительно ли присутствует Россия, United Force, да, она как бы единая сила, да. Это провокация, во-первых, нет, у нас двойной игры нет, он прекрасно понимает, это просто обычный провокатор. Я обычно их блокирую, но раз он дорвался до эфира, мы можем сказать, что у нас нет двойных игр, мы сторонники правового государства, мы хотим, чтобы наши граждане, в первую очередь чеченцы и граждане всех национальностей, которые будут жить или живут, или жили когда-то, вернулись на свою историческую родину, вернулись и жили, и чтобы никто от нас не уезжал. Мы будем стремиться именно к такому государству, которое будет именно жить по европейским ценностям. Тøж бедоны цанлуш да цаха и те порил так словно не советно дин 24 года законс достиешляться дин отстегдоны цунагида цицун иман си достиешду цун дин дозерц достиешду цун дин лилоц достиешду цун де цун условия ваттер ша не советсон так конституция сюк ачсала медилче даягна история дона келзамлаха Россиюга уяна масалан басона вакил пачал куршлаха сутедяче хер ушерду элет сагитсон хередона ширдела элет цана юстердахтан история полукштедона ти хаж вадил мегерду яқвесена шеготтур шогол шуар тиштагета мегерду هنا تعدى زل سيلة ده تكون خدو عشان خينا بتشعل كرسون بوه ديلا زكون دور يبتشعل هو حق وشو ديلا ويتقشون يوشوش دور ما حق بيخن ويبتشعل خيونيا دين دي دواتش يبتشعل ده المبوخ وين أومن ميز نيستينا إيش تسونس إذا كون نيستينا كل كونستيتوسية كل دستور كل نظام يكل دون تاع قانون هو أروتنا دون إيش خلمديز شرعي دولوش يعدونا خلمديز شيء أتصدق دين تأتوجن دير دو أزون تأتشو دين أسترجوا ده السويت كسويش الأربعش نيا إيش تخلر بات قيت مشتون أخوين قيتم بلو وين يوشدوش تأتيزون. Здравствуйте, меня зовут Фатима Сулейманова, я спикер Чеченского национально-освободительного движения «Единая сила». И сегодня мне хотелось бы вам сообщить о нашей победе на минувшей осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, то есть ПАСЕ. Ассамблея приняла двух наших проектов, то есть это проект деколонизации России и Раяхтеш, из-за кого Раяхтеш, самосях статьяю, زودري بقوا بوجي بقوا تعنتر بقوا يبقوا قلت تعمل شر عنده حلو شلو بقوا شيء دقوا قطع أنا عندهم ده حلو عند عبد ياتشن عندهم تهم دو من أزمخ عندهم أنا روسيسكي уголовный кодекс был обещал суд знаешь حق مش تشوف دايك النجاح ما وصلنا سو سنة مستي شو ده إسرائيل شغال ممكن تخيل دين دود شق ناقد يقنا وقت Слушатель или зритель под ником Макс Грин 4568 просит вам задать следующий вопрос. Спросите, пожалуйста, у гостя у вас, Сайхан, почему представители «Единой России» подают диаметрально противоположную информацию для русскоязычного и чеченскоязычного зрителя? Сайхан, я не говорю по-чеченски. Пожалуйста, прокомментируйте, так ли это, действительно ли присутствует Россия, United Force, да, она как бы единая сила, да. Это провокация, во-первых, нет, у нас двойной игры нет, он прекрасно понимает, это просто обычный провокатор. Я обычно их блокирую, но раз он дорвался до эфира, мы можем сказать, что у нас нет двойных игр, мы сторонники правового государства. Баркал ДРС, ведущий. Хорват, правовое государство, где мы все... Английский, русский, матат, мы всех ждем Бошул. Хорват, Сайган, Вацари, Басханик, Шадек, Адитна, Уэйсоуцу, Диазбянок.
Изал это мегардушун хочу. Duka khair İslam motivli Allah teşekkür murat. Hoş bulduk. Паси, чуабу беле, цуцурушки. Also kollas angliski rādskrimotāti trešdēšā, atšutas pīkēčēku dājāitin sajūsnāt, ar zaģirāt sadēt, lūkbo khārcīzi no vēl novā. Эксперт почичне ламая ви. Во, эксперт, чё элери? Эксперт, дикабелер. Да. Эти отщепенцы исчезнут вяло. Ламая эксперт. Аяталесан и хатдин. Вау, эксперт почичне бош рекламировать мол. Хош букош. Нанелаш, да. Зудри багонш есть танел чордая езал конституцию, камел до кодяш ночь. Это кроме своих татуах. Я была тайниш вот татуа, да, это. Багонш и ишхедваш, что. Это провокатор. Мы никакой двойной стандарты, мы за демократию. А я очень понял, да. Да, шон цахалх квасирица что за это? Шугахили шушуни видео околжан булац. Цан украинский журналистан интервьюлуш. Кута еусцадир отцул ЛГБТ и отцом шалец. Окодин дол камел, отцул камел цадина кута еус. И камел дух незамеченный кайл дела и навал дах безокни камел видео хила. Журналист украинский кын хятарш де шарши хвоши дядял вахин ашворши ашонда квахин сюгами юмачваца воотстяцо короче шумах мершбелч Ist LGBT tam tуда-сюда, ist цар ну дир дуашел. Шума дир дац бош, дац око камил шдеш тут я. Кута еус мацадина ist отцу камил. Кута емhenца. Я чуа вичане, ша и бобой чуала там был сверх. Журналист, где хаттер, да, и до вы двойную игру ведете, там одно говорите, там в другом месте другое, и хаттер... А что дайте, да, и троянские кони учленают. И троянские кони, они иногда зазоро. Мурат, хоктега шашлелин долумду yok şelin okdobari perutwam dabet. Şelin okdina paçaksa kualiter etsumnak jwap dil diyezerdu khayit diyişli oktegar. Hokodu har jwap nurdu qunuk. Her sen nisan şu teri jwap dil diyeze dorsta temlo ayu tak ona way khilbu ha ashdin dal qoman ya martu paçaksa kualiter tagwidu hulwan iz ya martid mum. Преступление мы. Ветеран, хокунаха, закаяунаха, аядинаха, кидаболчан канха, мага и 92 год Конституция, и нохчичуя югаирзин, и от Конституция, и мерш хилан кюрш, чуаса дочь лилш, мабо, цондель еще карна и исламское государство. Исламское государство их спасет. А वो को कर जवाब दियो उर्दू कहते हो कर किया कि बिना गबुई जो прекрасно किया मबोश от холла цондел цабяхорш и пачал хил халате мегардон демократ халат ми Boşun demokrat şvatsens Шеш борщ, это бяхкич, найрал борщ, хождел мастребу борщ, хожвекоме мастребу борщ, шуки семеч запись тарнаю, и бой хождел мастре, это яйца, это шум шец, он один это говорил, да, это интернет, я его так говорю. Цер, уж мельшбуха, бастахонаха, уж мельшбу. Церч билгал борщ, уж найрал берна, уж шуки сем он бахтел хито. В том числе тарна яйц,
рубать, и уголовное дело, да, умадать, ничего подобного нет. И им просто доза, это доза. Что сон мут айрим шнук амир шилла и нах мол соутур барвай. Дешан шнан аками Allah хинза да тадюс вопрос болезненный вопрос приготовить терга. Цанти аляш что айдал дуйт я бош вай ляш что цан специально цан дуйтич. Вай арианс мошол вай дина аура политик аура вай бехдаяц амир шдеш я бол беш кушаш бу. Оцадеш тум субханаллах инзари شو قيل مهم شو تساعدوش تو إيش سالا ذكاء نوقع لكن نحن خوش موضوع إيش تناك تدوم يخلق я был Сулейманов. طبعا سنقول عليه تشتاشين قول على كل مباتيش ذكاء قول على مباتيش بس интернет чего и прокурор вой виртуальный сегодня уголовное дело дается халдадиш мы дается 5 минут там только надо дело состряпать и он дается типа ده ده دي سنة تقولوا دي قدرات بقولنا قولون حديل دي سنة оперативно هم داش أيضا موضوع ده بس فعلا оперативно чек ده في Принцип обращения ясно, написано статья. Я Арбузаев хороший демократ, да, и запись я это ведущий. И хороший демократ, да, цвета, камелдин был, двойной стандарт по европейским законам, посвящен Вахена, хороший, поверь. Царь бешбош был балхана, дешем снану, царь как отвечать ознахана, иш му, царь иш жюпи изу, царь хихан يصير بقنا царь يوصلنا علاش ونو أمسيت نو أميرش خلا هنزا دعوش أميرش وناش تا يو تاس يو ديسا دوش إلهش يو كلا دوش بس فان تليون داتو آمدك سلوتشتن прокуратур поднятен тарандона и что-то еще ши бас цархан еще мадахти он да что важно он докы из царь шейх хат из дамулай ой со бодрячно чун улира ши улия непосредственно ши правительством ши официально ши ответственностью бол беш поч нахи дахач из памят та да качи мою вош петица жам да это было и албарес босал дин сагат я шву гош моду оперативная информация да я ха цуман чо сих вот каде ел штат я гош моут он жига да там был ё вош пет он делает это боя чакда Der царь تعدويتر دو ال царь دل гарантي سامداس ونياج دا ايش شيء كويت بالبيش شيء بالبيش شو شيء كويت بالبيش ان شاء الله نسون لازم ميدو царь بوسو دينن دوچلرگه نوخچي متح دوچ تو يو تاكس غاس متح دوچ царь галасаш دوچ царь галасаш и галасаш то деш юхше непосредственно ши собственный голос ценит цацун хахазитана мюшку цацун цан я قعيوش لديوش عشق بيجربوا وصنتيح إن شاء الله. بقول بس بيخ درس هاي موحدي قطع بالويجري دو إنسانك تشوفوا سمايو إنسان لك يلا دانش حقول إيش دوشو بودكنتي دوش قيلا إيش مبهت دانش حقول إيش هاي حق تستي سروش نقول ديال ديتاوش هون يجي الله هدقيش بنا ويقال الله هدقيش بمصهم ديتنا ماليش كريتنا أصلا درت يستيقيش إذا وجدت وجوك سبعة شوز دقوق تقوى تعديل ده أنا أولي ده بس ليش ده عندك وصول إنفورماتي كان أولي نقول وجه وخدنا إشتغلوا شوي نو قد كل بغلي دوي دا تشوكي سنسيرش فاميليش سيل سكرينش فيسبوك شهر ناخه ديل ماستر بوهر ناخ إيشكيل ماستر بوهر ناخ يلا زكاة وليش بون شتوم تشسلي ده واجد هذا بعض الأشياء وش وعلم شو بيعملوا شو تكون إيش ليش كده حياة شو ويديشن سنا وقوس يوم شو يلردو إن شاء الله وكنا تعارى إيش أستراليا شو عندهم دقبش تبش أستراليا بولش تدو تبش جرمانيا بولش تدو كابول أوسط تاكل كابول عدول Кирилл, уголовное дело дюйста, шариатское уголовное дело болтар, суданское уголовное дело.
За оскорбление чувства верующих, российские законодательства, да, идут кидамадат. Что это? 148 РФ. Да, абсолютно. Хинцара посвящал, да, царва, демократ, это еще европейские, европеодуары, это. Ну, Шайгак Музеев, Ларишки Володу, Декдат, Хархамел Дуи, находчивый дону, да, мова, демократу, Дуи. Первый прокурор, уголовное дело, знаменитый, Дагон Ибраим, уезжает на Б, Сахамори, всех сажает он. إذا виртуальный прокурор закаивает жамат, чун короче. Прокурор, представь, прокурор, вот, Неван, короче, Хейнч, Ячи, Неван, короче, уголовное дело, возбуждает вещи. Цана Уркчу, прокурор. Мимо цана Уркчу дальше. Шунлайтен прокурор Уксабор. Kabula teikellä, no dalečana šo teikellä tuursa. И прокурор, вендетте, прокурорский шрот суди хакеру, да, кадат, ошпиру и шрот суди ба, адота. Нямчо, что он лабель, зацвета, самого что нахер, как дочь. Як межеюч, бисургош, духовныштен, да, заодно. А видишь, прокуроры, да, прямой пожизненный срок все, знал, могу, что всякие прокуроры, всякие хуева. Самый главный худухаешь он царь Эллаг. Самый важный вопрос душу царствия. Призывает Ичкери, независимость. Ичкери, да. Главное, вот идут исламофоб, шхаляс, жюпи, узинах, яды, синтиин. И самый приоритетный задач. Все это решить, и все. Мы, народ, освободился, у всех хорошо. Все, короче, чеченское общество, короче, стало на положительные рельсы. Все отлично, короче. И Укчак дальше. И это есть. И фамилия что Эйлина, он что дельна, дага был, так что же прокуратуре. Сам даст прокуратур, свет прокуратур балбешяц, прокуратур шаш балбешку, ой, динец дождолма, вежеш нюка дильшту, оз вежеш кождуй. Со правительство цадваш, цанметят, цаукази, приказ, самотюаны балбешват, цартин, со биневолу, эйс бешбуш метя, со на осталана, ой, цали пойкш, цавик штагуя, цан саму. Эй, совуч метя вош метя, эй, сейкисна, ахтаду, да, бучавош. Ишт ашу, от на ханюк абартилчи, хазахиет иншаллах, иш эстен болчена, хазахиет, масан буш, лазан бу, нах кад беллаб. Рамзан, сам ала, боквал хин угор важдум, якор хитон, узнал, це угор хал, ой, ком, есть я угор важно, Busuk dina düş, ugari dok munter dok ve satsu düş, düş ugari al satsu düş. Dere stoša, leže so pekton damo, jo oj loša teti su na fajste, teti balare stoša. Üş vay da tan idisi sen yalat beş mülş bu. Üş sen morda üş tok beş sen yalat بقدر يعني الله حكمت يعني بوزو نماز رياكتي يريتان جينا خلشيت خسان تا يرياكتي وتخدوش كاكي فقط واتسون صوبردين صار من وقت رمضان اسطنبول شبيش ناخبات تsola ويتغن قرآن باش بوي بيامر سيتي قيتش بوي وش إيهم دوي جادات ويحال حقوش سير دولا سير فتنة سير إبراهيم بوغاي وشنا شوية توريست سير ويقوش دوت أقص شوية هوش كتشنا ديت ديلرقي إيهم دكتور أحمد إقامل دين شو حور Ну да, вопрос.
ذكاء مدرجة قوم اور خليل Даже ta şey toldu ya yeter matın ta. Mش بخال إلر مات. صور ترشيسنا صور إيش أسبوعي بيونا دابي تأخذ مير سبرينات إيو إلر تخنل صح قوش تالهم ده تزوم بعضك ديش سامستال ديوش لو Sen yapur kurvaru insa reaksiyat sig axsam verir etsiz diçten katnosam de Allah de burtan diş Allah kaç peygamber kaç نخشي موت بيتشتغلنا مالخن عبادة ديش دوشاش بوش داقة يقين شيء ديمقراطيسكي بارتي قولنا ويقوم ناخذوا دوق إحداث يشتغلوا بيس قوي وقر حال شادك ديتا دويتا وطان ديش تاهم شو قايقم بيش وش تخز شو İbrahim Buga tak mohilo adeşte açıkçayla. Ay fuştuk tariliyor, hiç geliyor. Derdo it aragdu aqway noqchi qom saragdu noqchi Allah noqchi del şey way noqchi delna del hu wasa da Allah توترك يوم سسو ديزر شابو العالم ناخ شابو правительскавек متى ولو يروم وين سسس داها يحدو زونا دوق زونا خيل مك زونا زونا خيل مك ال ساتي يشو سانسكتر داوان سان البلانس يهدين دول صحهم داخت أخيقنا لم يخسانا بركلش باغا ديزر دو يو تخدغيرش داسر إنيس سدين بوشو أبراو دوس ديشولو يزولا ميت سحسس ديشغولي أحداث تغل دالا جين بولي ساتو ميت Nasıl zaman titiştirici, nasıl prokuratura podježdil delaži kufrov dat, zakajeva divo, no это. Брат задал хороший вопрос. Теперь, то есть Эмират, он объявлен как бы международной террористической организацией, то есть ИГИЛ его нет, но сама идея, чтобы был, она идея осталась, и люди привержены этой идее, большинство вообще среди тех пассионариев и активных братьев на Кавказе, чтобы у нас был закон Аллаха на Кавказе, и чтобы мы деоккупировали свою территорию. Вот эти две идеи основные, они остались. Может быть, сама форма, система, она устарела в том плане, что мы эту войну проиграли, просто эту войну выиграть тоже очень сложно, враг очень сильный, и разногласия между собой тоже нам помешали. Но сама идея сохранилась, и приверженцы этой идеи, что должен быть на нашей земле наш закон, наш язык, наша культура, наши традиции, и что должно быть именно по исламу, эта идея, она преобладает, я думаю, 70-80% таких активных людей, неактивных, соблюдающих, понимающих ислам, тоже, само собой разумеется, хотят жить по исламу. То есть, когда мы говорим, идея, Эмирата сейчас нет, а ее нет, ИГИЛа нет, это не значит, что приверженцы этой идеи нет. Или эта идея, чтобы был закон Аллаха, и чтобы было единобожие, чтобы была деоккупация, и мы жили достойно на своей земле, они остались. И они должны нас правильно понимать. Суть, даже приверженцы этой идеи, или Эмирата, или 4.02, все их объединяет одна вещь. Это, чтобы мы изгнали врага из нашей территории, оккупантов, и мы жили по законам Аллаха. Эти вещи, объединяющие вещи. И мы можем спокойно на Коране Сунне объединиться. Альхамдулилlah, мы все сунниты, Ахлю Сунна. Да, чуть-чуть с той стороны крайности есть, с этой стороны чуть жидкость есть, жидкие есть, но общая идея одна. Теперь вопрос, как ее реализовать. Каким образом реализовать, по каким методам или какие услуги и методы использовать, чтобы мы смогли установить государство на Кавказе, построенное на Коране Сунне. Теперь, к твоему вопросу уже ближе подошли мы. Если уже есть договора, вот к этому вступлению еще одно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сделал договор, Худайбийский договор, она была очень неприятна на условиях для мусульман, и да вы знаете, что очень сильно возражал. И говорю, мы же на истине, они же на батле, на лжи. Почему мы принимаем такие унизительные условия? Это его слова. Суть самая... Аллах не спасал после этого сурату Аль-Фатх победу. Суру, которую Аллах назвал победой. То есть это была отправленной точкой к победе. В чем ее сокровенность, важность была? И почему посланник Аллаха принял такие условия? Там было по факту признание государства исламского. То есть это на равных договора подписывали. То же самое в Хасавюрте произошло. Когда они подписали договора, это было признание уже субъекта, признание государства. И это признание, и эта площадка, платформа, которую чеченцы получили, огромную кровь, которую пролил, получил очень много мучений, и живя очень экономически сложных ситуациях, потерял почти каждая семья, каждый день потерял многих людей. Пусть Аллах помилует тех, кто из них умер на исламе. Теперь это обнулить, умножить на ноль, это... На исламе не помилует, да? То есть эта площадка, если можно как политический проект использовать, почему нет? Суть цели
и суть в средствах, которые мы используем для достижения цели. Цель благородна, деоккупация нашего народа и установление закона Аллаха на этой земле, потому что Ичкерия 02 означает, Конституция и законы будут основаны на Коране и Сунне. Значит, никаких Низам проблем. 2002 года. Вот, Низам 2002 года. Если есть там нарушения, есть там недоработки, когда мы сядем за стол, их можно доработать. Если есть нарушения с точки зрения шариата, их можем исправить. А в международном сообществе, если это признает как площадка Ичкерия, а зачем его стрелять, зачем его убирать? Это просто земной шар, но точку опоры, который уже признан. Но здесь я должен отметить, что в закаевской структуре власти люди различного толка, различных взглядов. Люди, в основном, они на общей позиции, они на исламе, они на шариате. Но они очень сильно боятся, это мое убежденное мнение, к которому я пришел, что о них скажут другие, вот Запад что скажет. Они говорят, что Россия на нас навешала ярлыки террористов, что Россия во всем мире нас представила как террористов, и Запад это проглотил, и Запад ей поверил. И если, говорят они, мы будем говорить то же самое, употреблять слово исламское государство, как это делал ИГИЛ и так далее, нас автоматически будут ассоциировать с этим, и любые наши попытки деоккупировать нашу территорию, либо заручиться поддержкой других стран, будут автоматически блокироваться, потому что нас будут считать радикалами и так далее. И поэтому, они говорят, нужно нам разговаривать на их языке и употреблять слово демократия, то есть то, что им понятно, те термины, которые им понятны. При этом мы, говорят они, стоим на Коране, на Сунне, 2002 год Низам, где четко все прописано и так далее и тому подобное. Зачем подчеркнутый Почти такие сделали. Да, чак моборож являя, гучи забылось. И пускай Аллах помилует тех, кто ночью был на пути ислама в Эдельцу, значит, автоматом маршруту ожило бы тысячами был нахбат в Орли. Уж так и больше. Бар царшем бари, за несколько 3,5. Аллах, закон дахит ваш беллиш будет сан, что рейс и бар пошли. Все, вы что, из-за мы старик, мобар, все старики. Понятно, и мы проиграли бахтарщин. Харши уются, ханни шиирим, ханни на уются шалом. Арбу яла я цатехи, цахам юсат стилинский, цахам ю. Вось ханни на цу. Пора хош пятая утбая. Вообще уются, что махен, ночью почал мухлешью. Дучу еще там. Просто что я хитер, вообще, да. Сам забыл, заказ паспорт не лишен. Гражданин Ичкерии, Цицетлинский, Ичкерии, гражданин, вось и особо хапшон. Польша представитель Ичкерии, сашери алга, Варшава, израильский, алга, херялом садючук, чеченый бог, Израиль террорист бог, я дил, шуаром, да. Польша, يحتاج يتر هدو غايا لتمر شوشش بيخم شو اشتوق يوروبيا هو كان تاق اميال دياش ويني كل ربوش بتساتش هو كان دو لي خو تاق اميلش دياش يا مرت نخبو هو كيبه كان اشتوق كان تاق اميال دير دو يقول ويني كل ربو يسولي بيريدو ام دابلجي بالي بول بروين اعمال ركوي باسبورت دي يو يسولي بات ويتاح وجه يتعيد دع يسولي بوش بو هكا هينتس با هسولي ترعيد الخيس نتيو هسولي كوتش بو كربو كوين Окна дат. И заметьте, и паспорт доганет лацу, да, было кию надо лабай паспорт, да, было кию надо лабаечки или паспорт. Вот социалистически еще надо лабай паспорт, да. Арши, вы граждане, шушон, вы что, ай велсмане, милгуру, юшхати, милгуру, да, и определять, да, шарши, ухвахе наш. كاستيك سكينات دلش دعني ستوركي كاستيك سكينات دل دي زرقي زاد نوضي لو ابو كيريل и белки уйцу халта шо халха и шишо хал дуис российский посольство он российский паспорт я солнцу депортацию юбош да депортацию юбош шура мураицен пич битан цигар Россия короче немедленно иноагент этилен цун цигар арцевак типа Российский посольство, паспорт, это так бушунис. Прямо в российское посольство зашел и взял паспорт этот человек. Ночью меча хош бош, гуна, ищи, Польша, бахтанах будет принимать, я что сюрч нож. Вообще я не понимаю, что происходит.
بقنا خم قزع وبشي بيت يش بات شال بشي دوس كريتير وتيرو ده قص بالخينا تعرفوا ما دات قزع بقنا شو اون تيغو اني حيز دي شوي انا جنت روح شو خوي Инах бах, до та шей та ишкери представляет ногчи бабу, иш ногчи бах нах бу и билки теля, тюн сюрчло, тюн камелштеш, и тюн авторитет веш, и лилш нах, тюн сайрах цет волсо. И на агенти посольство лилшо, как ват. Зеро, это ролик, что российские иногенщи и политические беженцы объяснят лишь. И ведущий радио Маршевичу Квасину у нас из Путин в Штаты, Путин здесь обращение. И российские иногенщи, скажем, юмористические, но подчеркивают Игуду. И иногенщи экстремистские, мульшбу. Дорогие соотечественники, сограждане, уважаемые иноагенты, экстремисты и прочие хорошие люди, к вам обращаюсь, ко всем, кому не безразлична судьба великой России. Сами видите, до чего страну довели. И бояре мои, и я сам, спасать страну надо. А для этого каждый, я подчеркиваю, каждый, должен смотреть и пересматривать единственное шоу, в котором показывают меня настоящего. Ибрам, не схитрённые обращения. Ицам хатет ишсу. Ночи غاوي شادو غيوك شتات إش حقا ندوغر درشا بوزوب دينشا цапунг дацаяк бошек. Ночи представитель муху. Не, один пункт шел, это бусов деньги, ночь вообще хокшо, чешет, вообще. Представь, из жопы узнаешь, вон, военец, ишбу. Представь, вот эти люди вот такие. Жопы узнаем, да, открытого идеи диезбош, один амион штук суегать канал, чё. Прямо Турция, Кузар Черцвязи бош, да, лаш Хамзат, Куза Хайн свой муджая до он, и битtelch до Франции, что сан из уйру, я чул руцун дюзел, сан, ха, ишо на обеспечение, ха, ветербук. Просто, ой, ше. Der Buch, ich war ist toll geredet, Bashan, so tenere. Ibrahim Bugavi, Швеция, has dick город, has 12, это шбац 80%. Царный Оахин, her ночь демократию, чбеш, те качка, что жалеешься, без бош, камел духцу, дин. Это, и хугамели, что ночь хаба уэла. أصلاً شو ديمقراطية يوتش حياة كنوع مين ديمقراطي ما بقول حاول قلبه الغليان لا أسبوعهم ده كيف يشكل طويق أولك قال شو إيش دو شر لا صوت ده قال سرقة نوتش شو ما بس شاي بس شو عايز دي شر خدوا ترجع أروي هروات Басха председатель после Европейского Земляцкого суда Сулейманови, Жамбулату, да, Жамбулат, чучуа халая, французский конституцият, хакун цаасила дазала дачун арпиш куасами гарду, ويغوق شاق لاقن خذ هنس هرز دانه هنس نوعش شرق دعواتن أسر زخوتتنا Undet kuzaha da pusti vi okar vir вообще клюш ватер сокер тяж бях бин бекер клю майрият сергезри та вич кан хирде куду хай хакун yok düjeni heriu hala wasti mellesh kuzi Allah kurul chidu her agentori kusyol her ولياج قوريات ترزكا بيلكي هروير سيخان مزايا وهر كوتا موتا بيلكي وشمال نح عطي المباتي شيء آبيتا وش نح ياتر ترى عدش دا سوبيرو دو سو ديل دو شوك سو تا وير ولا دو حسوي تا سونت دابو عار سادرس سونت دابو شوات شنو
Soll ich Schwarze, alles Köln, ja, wo Vorgebergstraße, Sem, Schittiri, Aschu, alles soll ich Schwarze, hier zu, muss ich das bein, لا سيح جيتن أبرشين يشينا soll ich Schwarze, جمعين أروير وشو سو، جمعين أرا ولا شيء وقتك حورسون، صبا دقة ثانية. بترا كنشو شكنشو جاي وقت بايمرسن شكنشو إيش أكتر هي طلع وسطها ومقطع تطول. شيء وحش أقوى حواوه no أصدير دو كمال دير لوس بدك شبه كنشيت سو كمال دير دو شوات وندر سو كمال ده دوك دو شوات اشتيت كمال ده يورش الشايات جذري تير يامرت لوني حوش سو يروت وندر شول جوشو تك شو تارزبورغ شو تك كمال ده يوشش دات وندر بيوخمي سو سي نوخشيني ديو أسي أدرس الجمعين أروير وشو شاتك ولا شاكوس كل يعني نخبله سو أروير نو استويان شونس كمال دير دوش دات بونش ميرش لاستور بوش دات فيتز كمال دات هو يتحجر وسو خيتانيت أوروتش أوردو سوليه يشواتشو دير واتق سون نيت يا ولر ولا خيتسون هرجاز ليه وانت شومم يلر دخان نيت يا يوح كاي ليل شو سون وقدوك نيت يا ولر ولا دو تلا دو شو سن يوح كاي الجاز يول ليل شو وي هو كاي يوروبيا تعدو تردو وش تو شريعه كلردو بوش يقميل شيش يوروبيا غير دو شادو شادين لا شو خلص يتشر خير قياتي يتشتيش بيكش بيش هنا ما دوش دوتك وي كان تعدي تعدوش وين يدير دو بوش شو يامر تير يا ايوش ملاملش سان ديال غادي وش يلا دوتك هاوسيش مال يحدو تمشي شو بيت تعدو الليل واش كيدو شو تخي دق مدر حبر ايش قيلو مال يامر تشيز يتقوم ينيو يامر تو قزح يشوك شوك دانا بوخدو عيدل لا از يامر تو يلو كان باخ شوش دوت نوكش عيدل نينيو يامر تو يي ولا يرجن از انتو كان يري وين تعدي وين دير دو بوخش لا تخير يا ايوش خير مالهم حايوش خير شكولش كاشي بيرش خير يتافل يا برودكت مالهم حايوش اي ناخدو شو مال يامرت ناخدو خاش اخوك انا شو قش بدو انت موقيتك قش دوغردوش ده ريسكل ابو كريل لاو تسات باك شربوال بياش ارمال لو سومكش كارديتش دستخله نيت ياش شوكو يشبل ده ريسكل شو انت شوني خور ده لا لروات انت كوارتا مسير تاتيريت سخل نار وقت يشبل ده ريسكل انت هر بيو خم شيقر يا ميات بس خانه ضيعت سكوند سو اشتمت عيدل هر از بروكورور هو بروكورور يوز شو شر بتشال كواليرز هو بروكورور مش عايو بروكورور خارجين بروكورور بس خان هو توش ال سواك يستوالير بس خان وما طلعت سواي تو ديتش قش بو تاع يستوالير شا از وجه هر شا زوال شو هو ال دي ذاتو هاي وبشي يستوالي بس خان اتونتا سيغان شو تاع يستيقرو احسن ما ويكنك ما هو يقوى تنقاتناخ وديال وزبودت دا ديز بوش وين داتين باخ كريون باخ سونا باخ ديال حوصر دقوي سيخان دو الله والعالم ويشم ساكيتش كي بردو تردر حاجة روح ويامرت لميو جيت دقا سوم نوخشي ورحو هويو يام هو كان ساعدو يتشقيقا ميلش دياش يولي سمت ناس وسن نوخشي ترخ قوز بيتستوليات دياش حلق يالي بوش هم تيا اخواتا سيخان تك مايات شو سنخ تيا متر يتش تيا هاو تخلق شو نخ سوم تيا اخوات يلا وات سوم حلق ولا ليلشين تيا هاو تخلق شو نخيات شو سنم شوي هاي انا باش بيك بيحو خير وي شات وان بينو تملو وات انا باش قش بو سوق صندوق شو تملو اي دات شو سنش صح ادي يزر بختك هما وش يسري معنويون ايش هو ده شو خلو هيك شو نحت الارخ شيل دوتا خطرت ياش دو يوق شو واخو ايش يلم شو دو نحتك شيل اكوب شو عشان شيلو شنت انا بيلق شن يول خاتس يش يلو بشو تاتملو يبوش اتمت يا مرزني نخلي شو قوزي هايه كان يحكي شو ستي تركت تقيس شو دركت كنت اسبيرو تريت سبيرو تشوانج بدوال شو عدوش بيرو دو تشوي انوي كنت تانكي ستوكي اكشي قدو صدا اما دين تانكي تنزبر ما ياتي دايم نبرجن يا وي تشوي تقيس شو دكتور شو قلت ولا تقيس دو ماتشوات زين دير سنت دكتور تاريجي وش تشوم كنت يهوي شو بحكي تانكن شو خاوار واتشر اول زابر يتبع يتانكش ليلخ شو هاسكي جيش كي شو خاوار واتشر بارس ما دو كاتو شنو جيم خلنا شو جي ولا الخس تانكسيون شو سكي سوالي شو أبد بيتن ويج ولا
يتعني شو دوتا إما وات الله بوش كنك بوش سيقايش ياتوك اليوم شتور نشنيش خطا بار حباك كزبويتين خطا بار حباك كلتا يحباك جاني جماعة يابوت زشي مارشون ديو أربل يشبر خطا بار دعيو اللي هر بقو دينار هر دوجين نوك شو اللي نايا هر شو يحكر هرم شوي هر جازري قوس هايح كان هو يقاميلش ديش أشوك شاش دينك دوي وتعني هما تخع ماتشو نتعمو إيردات ماتشو شو مزار يا سليمان شو ناخيو تسوم شو ناخيو إير مدى تسون ديش سويت وقت دل سام دلار قوم لي امرت لوين ناخ بدش سويت سام خلجم داد يرزر در انت يروال يه سام در دوالز دون قوم لي امرت لوين ناخ بو هاي قوم دينك دوتي لمدى تحني دينك ديتي شو حين دينك انت يروال هما دي خدو ناخ باكيت يا واو نيس واتر اول لو قوم لي يني لي امرت لوين ازشكا اتزشكا ناخبل نا حيزه بيشلي نوم شدوي شو قياتي شدات وشو تي تاتا دي تشمويل شو كلاش شو بيرجوات ديش شو صوتو بيزر وبايش مو صوتو ربوتها تعبو جاناتها مو صوتو ربوت شو ناتا قزادل وداك شو تاهدش هو كان تاتر باليدل وداك شو بيوخمش بوتشوش شو قزي هايا كانش تاتادل ايدل اوبوزيسيا يوبوش ياكش إيز جالك شو ليلي إيز باتشاتك والد شو بدو No damo haršaš lielin dol šun, aš no Dagestan šuliel, harcigar mašienš liečk traktor Sulemanov lač meldol maš liel der edel ca kvaliterar kiego dieš nukar. Hoju edde jalu štat. Čuja liešilum, kamerču ahiliešilum, edde jalu šuku. Kamerču ahiliešilum, jat. Главный шариатчик Мичванцер, Хэшпават, Албаков. Санкт-Петербурга хрук и карет хвякш. До 18 года говорит футбол ажвон. Санкт-Петербурга карет хвякш. Да, суть на Facebook. Представь, не, голова, короче, голова, болцу, короче. Ингушетия, шариат, эксперимент, голова, чая, швейцар, ногти чая, решвар, эксперимент. И ногти буцун поддержка шеш. О, манис бол, амахазаво. Амахаздую, адуйштол, шариат. Ух, я мадикдуй, аволуш. Алба ковши бабиш балбалах бамабинашин тебелин тейлин задание гибнену. Каждый палестинский митинг йол ичкери байрка цулвелл шибалах коч бина саду авамарук карета хохч. Да. Ингушский байраком, я царицик митинга палестинский. Ингушский байрак, хор яхцу, ишт аудал, ما بحث غلغي بحث سولي بحث аудал. ويسان аудал, ما بحث اشتان, ما هاي شيء غلقلر دا ديزي. Белокурова, орталанта паспорт ждешь. Начало паспорт, пока чего вещи. Ну, представь, да? Что, а паспорт ждешь, установки, что? Это ночью, ночью, он хочет шума дочь, на паспорт ждешь. Что, она муж подъешь, ба? Заказ дело со светлинским паспорт. Он дело хорошо. Чечне какой-то тейп, короче, хук тейп дала. И шума яцот, бану хашами, хочшами это он ядинкш. Иш кучо, цундер. Я зинери, это мерялец, кан цундак царёдик, но са режиош, кан турке молодой, танкист. Режиош. Зачем кан я хуй, halka skik tanken jo yoksho skik hali shdat sunse zendir bost adam yerbah kan sunse tek sayo galo tamut reji wa shom tqaya shodert tqaya taqder miat shwat modu antur pero dien wash qada kelano يصحدوا ده تولش أرابل بقى ثانية جماعة يا أخي واتساو ما دات جماعة شيء ثاني يا تديستويتنا وماشين أردوج جماعة يا ما يتا جماعة ما يتا وماشين أردوج دينوس دي بيرو ماشين تا جماعة شال ده مدت توان بيجيني ما يت جماعة
يناخ شو بيحكن تيار يا جيلة تسيم الشهر شو توخل تيار $1,000,000 شحاكو هيك إيش تكويلا نيري جماعش ويش جماعش والعيدل بوتش بول نتقش بوي جماعش مصدر جهتي أخش ديتي عيدل مباتل املوش دي دو هو ما دوش خل دو جماعش أخش درك حكوش إيش أخش نو سزدهتين جماعش لو تقولك نوكش بايدي عن يريتي جهات سريتي يتار جيتك نوكش بايدي عن تسخيل اللي شاش يا نوكش بالبوش بوتسري نوكش بتشاق ولا يرش بوتسري جماعش جيتك حالب ولا شتم بولي ملش بروين بوش يا أخي هون دايتش در خديز نوكش بتشاق ولا يرش دايتش دات خليفات ولا يرش دايتش در نوكش خليفات ولا يرش برد يتسن اللي مارش بتشاق ولا يرش برد ابرد إيش خليفات ولا يرش بر خطابر فهمتش وخليفات ولا يرش دريتي اتسخن مش المدار ديت ما ديزيرون ارتا خز ديت ارتا خلقلخ خز ديت هادوش دو تاتك علش وش تيشوز دهنك داويك شوش تازود حيز واش يشو خز ديت هادوش اشوق ولو تانا حيز واش بو بويش بو شو بيحكن واش تاخذ قميلش ديش صالح انا غريز غير بول قميلش ديش اشوق تانا غريز غير تو ما بوارش قميل لما ديكم ايلرتو اما الله اختي شوق ايه إيش تبتشوت بقى يوروبي هاي كان واقع تعدي وتردو ده وين يقدر دوبوش قميلش ده شاش قوش بكون خيش بكون مال يا برت نخبوش Сетленский вас сон ичерийский паспорт дел суд я что дел кош что дел ше интервью чай уй интернет чат оба цин катер ло до розес даяхшыды гистали урорша бо казахич вот السلام عليكم ورحمة الله تغن ويخز كيل باسبورت حقيقة كيل гражданин وقوي гражданин حلقة ورر в принципе هاد سيحت ما شاء الله الله ده بركة تدرين أصلا شو خات نيت عمواشت باسبورت نقدلي هرش توي بلا كورة واي ملوم ساعة والله يواتسر نوفتش يواتسر تشوي شوي هو اشت هرسك خواتش باسبورت دوش نوفتش أول هاي شيء باسبورت دوش مولشبو Паспорт отдельный, СРЛ, пацан, паспорт муду ахкаш. Паспорт отдельный. Закаивать связи. Полностью, короче. Ходех как паспорт. إذا مو ضاقش так, микрофон. стою عينش ما تقولش لابسها أخي Так, микрофон, паспорт, да, хандох, что, цахаях китен, ца палестинчи, ца пакистанчи, ца паллюр. Хош мюдш бухан паспорт, мудо, шельч. Юх до связи был, короче, ца мне один, ца эйлам паиши, ца дуат, хабу мюдшку, ца ахмадавар. Царь, короче, рекомендовать пенсионер. Угар ночи маватер янч. Ну на связи был. Он один ночи ватсба. Ватсба уху. Вот он ночи уч, ночи уэл. Ехать что дел, ца бля. Иди ловить, я сюн. Ему ашулил да лил да. Вертя он делает что. Короче, تعاونات نجي زكاة خات ديزي تعاونات ديزي هو زكاة خات زكاة سوي ما تسايسين داركتك إيش короче تعبان زلوكتي يا نايش
и по что хагойчим, ну церца паспорты, на карточке. Ще ёлы игил лет, короче, все, говорит, свою нет. Легализовать. Представители, представитель запал убош. Ёх и паспорт, чулуш, век по Австрии, короче, через меня там, иногда через другие государства. Так, игил люя хуются, примерно игил люя хотя бы пробить тем цеезы движение. Может, агина дик хульш, таиш направо, налево, свой паспорт, что не надо, вообще целое газде. Что дальше? А что ты его? То теперь блин, да, что ама, короче, ты поцелуй, я шведи, таиш, ну, вот. Emre, 50 euro dohkuşmadılar, servis pasport. 50 евро, доктор, да, 50 евро, по Австрии 111 евро, 112 евро. Короче, отсюда бьё гражданин, ничего вообще без Это 10 лет тому назад, тут верно. Согласен, госпошлина была, выплате есть. Паспорт, да, короче, пиццуна. Извините, госпошлина. Ичкеви паспорт, да? Не, любой паспорт, да, он за госпошлину. Вообще, а паспорт локшина. Ичкеви паспорт, Закаешь, раздавать тешник, да? Паспорт, да, сувенир. В конце обложки для сувенира лязина вид. Сувенир, цахелит, вайц у нас, что, здесь, интересно, да, сенсация, я что, камеру хочу, паспорт, хардию, гори, фунадина, карду, закаивает, и бит дюел, что, да, камел, что интересно, да, сказать. Ой, серьезно, камел, пайда, дорогие, пайда, до отсюда, идут тебя важно. Они любыми путями, короче, там, Ты делаешь больше, ты бизнес, защищай. И теперь ты был чарях выгвать, скидно? был чарях. Наверное, забил, что и чарях выгвать. Баку харцуй, харум харцуй, харум не стать позадины. Из не стать, хох зад, камел деш. Мы надо паспорт штук, что бог. Паспорт. Он шел 10 лет тому назад, 50 евро. Австрия паспортов 70 евро, например. Jetzt halbe Leute mach 70 евро австрийский паспорт, да. Приятно? Австрийский дают, ичкеви паспорт дают, играет. А с хрюксундел ба это дискредитировать хрюк, дать 50 евро цена бьёбуш. И брат, дискредитирует. Сам отчен махал. Мы когда говорим субординатом, унесем камелцы дешев, на минут. Все равно это дискуссия, мы когда здесь дискредитируем чью-то деятельность, мы ее дискредитируем по назначению, а не просто вот взял, закаивит, квач, цвет, квач, и даведари, и хаведари, и хум соцуюкават, соца элдичукават, и алвал соца элдич, ну и дуичтол. Сун интересно, да? Но Вахахин, Белокуров, Сосетлинский, мы строим исламское государство. ИГИЛ, он закончился, но он еще существует. И мы хотим, чтобы нас кафиры, короче, подумали, что мы демократы, боже. И дусун важно. Они Турции, Цунпам, Персии. Интересно, мадать. Ибраим, нас дыч. Бях мобила, сейник, лайым,
Asits telefon tuях, даже цен гуцветтера, еще уж лукой. И талиган, Абсолютно интересно, да, сун, закаев, цута, аварии, ништайру яхкануиха. Вот джихаддан, буктя, вот много. Джихаддан, буктян, водар, это уже после этого. Виш чучур эрвах, город, короче, сдать дин, ишта эрб, наху. И правильно, что просто так сыгран, он тебе хочет, что отцом. Я просто не участвую в этих по назначению что есть по назначению ЛГ, что паспорт двухши, соцуюк ахил мавой дала соукуш лихкин. Из-за госпошлина. И мою хаун, Мурат чувал про сувенир алязен. Мурат и сувенир сам кауматса, что агрессивно, ты молодец. Просто сахатар, и сувенир, йоцук, да, хлоевик. Подунянок облдеш, аго, я лоевик, что. А жалар про сувенир, да, царь, арбанек дуэл. И рестар чунистый доловик международный. И паспорт, и что, шмадат, цига, со использовать, и бизнес, он такая, 100%. И говорят, пока халмава кишен, это баланс, он нищий микрофон, йою, унисон камел, деши, хенти рола, жим ина халвахко. Вуярса, суба. Он отдал вещь, цига, умадать, просто как тебя, как ботаника использовали. Асуагица ба, хуяк паспорт законный, дойт лейтлу, что хуяк, закаев в этом дискредитировать, волур мавацию. И просто ты хуассар дуис. Хуяк паспорт, дуньяну кобыл деш, тогда хлой. Когда признаться ведь. Да, цо сувенир, а хуяк сувенир, йоцук, да хлой. Садах, сондел ба, ты его так критиковать не можешь, это не критика, это особо, это не конструктивная критика, она не по значению, не по назначению, это барас просто, сайнтило чувацунсо. Қиет абох чунах қиетсо, асамокар паспорт, ичкери паспорт бодел, ишца паспорт, даци, просто как паспорт, сувенир юба. Не, сувенир, яцис, и моду хайон. Если все чеченцы будут вот эти вот паспорта, их как бы иметь, да, их брать, это референдум, понимаешь? Это тот же самый референдум. Понятно, что ты с ним не можешь там проехать, да, кто-то там проехал, но компьютер, что пробиться, даешь примерно, хаш паспорт, даже билет на самолет дали кому-то там. Компьютер, что пробиться, даешь. Ибраим, и референдум, и умем, ты должен сперва признать это правительство. Асмуаци признавать. Игил, сдвинул паспорт, асмуду признавать. Смотри. Из-за КТМ, это просто критика конструктивных из-за просто игрушки. Хэн может быть паспорт, хэн может быть гражданское общество создать паспорт, он как референдум, точно таким же макаром, понимаешь? Ты сам как бы говоришь, что только правильно доис. Конечно, правильно, дичь, конечно, асмацабой юшдат. Им хилчи наука дат, и сувенир, хилчи ичкери цараиню, любую массу резу, асамбог ишца, серьезный паспорт дат, лаерч бош, дари. Ишт лилш, цанна признавать деш, паспорт дат, и барос. Вот стева лаерч ворсу.
Қиетсо. Я сам из-за критики, чтобы признаваться, из-за вейбях могу признавать себя. Вей паспорт, то российский посольство, чуваш нах лил шельч, цигва хунца мэгбош. Қиетсо так, из-за серьезно. Сенца мэгаться гош, бая. إذا سامت شوالش مدوي إذا إبراهيم أسو بيحكي بيسوق مدوي. إذا دو سوال شوالو إذا понятно, ду. Короче, смог просто ходу от своих дуич так дуется, он один тик watch, хай юх 50 евро, луштарей паспорт, 50 евро госпошлина юрис. И он эльчи. Нормально. В государствах это оплата за то, что над этим документом кто-то работает. Паспортный столик двечтуется. Паспортный столик, да? Да, он тебя выплатит и ешь зарплату. Того же соуна, да, как бы, ну, сейчас распределенный дух сервис. В нашем случае тоже так же было. Кто этими паспортами занимается, тот там получал какой-то процент от этого. Остальное шло в это самое, ичкерийскую там казну, например, да. Но были люди, которые вообще отказывались, да, от каких-то принятий какой-то вот этой за свой труд, короче, какого-то этого, и наоборот, там, от себя еще вкладывались в эту общую копилку. Ну, это массу обратий, кто-то хочет тратить, короче, целые там часы на этом, сидеть, работать, потому что хадает он паспорт, может, а привыкнуть к беженцам, махулицу, хадает. Это паспорт, бяхка, ой, богу, да, жвай газбарт бош. Далее что лхар хаз, это нет, я малер. Так это яхдочи паспорт, докунах яхдош, вайларам бяш, шум лхар, это паспорт махкер, баречи паспорт бяхбат, бяхк нех будет паспорт сица дяш, что ой хаз, халбол жарат яхитен жара, халбол шаш, халбол лхуш, халкан, шаш са. دقیقش بهش اش بوی اخیتن چن اتویتسیون است یوش اخیت نش حلقه بهش ملش بو هدو ملدو صبر دیال هر نیس خیت سخیت سشیوم دادی نه ات پاسپورت ماخر بلورور در هم آخر در و بیاک بو پاسپورت بیاک بابت بیاک نقشی قوم بو قص ها بیاک کن چری بو بیاک زعبال چری می دق گلایتر قص ولت کسه دقیقی نویو интервью сяких загочин цюгер хайцер хаца делсун заграничный паспорт цюгер хайцер российский паспорт цюгер дерсидат ирлегря короче цюгер дерки паспорт он дач санохчи коман нет я даккан паспорт цю дакия дезерт нормально цю бяк бошума да бяк нохчи бук да вообще одно из того, что меня подкупило вот думать о серьезности вот этой деятельности, там, Закаевой. И паспорт, он одно из таких самых, короче, нормальных умхетов. Он дальше, там важно, гудуинстав, как бы, дагайта дуис, там, любой чон, Меркель туа, ажал, дарса паспорт дуэл, кривум дается. Но это как бы чисто в бытовом плане долгомду, но Сони дош сила хетер тана хети дош хундалч нохчи мершуня вот это со выкинуть. Хосет ли любят. Да, и самое важное, ходуцу юкада, как референдум сам дуис, понимаешь? Инц массу нохчиша и паспорт повально дохшельча. Это говорит о том, что мы с какой стороны мы придерживаемся, понимаешь? Так, повально, и массар иди. У меня данные шливать, гордой, вождой, бошезный, короче. Сун, что ювариха, сун, и данные шливать, сухайна, султа, бады, я не знаю уже. Как бы соцдвижение юкацер, цволша, цунах вел теман, сотяху швар. А потом, короче, уже... И нис нет, я давал,
ويتنج بوش تا هو مداتا ويتن غرش يلنا واستي درق تعلق تعداد تولش غينا اردوش ويكيسنر خرشيش تنا واستي خلال دقوي ويش دلوش دقديش نوار بدولاتشي ستوتاقين ولولش دات تاق извини братан تخو دين وقت اردول دات Он есть элэг, но вернее, энди рела, может, она рос еще. Да, мьюста модулицу надо. Заблокировать он, просто мило. Свон пелкш ма итлас, адуатта ватсон, закай, адуатта ум. Хочу акшот, мило цагасон, хочу эркуш духка нерас. Нормально, короче, амел деш ватсон, хочу, кайгум даца. Иттос хочу вавеакчица провокационно, гум нештуичта. Не в тему, короче. Свон цага мил админну куза, сюет кайслуш. Сата дуатта ватсон, закаев исламские государства, хватящие и будулаческие, и гум лилу ашуха инчулта мне полностью. И моаца, дуатта вокстекс, закаев. Да, сун, и гум тема кайс, хай российский посольство, чур, хай паспорт, хай уечсик шталил, соцауич, садуатта уц. Вообще, ну, я дуатта хи, хулиша дац. Просто законно, Хажал вай нагасан цахом критиковать, да что и сокуста базарный бабки, соцуюк ацахул, сун интересно, да. С критиковать, да шхулевай, хума, и критиковать, не по назначению, да диес. Мелчо хай моста, валлах, хун, не мелчо цадиеш, шум цолил, да, ху удала хатига, ха. حتی تپیلکش ای تو والله تا داشت هم نشتی قیس غیرچی تا اون ندینه دیوب که آن داوی داری هر داری وش داری باشه سون همش اینترس ندارد سون تون یوب کی تون تورسی وابشه اولش خز دارد كاديروس دين قامل داتي زكاة ولا تدينيري توتا كواتشيان زودري كواتشيان زودر شلونقا داوا نيري بوش تون قامل دوقو روستام سدوش دك كاديروس ديتي دول قامل هو قامل خيردو شا يقابل ويشول شوي بيان تون قامل تيش دوتور دات. И вообще разница, понимаете, худую гейцу паспорта, вообще паспорта. Мы тут важнее, кому дали паспорт. Омас, Балбу, Учнах, Бу, Шариат, Шхитеш, а посторонние, неизвестные, ниоткуда взявшиеся личности. Им инсан легализовать, беш, Бу, и а там сколько он стоит? 1000 евро, бесплатно. Вообще разницы не имеет. Сувенир, не сувенир. Asa, hos حوالي باسبورت داكشن زغرنش باسبورت داكش بياتش چمت دل كوميسيونز بورش بياندك خوش دو إذا هو كارد مش دانا خوش دو تيجام وين بروبليمات وندج إبراهيم اسمال تبوه بيش شو مدي تناه بوه بيش ما بيتوت يعني تكسن الله ما ياتي وندج باسبورت ده دي زكازات ده دي دو قومش دو تيجا процесс دو Извай, действие шума дат. Нет, что ты конкретно болбешь, танах бар. Бодер, болбешь, бах, вот что дешь захочешь, не схидать. Там я тебе сейчас скажу, один паспорт это часа 3 работы. Так, из-за как бы контактировать, Мадина. Так вот, цавол чуна, мотивировать, что свом уме цахум дерцерси я дуич. Я не знаю, уеч дер церцаха сонис. Но цаболчер точно уеч дер цериха сон, он эльча наоборот шайгер до отюка. Например, эса отюка дек лецак и анкет кия чуш юхсайги паспорт хакеч се эхчанах постоянно да туши по адресу дат. И гум нашли ленус, вот так, короче, вот эта госпошлина, так называемая, она шла
эту общую копилку для проведения там мероприятий, конференций и так далее. И цуна дегас цалеву гумнешти гадицлур да цага иш да цари цуна цадуя. Закаев продает по 50 евро паспорта. Закаев от этих паспортов не получал никакой ни евро. И не сидеть, не исходить сюда, что шехом хули не исходить. И не надо это объяснять, помодаться вообще объяснять. Дашь паспорта, что, ну что, ничего. Паспорта, детишь, выдаешь на хатер дарсышек. Ибраим, в частности, Хейдер, Австрия, Ашмовой, а то это. Да, ла, я цхамял, да. Эдем модерцов вообще. Не воспитание. Радикально, джин дучидалок, собак бати, не воспитание у тебя, ничего. Хотя бы хочу, что им Алладу говорит, цапает барцунах. Один хаттер. Давай по вопросу, короче. Как мы все знаем, как мы все видим, что конкретно жуктешин халахок шмодуешь, вы подлизываетесь к каждому еврею. И что Адам, я цапал, лайла и нюхичи все равно, это бесполезно. Жуктешин хокши, да. Нормально, хамел, он сюда лодок подуизм. И он Розарин, он мört ja, ich hab подлизываться, да он mört jetzt он. Сейчас يقدر نطق مراد كتعاون داتز отца болчан и массу шел школ шеш юкш бутияр это детский психологии, чтобы тебя устыдить, да, что ты ноги шуюктишь лей что ты мать вы что хотя устыдить ты ресел а ты тельняшки это ин Даехка, жукти туда-сюда, цабери подход дукер, как будто бы вы кузата, ты няшкш и то, что жуктишен, цауне, ноги, том, да, даехка, сюда бо. Чубок, что жутки, Кавказия, жутки буш, чубок, беш, Кавказия, ака, вейсен нохчи, мерш подчак квал ерч бола, нохч гергел улило ерч буш. Но цар шаша баркселан томарду. Архабол нохч, масяна представит модин элерктер. 95% одуй. Хош вахти ашбол арба, жутк швахти ашдат цер мат амаш дат цер гилк шалует шдат. Я чубак не шесту, цер шаш шест нет бах су боиш бат. Но су цамра нохчи канал чубак, но ца гергел одиш бол нах бой. Цат дук велилош. Ак кета мад жутк шта хунду. Хунда цер мерш пачак кулша. وين غادي يزردو ناقواستي يشربو وين بريزداني يزريو يجتكيت عربو الميلا اتمسر يال غطو جتك شاش غولي دو جيتر اتملو عربو الباتشال كو تساريال شاش غولي دو جيتر تسار اش وهاتا عينا تسان هما الوحش تقوات شيلوك دوكتر عدش وحتي اشدو شو دوي تخم تاني وحتي اشدات تاهما دات تخم تاهم دات تاغلق دات عيمش مال الويتا هي جتكي حجرش يا تامش ده زي غلقش دات وحليوش لوش عربو يغلقش حاليات مالدوم شو دوكتر وحتيش عربش يشوك شو بيحكن اشتاوي بخيتك شو هو ويز جرجلو دي شو بيحكن نحبوش تانر ما نقش بوك شو حبش الدات تعرف تبخشن حيسلو وحتي عشان موت عندي مثلا صبر ديالات عول ولا انا صبر دال تعمل موت صبر دال حوالي لازم تخليها يزهدات هو 140 тысяч по Марокко жуткий больше. За 20 лет шаш ватт, охуеть. Сейчас хада, собрал ладо, соварик. Ладо, собрал. Ой. Слушай, и мать тебе твой дед, ладно. Ладо, это все. Сейчас нахат ханне мать лук бац. Это هاي هم تعب خير دوا هو شو تعمص هم مقيس شو رازنا نهبون ده تعبر شيش بو نتانا هاي تجرجلو دي لنا هنا تجرجلو دي لك نهبون شو ده نجا سنة بيوش شووري بيوش شوي إنسان أراهم حلورت عبيست خلاص تعب проблемы отцом هيدول خطر هو يتعب Что лорда выстолсенс примерно Австрия Германия ашчер хаттер досенс примерно
Иншо яростно, окей, мохту йохшбуца олас, но шо гергало лило, что жуктеш, ти яростно, примерно. Германия, век Австрия, вы что думаете, жуктие, коз австрийчен, германчен, короче, немчен, шунсан, ну, вообще без алхети. Ахашта вон, загадал, Холокост, я Холокост, халят. Хомилу войзен чулте, а олце ол гурду. Он нохчу вацо, нахчу усон. Нахчу уйо, соболя, и так сказать, ودايم مغاسق يقول انت حرشين تمنا ثانش دولار اشتاما دنيا Дина, соглашусь, да. لكن انت ارى صار ودويش ديش تشولي اشتان مط ما هي قشت دولا كده وانت قايشت شو كده شو اشت بوتين كده زبوت Он да, цах поэморен, видишь, бац Кадырова. Это вот из этого. Путин на Ватсон, лишь Ватсон. Сами задал вопросом, жав плащ. Да, Путин заботили, поэморен, Оран да, вообще Путин есть, что дал Шенгу, али шохр Путин. вообще, я хитон, он ты раз, ты хочешь яхтен, он Израиль. Хочешь яхтен, что скорт богатыр, bu sumut хочешь самоца яхтен, кето. Яхтен. Бер яхтен, он тирел. Суна яхтен, он яхтен. Он яхтен, зунам це яхтен. Я Нормально, бесполезно. Бесполезно. вообще бесполезно, док. Я сейчас один. إذا شاديش لو كمل يا شاتك ورا كمل دوم ياتش كمل شنيش تقول شاديش هون عطا هون عدوتك صون وبشي عدوتك باش كنت هم عطا كمل دوم وقتا وكيف يا شاي والشو وبشي لدر كمل بدو عديش Literal, imam dat, царом, поэморен, умаца дицар ба, хокчуан поэморен, дюч ума дат, дегбе, дюч дат. Представьте, имам цадит чане, хоконна, любой ум, хада дичи мекшдук дуид, вообще баяса. Имам дюч царан чане, цунлюш царан чане, цунлюш вочта, хавер хокону, хадичи мекшдук хокон, дуица нискет. Абу Кирилл. يخاطر دات قودلدو هنس جرمانيا هي أوستريا هي تسارني جكتي وي هو بالبو قارن جكتي مهو خياتشي تغاتشي يا جكتيش نهور شو خياتشي تغاتشي وي غزار وي هو بالبو تير ووشي يول اتناشينشت وي واش انتريس مايو وي انتريس بو كودو وي حالدو يحط هاي حولن سقط ويا هاينت لاتش دول حولنا هاينت لاتواش دول حولنا تعجيم سقط ويا ديلا هوديش خيت لوردرتياي يتعم خيت ديز تيار يا إشت لاتر دو تيار يا إشت خيل ديز تيار يا سبال قاش بيز تيار سيغلقن يلش تعجيم مع ويلي لا دقشوا يا تعم يقوم تبوس إتعجم إياه بوش دلهما حواله حتى إنتريس خلي يزحي يغلق نسده يعني تعدل حال خيتا مخلت ديك جا وردالت إذا حو الدنيا تتعيق متك أعتلي اللي تشي حيوغ حيوغ سيوغ عنكر بيرتا اللي تشي خيت لوردلش داتسي Ondelch inzari bjoqi buri pachalqi uin teri in ashik. It's a dunian nizam tsan, it's a dunian chayol tsa, dunian ukhwatin yol tsan pravil tsani bem dadaklush dat ishtaldol hum. Tama tsadakloy. Tsan tsa awu lilu yeshutiga. Ida or dunian tsani tsa hum lilu madizia. حتى примерно أمريكان شغل أمريكان شتاحو حيوق متقليلو يزريون إسرائيل حيوق متقليلو يزريون يوروب حيوق متقليلو يزريون يسلحون حقومنا حبتشالقنا تسونا تسابيد خير بلا أرابسكي ميرتا حإنتر تعليلو ديزردون
Любой чинстуй хайн пейд хабир больш, ха интерес на первом месте хелиещу. إذا قويل يلواشدك جكتش موت يقي غاسقش موت هو موت هون عيوقش بو تعني هون عيوقش بو نوخش جو موت عيوقش هون ميشاقينا İşte tam bu kadar. Ситуация схожая чего да, что не бяхт были что. يا سمو سموات عنا دين يا جكتشنا يا أمريكانشنا يا هوكسوق قاول يا هوك نمشنا عنا دين موات يخر بولش نيجي وسبي غاسقش موات عيق سي سيل دوق بيش بول سي مخكرت إيرا سي يشولش يا سي كيا تاخلش يا تسويش عاش موسى تعيق بالموت أصحاب عيق بيش просто سي غول خلاص سي بيت خلاص تعيق متك مليواريوس любойчин سي بيدن دوي سي غولقن تون غولقن تو شي غولقليوارду سي غولقليوارду но موت عيقر إذا это уже другой ум, да, муат хайякар. Burada ya asli distaytas ve literatür olan sihdat asli evlaki post خشية شالداش شنتن خشية كذا تمام أنا دوتا جد كيستا خيزة وبشة جنا وشول شيء جد كيستا كوش سويتشة تمام أنا البوتن تقوات ما أدري كيف وز وايوكش ما هو مثلا هو ديتا قوات دقوس نمو تربوباق أو دق وداش بوتاتو تيجي إذا دو هنا هذا الشيء إيمن تدشي نوشي عبارة الله تعالى اللي بوي شلوه وشناش دينا اللي شيء صون خدنيرم boş. Işte dalıyoruz bu işleri dokuz. Bitti. Yakın yıllardır böyle hay mostoviz o cütkiye çok karnavırın hay zamala. Ahuya doğay. Diğer kaçaya yakın o gaz kaçın o mazur. Şu gahudiye bak. Su amak saveni amak kahasasal tetsahal salt dilali şu aldı. Абу Кирилл, цакиеч долом худой вообще цакиеч хинц ажа со примерно адмалици ца дуниян ца вейн пейдя дол хуманци хош моссухум ниох дуниян чуа ляч дол халдуй цюнга о дуниян чуа дол қамнишка адмалци хайн пейдя долумци хош судат хинц Чечня внутреннее дело России бянил Палестиняц وانت بومبنش يا شوي بيرش زودري شابك بوش عينول يلتنا حياتي اوبنش بوش يوحابو موسكوا يذكر وانت بومبنش يا قال ما يزا я сам говорю Чечня внутреннее дело России бош камел дешол так вот и бусал бамцасу حوري دا والله لرتيحهم مداتي سيرونو حول كواش حونت اق إزالاتوش يل بيوم يات أتون شيء ليشن غلق دوحه باش قميل ديشول تجا إتول بيوم يات يل بيوم يدات إشي تعنتر شي بيوم ما يشي هرشت وكنش شور أربلش وفلسطين وهاتيجا ديشدك إسرائيل تيروريست باش أش بورش دات الشين تعاهم يلا بوش وبشي تعاتو يقعد единственный Россия даже توامسات بي اسكر ارى دقة بلوس يالو إسرائيل قطعهم даже Россия чечня внутренний дел России تعاهم يلا تو от религиозно от humanteten هون قاعدين كافر شو ماستري جوابوش يبالبوش ليش بورش غاسقش نيلا يليل شل فلسطين توكنشور عربش ايش защищать яш борш дат оцунахтые чвацкса Кока смешно, Кока-кола, да? Кока-кола цемюриш лилш да галошо.
Ну, у меня нет Мухаммада, нет Мекки, шука ордерзен, перевернуть, завернуть, что она, кюзген чола, хэш, короче, хахут, специально жукт, шука дехан. И мадуи, вот эти вбросы, которые жукт, шука дехан, жукты, там, жукты здесь, жукты, вот эти вбросы, они накапливаются, и вот этот пациент, он в итоге начинает говорить уже не языком какого-то там своего сознания или здравого смысла, а вот этого дерьма, которое у него накопилось, оно в нем вот так уже в подсознании там сидит и выговаривает за него. Когда ты начинаешь дискутировать, он не может тебе привести ни довода, ничего, потому что у него вот эти нарративы там сидят, которые он сам не проверял, не пытался. Бусул Бхачани, Мурат. Палестинский, Элчи Мекштук, и Бусул Бхачани, то ви Аля Нохчи, Петео, ви Аля Уельтине. أسم بوك إموات يقردات عيغوق دغيرش حمات يقشقل أتستوى غيرش ورسوهم просто часу дикция сделал Мурат, Германия هو كارم سباخ شين موتي قاشين هيسلو كارم سباخ سباخ أحيق شقان بربير ويت أحسن موتي قياد شخيري مش دا مدت هو شيت أحسن كروش جايت غيرش شي نت جايت غيرش شي أتو جايت غيرش تك واحدة أو غيرش ويدول مش نوير تنوخشي مش تخير دات هالغم نوخشي دات ветеран ногчи ветеран تعت إبرجلش ويحكي تعتق داعش تعوق ودرجوي تعيز ماشي يحضر قونا и Россия доис именно и تعيز ماشيين شي تعديك تليفون чоах телефон и تعيرشي даже отраскишит отсовок يتحقق ماتك شو يرتا Словакии تعيشتمل там Чехии ну чехам иштаят вот Словакии بارن понятие عيال يا это Теперь и метик, хөр метик швейцар райскишит, что коммуницировать дин. Теперь нет, и культура улучшится. Короче, иштумду соцадуича, почур выкинуть версу. Хакар просто идеи Жукты, не жукты, короче, постоянно. Группа Хунду с характеря, цаня яслуш характеря, цаня ястила, вот здесь адал айдала, so ястур вот эти анхахи, und der ястур кляхтик данисул ашхир, с характер, doch dat شو характер, dat so der خلدوش يا عدل راسي عدل 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 دحولي الليل شو تقع يسلوش تقوات سوى غايش يوتش تيرجر كوتشو يخشش وال شو تقوي لو شو تقع يحيستلو شو تقوي يحيستلوش بيشتار بارت عشبو ديك عشبو هوكشوين هوكشوابو ناغن هما يالغيرتر يوم تلتش دات اها نوخشي قام حيزي شي ميك باحكو كديرو ديك تقو بصولنا هم ساعتشا يمشيني شويردو ولا سوري شنا نوخشي قوم بالخل المدات نوخشي شو الخل بيز نوخشي بالدوي ветеран бит цажим собор диаца важно вот тот один пишет под ником ислам мне тоже это интересно очень вот тот он с нами сидит еврей под ником Леон. И ему я задам этот вопрос. Леон, ислам пишет, что русские и евреи совместно, короче, уничтожали и уничтожают чеченцев. Ты в курсе об этом? Если в курсе, честно ответь. Я тебе говорю, знаешь, вот русские, это, сейчас, русские как мусульмане в последнее время, я тебе говорю, я не знаю, кто больше больной, они или эти. Откуда он это взял? Вот мне после я всегда спрашиваю, где, откуда информация, как вы пришли к этому? Мне просто даже интересно, как это, как мысль попала это в голову даже. Я знаю, что
Я знаю, что смотри, что сейчас 2 миллиарда мусульман, горит 5-я точка, потому что они пришли опять к нам, опять мы им дали, поставили раком, а сейчас мы поставили не только одну страну, мы поставили сейчас весь Ближний Восток, близ. Для чего? Что вы, мусульмане, потом задумывались, когда будете нападать на нас, это будет вот такая ответка, жесткая ответка. И точно так же будут вы, чеченцы, которые вы хотите вашу свободу, так же вы будете действовать. Это не за горами. Любая нация, любые, кто будет противостоять им, вот этим дикарям, также будут их ставить раком. Да-да. Видите? Приветствую, я тебе объясню, почему они так думают. Они, знаешь, им влили в мозг, что евреи захватили российскую власть, правительство, короче, и там все рулят, короче, и все это их идея, вот это все это колонизация, геноциды, все это еврейская идея планетарного масштаба. Где мы захватили российскую власть? Вот если Путин понимает... Нет, там, Чубайс, там, такое. Объясните мне, да, вот мне сейчас, израильтяне, я живу в Израиле, которые многие наши израильтяне даже знают, что такое Россия и Украина. Я вам напомню серьезно, они думали, что Украина это Россия. Пока в Ливане не столкнулись с такими вещами, что увидели русское оружие, полностью новое, с магазина, с завода, там, 25-й год, когда принимает на высоком уровне несколько раз Хамас, обнимается, говорят, что это наши братья, да, и помогает Хамасу, Ливану, помогает Ирану. Эти ракеты, которые мы сейчас сбиваем, это русские ракеты, которые помогли Ирану, дали им технологии, потому что мы там всех завалили. Вот. Я вот хочу понять, откуда у них такие идеи, если на данный момент Россия для меня тоже такой же враг. Для России, для нас такой же враг. И да, Америка тоже торгует с Россией, и Европа тоже. И мы потихоньку, но это не за горами, мы тоже найдем какой-то выход с этой ситуации. Смотри, они считают, что во всех основных, главных держав мира, там евреи захватили власть и, играют военную игру, сами не пачкаясь, играя этими народами. Я просто слышал вот эти версии. Давай такого по логике вещей. Давай, мы же не они. Если бы это сделали бы евреи, да, вот так игрались, они бы пошли против Израиля бы, то есть они бы принимали бы Хамас на высоком уровне, они бы помогали Ирану, они построили бы атомную станцию Ирану, которую мы сейчас воюем. Это все из-за них сейчас. Это только сейчас за политика русских. Если он бы не построил бы атомную станцию, не было бы сейчас этого бардака. Если бы он не помогал бы ракетами Ирану, не было бы этого бардака. Если бы не помогали бы оружием, не было бы... А когда Хизбалла убегала... Приветствую. Когда Хизбалла убегала с Сирии, где их нашли? На каких базах? Их нашли на русских базах. Только они почему-то думали, что наши самолеты не будут бить по русской базе. Но мы ударили, можете проверить, возле русской базы, наш хлопок такое, предупреждение, чтобы они вышли. Все. И они вышли, мы там и хлопнули их. Добрый вечер всем. Вот этот ислам, добрый вечер, одну секундочку, вот этот ислам пишет, вы даже не знаете Нохчихам, Халк Динажеш Мылшу, вы даже не знаете, кто уничтожил чеченский народ. Вот ислам говорит. Ислам, имя у тебя тоже такое. Можешь подняться? Не, пусть он поднимется. Вот то, что ты пишешь, как раз таки вот ты тот самый манкурт, который не знает, кто убил чеченцев, кто уничтожает. А как раз таки мы знаем, вот в чем проблема, да? У тебя везде, повсюду какие-то летающие евреи, никому не видны, без опознавательных знаков, как эти невидимки. Мы четко знаем, кто у нас, чем оружием, кто, как там без вести людей теряли, как пытали. Вот лично я на себе испытал много чего, да, как вот это потерю близких, так и собственное вот это там пленение, скажем так, да, хотя это на пленение ничего, ни хрена не было похоже, да, чисто террористические вот эти методы. То есть ты здесь сидишь и рассказываешь, что все наоборот, понимаешь? Ислам ты или хрен ислам, я не знаю, Это я не к твоему имени придираюсь, а просто вот эта идеология, которая
из человека делает обезьяну, наоборот, как бы обратном направлении вот этой эволюции. Зайди сюда, вот как Леон говорит, хоть можешь, короче, подискутировать без проблем. Да, мне интересно, откуда такая душа давит? Откуда Нам такая информация? вот эти мифы, вот эти нарративы, они гуляют уже много лет. И надо нам развеять этот миф, нам надо разобраться с этим. Мы умалчиваем как бы иногда, а все равно он нарастает в обществе. Они все виноваты во всем евреи, во всей этой планете. Смотри, давай. Надо потихоньку, подожди, вот аргументированно, потихоньку, не спеша, без эмоций, спокойно разобрать всю эту ситуацию, чтобы вот по полочкам, прям на атомы. О чем ведете беседу, ребята, здесь? Давай, Зиру, послушай, Давид, поймешь. Зиру, вот смотри, давай по логике вещей, давай вот так. Допустим, есть в России богатые евреи, да, они остались, которые управляют, как магнаты, да, не страной, а деньгами. Допустим, евреи захватили власть. Давай так сделаем. Окей? Ты со мной? Зеро. Да, что слышишь? Теперь стали бы евреи... Я слушаю. Да, стали бы евреи строить в Иране атомную станцию. Поправка, это не для меня нужно знать, зрителям. Не, мы с тобой, объяснить. я знаю, но мы с тобой дискуссию ведем, а они слушают. Вот по чесноку. Стали бы евреи строить бы там атомную станцию, что знали, что у них движение такое, что уничтожить Израиль. Первым делом. Стали бы помогать строить ракеты, программу, да? Стали бы вооружать. Стали бы помогать Ливану. Стали бы помогать Сирии. Ты знаешь, вот когда мы сейчас зашли в Ливан, может быть, вы не слышали, но мы там собрали оружие, что если мы посчитали, мы можем две дивизии вооружить, то есть на пару лет. И когда мы открыли, надо послать эти видео просто, когда открыли ящики, документы, написано чисто с какого завода, какой год. И есть оружие, которое не продается, это именно на импорт, да? Вот, так что все свежее, самое лучшее шло туда. Не на войну с Украиной, а туда. Понимаешь? Стали бы эти евреи делать себе ущерб? Нет. Есть какая-то 750, кстати, я проверил вот этих, которые бегают с этими флагами палестинскими, их всего лишь 750. Вот. Их постоянно пытаются втыкать какие-то вот эти щели, вот они такие, да. Они сейчас, есть программа такая ВОК, называется ВОК. Это не левые, это не ультралевые, это такая программа ВОК. Это к чему приведет к краху миру, я так считаю. К тому, что тащат этих фанатиков в Европу, и в Канаду, и в Америку. Кто-то за этим стоит. Стоит и Катар. Вот у нас была такая передача Катар, Саудовская Аравия. Они прекрасно спонсируют все вот эти дела. Вот. И потом и хотят сделать переворот. Это они чисто конкретно вот это все за этим стоят. Катар, особенно Катар. И тот же Иран. Иран, как бы не хотелось, он спонсировал и шиитов, и суннитов тоже, кстати. А лишь бы была бы война, особенно против Израиля. Но никому не мешало убивать друг друга в Сирии, в Ираке и в Ливане между собой. Это так, святое, это между собой. Вот. И сколько чеченцев, кстати, приезжало в Сирию воевать между собой, и сколько их там же своих убили. Почему? Когда мы открывали какой-то хадис, и я это сейчас вижу, что-то такое, да, там, ты там, он не признавал это, а ты кафир, валили его. Кстати, я это слышал на нескольких эфирах еще других чеченцев на другой программе. Так что, понимаешь, всегда пытается притянуть евреев к какой-то проблеме. Видишь, как это работает? Долгие годы вливает уши сразу. Сейчас, Давид, а потом выходит Кутаев, типа ПСЛ представляет, выходит Кутаев и говорит, что Путина посадили на этот трон американские сионисты. И все, у них вот у всего этого, который уши прогрелись, всему обществу, у них уже миром.
Не, я имею в виду, у них пазл сошелся, понимаешь, пазл сошелся, все теперь, точно теперь, все, короче. Они виноваты, русские не виноваты, народ не виноват, российское государство не виновато. Все ушли из-под ответственности. Смотрите, ребята, а еще меня больше всего смущает лицемерие Исламской Республики Иран. То есть они называют себя Исламской Республикой. Но вот у меня вопрос. Как вы можете называть себя Исламской Республикой, если вы сотрудничаете с Китаем, который в свою очередь убивает этих мусульман, держит их в концлагерях? То есть это как получается? Это лицемерие. Они даже все равно кого спонсируют. Я с Леоном полностью согласен. Хамас, они сунниты. Хизбалла, они шииты. Но вот смотрите, дело в том, что саудовцы, между прочим, они тоже сунниты, и они, между прочим, арабы. И иранцы их так же самое хотят уничтожить, так как они хотят уничтожить нас. Но мы на первом деле у них. Потому что у них даже в Конституции прописано, что Израиль должен быть уничтожен в Иране, да. И они, так сказать, спонсируют своих прокси, так и называемых хуситов, которые засели в Йемене. Они периодически обстреливают и Израиль, и Саудовскую Аравию. Я думаю, может быть, нам было бы неплохо объединиться с Саудовской Аравией. Но, понимаете, дело в том, что принц Саудовской Аравии, он немного смотрит в другую сторону. То есть он говорит, давайте сначала решите вопрос с палестинским государством. Но дело в том, что сами палестинцы не хотят решать этот вопрос. А мы пытались решить этот вопрос, дать им государство, чтобы мы жили мирно. Но они от ряда мирных соглашений отказались. И нам, если что, остается только обороняться, вот и все. Давид, ты не смотри, что они говорят. Ты не смотри, что они говорят, ты смотри, что они действуют. Что они делают. Как Трамп, например. Один к одному. Я тебе объясню сейчас. Они обязаны это говорить, что как бы они же те мусульмане, они не могут как бы сказать против нас. Но на арабских лигах, да, это когда лига у них собирается, очень четко и ясно, много раз они высказывают, что надо в Газе построить заводы, перерабатывающие нефти, порты, склады, да, для нефти, для газа. Но никто не будет строить, пока там не то, что бардак, пока они там сидят, намекают. Хамас, правильно? Они сотрудничают с Ираном. Кто тебе... кто тебе будет там что-то строить, там еще такое нефть, газ и трубы, и склады, когда вот эти идиоты там под землей все копают и взрывают, и могут это все на воздух взлететь. Эти триллионы, да, и трубы. То есть, следующий шаг после Ирана, это будет опять Газа. Приоритет у нас был Иран. Мы с первым делом освободили наших заложников. Ударили, когда по Катару мы ударили. Да, они поняли, что мы уже не играемся. Они надавили на Хамас. Вспоминай. Через 2 недели всех отпустили. Мало того, они подписали, что они сдают оружие. Все понимали, что они не дадут оружие. Но пока что 60% в Газе мы стоим. Да, и пошли на Иран. Пошли Ливан, Иран. То есть первым делом надо сейчас Иран, потому что Иран уже мог картонную бомбу построить. После Ирана мы опять зайдем в Газу. И вспомнишь мы слова, что там будет происходить, увидишь? Смотри, там уже разговаривать, не будут. Потому что я закончу. Минуту закончу. Мы там долго воевали, и как бы так, потому что мы искали наших заложников. А сейчас там все, сейчас там не будут разбираться, они это понимают. Сейчас начнется полным ходом. Я даже где-то уверен, что вот это Исланд, вот эта африканская страна, которую мы там ее подписали там договор. Да. Скорее всего, туда их и отправят. Мне что-то так кажется. Ну да, смотри. Насчет этого, вот предыдущий спикер то, что говорил, что по Иран лицемер, там вот эти деятели, да, чисто те, которые вот на наших площадках там орудуют. Имеется в виду из чеченской вот такой вот среды, да, которые выходят. Они вообще плевали на Иран. То есть Иран это для них такой же кефир, шиит там и так далее. Мы тут годами, да, вот этих людей как раз за это место и брали. За мягкое место, скажем так, ну или за слабое.
постоянно в лоб задавая вопрос, шииты, мусульмане, и 90 и более процентов вот этих, кто религиозно, скажем так, уже оболванен, они четко отвечают, что нет, шииты не мусульмане вообще. То есть там вообще плевали на то, что там вообще-то злорадствуют, да, что и шиитов гасят, и что потом шииты там против Израиля там ракеты какие-то пуляют. То есть на этом чисто злорадствуют. Но евреев в исламе, вот в исламском мире, в суннитском мире нужно больше ненавидеть. А иранцев как бы сейчас, потому что они как союзник России, как вот эти там шахеты, не шахеты, сейчас по России развивают вот эту тему, даже там русский пехотинец Алаудинов, войско Иисуса, алейхиссалям, который создал. Ну, вернее, не он создал, создали это его хозяева, просто он как бы возглавляет его. То есть вот это, из-за вот этой темы там параллельной, да, что вот Иран как бы хороший, то есть им обозначили, что Иран это хорошо, добро, а евреи это зло. И вот, короче, вот такой накатанный, просто как зомби идут дальше и вот эту тему ретранслируют. Вот что здесь происходит. Мозги промывают. Это то же самое, как детям в Газе промывают мозги, что евреи здесь сионисты, оккупанты, якобы пришли на их исконные земли, что евреев надо убивать. Это та же самая пропаганда есть и в Иране. Да, несмотря на то, что хоть они и персы, они не арабы, да, но тем не менее они подвержены этой пропаганде со стороны ихнего же правительства. Понимаете? И, кстати, по поводу то, что Леон говорил, смотри, Леон, да, я согласен с тобой, что мы будем бить по Ирану, но в то же время нам лучше всего сначала ослабить Хизбаллу, я думаю, прежде чем бить по Ирану и хуситов, чтобы они нам не мешали вести войну. Нет. Если ты уничтожишь Иран, упадут все хиситы и шмуриситы. Нет, подожди, кто будет их финансировать? На Турцию нет денег столько, чтобы ты что, они сами уничтожают. Ты о чем говоришь? Да, у них тоже ничего. Смотри, у Ирана у них тоже экономика на нулю, но тем не менее они как-то обходят эти санкции. Иран отдаст последнюю свою рубаху, Иран отдаст все. Это они отдадут. Им насрать на людей, что я тоже тебе объяснять это. Если их Иран, смотри, вбей в интернете, вбей, проверь, сколько вот, по статистике. Простой рабочий в Иране получает $100, 120, 180 долларов. Это хорошие деньги для них. Ну, для нас это вообще ничего. Не, для них это понятно. Теперь проверь, сколько стоит зарплата Ксира и Хизбаллы. $1500. 1200 долларов. Это тоже немного для нас, да? Тоже немного. 1500 это не тоже немного. Но для них это очень много считается. Это все, это короли. Ты думаешь, они сейчас дерутся из-за веры? Они дерутся за денег. Сейчас деньги закончатся, все, бля, пошли в жопу, война закончилась. Да. Не, ну Иран, понимаешь, смотри, они тоже не глупцы. Даже несмотря на то, что у них экономика упала вообще к нулю, абсолютно к нулю упала, тем не менее они находят способы, как найти еще один источник дохода. Допустим, это нефть. Вот смотри, они перекрывали себе Рамазурский пролив, это же, понимаешь, это то же самое, что ты плешь тот колодец, с которого пьешь. То есть они через этот же пролив, они же зарабатывали, понимаешь, и они через этот же пролив сами себе перекрыли. Вообще идиоты. То есть в чем на данный момент вбей в интернете сейчас, сколько кораблей приходят, уже меняются постоянно, в Америку. Да? Там было 170, да, там было шло 170, потом уже пришло 50, потом шло 100, что-то там такое. Там 6 миллионов бар, там уже больше, чем 15. Короче, Трампу выгодно, что этот пролив закрыт. Цена подскочила. Он продает сейчас нефть. Да? Доллар специально опустил. Все, жизнь удалась. Он сейчас закрывает все свои эти дырки. Сейчас идет оборот, эти деньги идут. А потом резко это поднимется. Да? Вот то, что он сейчас напродал, резко это поднимется.
Он еще 2 раза выиграет. Ну, это экономика. Это чистый ход, экономический ход. Ему просто сейчас только выгодно. Ну да. Смотри, я только что проверил, в Америку поступает от 1700 суд до 2000. Нет, ты вбей, не. Это не. Ты пиши, сколько сейчас приходит этих кораблей, которые, барк, который забирает это... Нефтепро, нефть? Да, именно вот эти. Я понял. Не знаю, на русском. Какой-то пассажир мне писал там ранее, просто не хотел вмешиваться. Танкеры. Короче, когда про евреев говорят, что я из себя там выхожу, когда про чеченцев говорят, короче, я как бы не реагирую. Вот дело в том, что я всегда бы хотел бы быть на стороне чеченцев, естественно, как бы, если эта сторона справедливая, да. Но дело в том, что вот это будулачество, да, которое вам в голову влили, вот этот, кто мне писал, и другие, оно не дает вам именно быть чеченцами, понимаешь? Вот если бы ты на это будулачество, на него бы не сел бы, да, там на этой волне вы не катались бы, и были бы чеченцами, и следовали бы там своим чеченским устоям, вас бы волновал бы вопрос вообще, политическая ситуация, протекающая в среде чеченцев. У вас был бы чеченский национальный интерес, который у нашего народа был в 90-х годах. Вот если бы на этом бы у нас наше общество держалось бы, я сейчас имею в виду вот этого, который мне писал, да, там, Будулак или Забудулайчины, короче. Смотри. Тогда у нас не было бы никаких проблем, чтобы в какой-то дискуссии, я не знаю, там, заступаться за кого-то или там сразу как бы взрываться и так далее. Если тема идет о представителях там чеченского народа. Но у нас, к сожалению, вы из-за этой идеологии не оставили, не даете никакой возможности, как бы, чтобы за вас, напротив, как раз-таки важность в этой ситуации абстрагироваться от вас. Потому что ты ушел в какую-то тему, в которой ты вообще полный профан, да, не понимаешь, что это такое. Ты стал частью чужой этой игры, чужой идеологии, полностью бесплатно там в большинстве случаев, хотя там есть и умышленные, но в большинстве случаев бесплатно в качестве полезного идиота уже в автономном режиме топите за это дело, да, которое враждебно всему чеченскому. То есть ты как такой агент, да, какой-то шпигун в чеченской среде с с промывкой этого мозга своего, с этой идеологией. Поэтому у нас эти разногласия здесь будут происходить, понимаешь? Если вы освободите свою голову от этого, вернетесь там к чеченскому, тогда можно будет за тебя где-то заступиться, если тебя кто-то там, я не знаю, обидел или не по адресу, короче, что-то кто-то тебе сказал. А пока вы это агенты этой идеологии, и вы полностью, весь чеченский народ и так полностью зачморенный, зачуханный, я не знаю, там, опущенный ниже плинтуса. У нас и так эфир уже блокнули в теневом бане мы. Там подарки не можем дарить. Осуждаю, да, все эти действия просто. Почему эту опцию выбрали, нет? Я думал, то выбрали опцию. Леон, кстати. Не знаю. Короче, я мысль просто договорить, да, вы, эти деятели, которые здесь пишете, эти писульки, вы являетесь чужим
инструментом, да, вот исполнителями чужих вот этих там геополитических интересов, каких-то политических, каких-то вот этих имперских там как бы взглядов завоевателя, потом чужой идеологии. Вы являетесь этим, и туда от имени чеченцев потом пытаетесь. Вот вчера какой-то член здесь написал, чеченец он какой-то, у него имя Нохчо, что-то такое, и поставил израильский флаг, и там что-то поджженное, что ли, что-то такое, короче. Зачем? Вот при чем здесь чечен? Ты пиши себе туда какой-то Абу Будулак, да, или Абу Валид, или Абу Шадид, или Абу какой-то Палестина, Абу какая-то это. Понимаешь, вот ты полностью являешься вот этим вот ублюдком, который полностью гадит, да, абсолютно не являющийся там врагами чеченцев, не являющийся вообще, не находящийся во вражде, короче, от людей ты из-за своей вот этой башки, да, в которую тебя там вбили вот это через идеологию, ты берешь вот это гадости, вот эти пишешь, и потом, чтобы ответка шла как бы на чеченцев, подписываешься, чеченец там и так далее. Потом, когда тебе о чеченской теме говорят, ты говоришь, что ты сначала мусульманин, потом ты чеченец. И все какие-то традиции, культура чеченцев, которые не соответствуют исламу, ты вообще не принимаешь их. Ну все, тогда пиши, кто ты есть. Пиши там сын Уммы или сын полка, я не знаю, кто ты там, сын Бajж какой-то. Пиши, кто ты есть. Не надо писать, что ты чеченец, потом вы берете, потом ты здесь какие-то писюльки, ты за чеченцев, когда говоришь, как бы не выходишь почему-то из себя, когда говорю, потому что вы задолбали уже. Вся ваша вот эта деятельность, вы не осознаете, что вы являетесь вообще полной, короче, управляемой вот этой, манипулируемой, короче, вот этих говнюков из Русни, да, вот их марионетками вы являетесь полностью. Абсолютно, вы не знаете, кто ваш враг, кто с вами что сделал, кто ваш... У вас... Как в этой песне пели, да, евреи повсюду, евреи, если в кране там нет воды, значит выпили, там, осуждаю кто. Короче, вот эта тема, она самая удобная, вот такими вас будулаками держать и использовать вас по полной. Поэтому абсолютно вас чеченского уже нету. Тебе вообще плевать на чечен. Вот когда мы здесь митинги, общественные какие-то движения, что-то мы проводили, где вы? Я вот в Австрии вас искал. Мы это публиковали везде, через Facebook, везде. Давайте вот нам бутылку посадили там, чеченцы. Или штаны сняли, на беговую дорожку поставили. Где вы? Где ты, воин? Кто ты вообще? Где ты был? Почему вас нету? Почему 15-20 человек мы еле могли собрать, когда на бутылку посадили? И то женщины там в основном. Какие-то с масками вы приходите там. Где-то сфоткаетесь, потом идете там в миграционную службу, чтобы сказать, чтобы вам там документ, позитив, что-то дали. Понимаешь, паразитируя. Тебе вообще по барабану, что у тебя соотечественника на бутылку посадили, понимаешь? Что ты, короче, ты точно такой же, как он. Если одного посадили, значит всех посадили. На его месте может быть любой другой. И точно так же это игнор произойдет, понимаешь? И ты идешь, даже кто пришел куда-то на этот митинг, там некоторые в корыстных целях, вот приходит, короче, там где-то сфоткался, чтобы потом сказать, я на митинге был, короче, меня там опасно где-то там домой, туда-сюда. Вот такой говнюки шубы. Вот такой вот цах. И потом ходите, там евреи, короче, Палестина. На палестинский этот пошел с этими, туда поднимает чеченский флаг, который для тебя тагут, который ты хочешь искоренить, убрать там, потому что наджас на этом флаге волк.
полностью борешься с этим флагом, с этим национальным, короче. Когда о национальном говорит, вы сразу, о, национализм, от него воняет, это пророк сказал вот так, хадис какой-то. Вы с этим полностью боретесь. Потом, когда в Палестина, вы как будто бы специально назло, да, сказать, что чеченцы поддерживают это дерьмо террористов этих. Идете туда с этим флагом. И вот так вот дискредит. Вот для чего вам флаг чеченский, вот для чего вам название чеченец, которое ты пишешь, дебил, чтобы еврейский флаг как горит, короче, вот это поставить. Вот только для чего ты можешь чечен. Вон, поехали в Сирию, говнюки там. Понятно, короче, там затянули 14 тысяч вообще женщин, детей, вообще... которые даже ни в чем не виновны, скажем так, да, просто ее затащили туда, даже детей повезли там мелких. Пошли туда. Зачем детей? Абу Умар, да, Абу Умар Шишани. Да, Абу Умар Шишани. Это что такое Абу Умар Шишани? Ты что, пошел туда, Шишани, интерес шишенский, короче, какой-то? У тебя что, ты доброволец какой-то? Тебя шишенский народ, шишанский народ тебя что, делегировал туда? Или ты идешь из-за какого-то интереса чеченского народа? Кто гордится своим происхождением, пусть укусит коренными зубами там одно место своего папы. Это кто говорил? Ты что, гордишься туда, идешь, шишани называешься? Вы что, вообще дебильные, что ли? Я не пойму. Даже это вы не можете, да, понять? То есть вы сами говорите эти хадисы, вон ходите, сосюли каких-то этих, чеченцы, ингуши, если вы гордитесь, там, Халид, Фулейджа, вот этого петуха, который там красится, бороду красит. Вот этого петуха сажаете туда, этого дагестанца, он вам в открытую говорит, возьмите коренными зубами в рот. И потом ходите, я шишани. Ты, если шишани, то тебе в рот говорят взять, извиняюсь, не буду называть, что, ну понятно, да? Вот что у нас, да, вот что у нас за тема, понимаете? Вот вы там сидите, детей зачем брали, Ибраим? А зачем брали детей? Вот детей брали, потому что халифат установился там. Приезжайте в халифат, все тут, короче, у нас... динары какие-то, золотые, серебряные, я не знаю, эти ролики, у кого есть, я бы хотел там в телеге, чтобы скинули их. Там очень-очень профессиональные ролики кидали. Типа, это халифат, он в 7 или 9 раз больше, чем страна Бельгия. Он там это самое, это посмотрите, халифатские паспорта будут выдавать сейчас. Там профессиональные съемки, знаешь, со всех сторон. Вот так. Потом, помнишь, там топили людей, в бассейне, там, в клетку вот эту засунули, каких-то этих начинают топить, и там со всех сторон камеры. Представь, как они задыхаются, прям четко, там, HD, там, Full HD, я не знаю, вообще 4К даже, изображение, полностью, как вот этот весь процесс, как человек умирает. Там, вот смотри, Ибраим, помнишь, я собирал там информацию про чеченцев до ислама. 2 дня я включал этот эфир, вот здесь у вас, рассказывали историю чеченцев до ислама. Традиции, откуда, как эти башни строились. Все. Кстати, эфир тогда подскочил, ты видел тогда бешеный, да? 2 дня. Мне написали 2 мусульманина, что это их затронуло. То есть, как бы, это их затронуло. И я спросил их, а как тебе это затронуло? То есть, как бы, понимаешь, через историю чеченского народа они поняли, что они куда они попали, в какую эту рутину. И когда им показывают Коран, они автозащита, типа не становятся. А когда вот именно показали историю чеченского народа, все традиции, как это все было, и как захватывали, у них такой свич был. Ну, я думал, ладно, да, посмотрю. На самом деле эти ребята заходили потом на стрим, где мусульмане, и потихоньку с ними начали же там уже ругаться, как бы, ну, спорить. Теперь смотри, вы деретесь за вашу свободу, вы воюете за вашу свободу. Пришли русские, да, 2 раза к вам, захватывают вашу территорию.
И мы когда поднимали с тобой, помнишь, когда эту тему, что это было Советский Союз и Россия нарушили закон, помнишь, по Конституции? Помнишь? Чат GPT там включали, там довели это. То есть Россия нарушила закон. Вы все сделали по закону. Потому что когда поднималась эта тема, я уверен, что все это было должно... Знали все законы. И вы все сделали по закону. Ну, кому-то надо было захватить. Я спрашиваю вот этих чеченцев. Вам как бы ничего не жмет то, что ваши предки дрались, освобождали вашу землю, пришли русские, а вы сейчас с ними целуетесь. Аслан, давайте оставим этот ислам. Русские сейчас управляют вашей землей. Ваша земля. Сидят здесь ребята. Да, и тут еще, знаешь, такое понятие, что почему евреи с русскими там дружат, почему европейцы с русскими. Да потому что русские ни евреям, ни европейцам, в отличие от тебя, на бутылку никого не сажали, ни 300 тысяч не убивали. Понимаешь, вот этой тем, тот, кто со мной, например, не враждует, я с ним жду какие-то экономические отношения, что-то полезное, да, там, для народа, это понятно все. Просто вот эти вот манкурты, вот то, что ты даже пошел, не поленился, короче, пробил через GPT, да, попытался понять правовую сторону вот это построение государственности, там, провозглашение и так далее. Они даже это им не интересно, понимаешь? Он лучше пойдет там какой-то хадис, как правильно платье носить будет, вот это изучать, что-то такое. Или какие сволочи, шииты там, например. Я еще хотел кое-что сказать по поводу ислама. Смотрите, ребята, вот эти все народы, я ни в коем случае ничего не имею против одного народа. Вот эти турки, азербайджанцы, таджики, казахи, все вот эти народы, которые исламизировались от арабов, потому что они исламизировались в результате арабских завоеваний. То есть, да, они, так сказать, и персы в том числе, они исламизировались, и они, так сказать, подзабыли свою культуру. Почему? Допустим, персы, у них же была до ислама религия, пока Персия в 651 году не была завоевана арабами, у них же была религия зороастризм, но потом Персия стала шиитским государством, да, и даже если ты, допустим, мусульманин, вот эти, знаете, я вот это не понимаю, вот это лицемерие. Вот хорошо, ты мусульманин, да, ты Коран читал? Он говорит, читал. На каком языке ты его читал? Он говорит, на русском. А как ты можешь читать Коран на русском, если оригинальный язык Корана, допустим, мы евреи, мы читаем Тору, мы знаем, мы понимаем арамейский, потому что арамейский это наш близкий язык, ну, не близкий язык, а как это правильно сказать, похож на наш язык, да? Вот мы читаем Тору, мы понимаем, что у нас написано в Торе. А вот вы же свой Коран, вы же его не знаете, даже не умеете читать. На арабском истинный, настоящий Коран, вы не можете его прочитать. Понимаете, ребята, вы же, ну, как сказать, свою же религию не знаете. Там, Давид, видишь, там тема такая, что Коран, сунна предписано даже, там, ваджиб, короче, его читать постоянно, да, изучать, читать, не изучать, а читать его, да, правильно, вот это, по этому, по таджвиду, там, где-то вытягивать, там, как песнопение, да, вот это читать, это как бы сунна, а чтобы его понимать, да, тут ты не можешь, потому что ты его все равно неправильно поймешь, и это только вот эти алимы, там, я не знаю, исламские ученые, да, только они это могут, поэтому у тебя как бы даже стимула, там, мотивации нет у тебя, да, вот этим заниматься. Главное вот так вот чисто, там, плакать, ныть, короче, и вот так, расслабил мозг, получается, расслабил и тупи себе. Да, а вот чтобы его изучить и понять, что там, да, вот на переводе, там, перевод, или это нельзя, потому что, вот видишь, мы здесь, когда аяты читаем, вы неправильно понимаете. Потом ты ему тафсир приводишь, он говорит, этого тафсирщика я не признаю. Вот здесь, в этом месте я признаю этого же тафсирщика, а вот в этом месте я не признаю. Прикинь? Смотри, интересно. Брат, ты понимаешь, Ибрагим, перевод, даже если ты переводишь, ты должен переводить все четко в слово. Допустим, я человек, который знаю арабский, да, арабский разговорный. Между прочим, хочу подчеркнуть, потому что есть большая разница между арабским разговорным, который мы употребляем на улице, там общаясь с людьми, да, есть арабский фусха, тоже называется письменный арабский. Фусху я не сильно знаю.
Да, но тем не менее я могу прочитать там определенные суры, хадисы из Корана, но тем не менее это не один язык. Понимаете, даже если ты хочешь научиться читать на арабском, научиться читать Коран и понимать свою религию, ты должен учить фусху. Это очень много времени ты должен вложить. Почему? Потому что, как мы знаем, арабы, они, так сказать, сильно распространились по всему миру. Они есть арабы в Алжире, в Марокко, там, я не знаю, где только не хочешь. Я в Афганистане, они тоже есть, да. Они, так сказать, все это смешали вместе. Это надо годами сидеть и изучать вот этот язык, чтобы понять хотя бы там, что в этих 2 строчках написано. Понимаешь, брат? Да, там, видишь, даже сами арабы, они как бы не могут нормально. Вот такое вот получается. Плюс, вот смотри, даже ты хафиз, да, ты полностью изучил, и, короче, полностью следуешь вот этому, да, и не следуешь, а просто ты изучил и можешь правильно это переводить, все. И тогда, получается, ты как бы не можешь вот это людям там что-то объяснять, или сам. То есть для тебя нужен вот этот вот чувак, какой-то посредник, имам, чтобы ты к нему пошел, он тебе, короче, это рассказал. И вот это даже тафсиры, да, опять-таки, возвращаясь к тафсирам, да, вот есть там старые тафсиры, какие-то новые, куча целая тафсирщиков. И что у нас происходит? Вот здесь ты, когда начинаешь дискутировать, ты принимаешь тафсир вот этого Ибн Касира, если взять, да? Смотри, вот этого Ибн Касира, его везде принимают, когда ты на рыбе, короче, на которой держится там земля, или аутосе вот этом изнасилования замужних женщин осуждают, да? Все там, короче, я не принимаю этот тафсир. Так подожди, кто ты вообще, воин? И вообще мой самый любимый вопрос к людям, которые выбрали одно из исламских течений, которых в исламе там дофига, да, мадхалиты, хабашиты, суфисты, там эти ашариты, шииты, короче, вахабиты там и так далее, да, десятки, сотни, короче, вот этих течений. Как ты выбрал правильное течение? Ты что, ученый какой-то исламский? Как ты из этих всех течений выбрал самое правильное? Ты его сам изучил? Так как ты можешь сам его изучить, если этим должны заниматься исламские ученые? Окей, принято. То есть ты не можешь понять без исламского ученого правильную религию. Окей, принято. Так дело в том, что и в ашаризме есть исламские ученые, и в ваххабизме есть исламские ученые, и в суфизме есть. И есть труды, которые там по 80, по 100 лет какие-то эти шейхи, короче, какие-то, я не знаю, алимы, исходя из своего опыта, писали вот эти труды. Ты что, всех их перепрыгнул, чтобы сел и выбрать из этих всех, кто из них прав, кто не прав? Да, и смотри, брат. Это полное, получается, я извиняюсь, как бы ее помягче назвать, короче, вот это место полное. Есть такое еще и, брат, знаешь, вот у меня такой вопрос, кстати, я извиняюсь, я никого не перебил, Давид, секундочку. Да. Все хорошо, Ласик, все хорошо, братишка. Я просто, пока вот это в голове как бы сидит у меня, потому что вот я вот задаюсь таким вопросом, да, это не только чеченцы, это все вот это, русскоговорящие, кавказские, вот мои соседи, да, вот откуда я приехал. Вот когда вот они вот, вся вот эта молодежь, даже сегодняшняя, там, 90-х годов и так далее, вот у него сестра, допустим, да, вышла с ислама, ну, убегает из дома, потому что ее там начинают там как бы ее притеснять, притеснять и так далее, как бы, да, вот она уезжает куда-то за границу, ее там доходят, ее, значит, ну, как бы просто берут и убивают, да, это осуждают. Но при всем при этом, если сестра поехала в Сирию на секс-джихад, то это, в принципе, все нормально как бы с этим, да, получается. Кто получается после этого? Я так понимаю, сутенер, да, он сутенер своей же сестры получает. Она там может как бы себе проживать, хамдулилля, короче, моя сестра мусульманка, да, она там себе живет в Сирии, как бы там маджахет за маджахетом там умирает, как бы и так далее, у нее мужья меняются там раз в полгода,
детей рожает, она, ну, конечно, раз в полгода не получится, как бы, но рожает постоянно, как бы, периодически, то от араба, то от какого-то африканца, который принял тот же ислам, как бы, да, приехал туда на джихадистскую войну. А ему, как бы, от этого все нормально, да, кто он после этого? Но есть, ну, сестра, которая вышла с ислама, там, не знаю, приняла христианство или стала атеисткой, которая убежала от него нахрен в Европу, там, от этой семьи, да, вот этой сумасшедшей. Убежала, как бы, ты что, это стыд, это позор. Это пипец, как бы, да. Это надо поехать и где-то найти нахрен и убить эту сестру. Осуждаю. Вот это вот, кстати, это очень интересная такая тема. Кто они после этого? Они не сутенеры после этого своей сестры, там, своей дочки и так далее. Смотри, Лазик, я еще кое-что хотел добавить. Ты же закончил, брат? Да. Отлично. Смотри, ну просто не хотел тебя перебивать, да? Кое-что я еще хотел добавить, вот чтобы понять, понимаете, даже сами арабы, которые выросли на арабском языке, не в зависимости, где они проживают, там неважно, в Алжире, там в Ливии, Марокко, то есть, да, даже арабы, которые выросли на своем родном языке, и то не все они понимают Коран, не то что понимают, не все они могут его даже читать. А вот эти тут же мусульмане, вот эти там, неважно, то ли чеченцы, казахи, там, азербайджанцы, турки кричат: я истинный мусульманин, хамдулля. Да ты даже не умеешь читать свой Коран, даже не понимаешь, что там написано. И ты кричишь: это все понты, то, что они говорят, я истинный мусульманин, это просто там для того, чтобы попонтоваться. Вот и все. Нет, настоящий мусульманин, но тот, кто знает, вот прям истинно знает свой Коран от А до Я и понимает все слово в слово, что там написано. Вот как мы в Торе понимаем. Ну, я лично не все. У меня прямой вопрос к ним, как бы, да, вот мне интересно, вот эти комментаторы внизу, как они относятся к джихаду, как бы, если сестра его поедет. Это такой резонный вопрос, как бы, да, вот мне интересно. Понимая то, что там вот, ее вот этот, ну, получается, супруг или настоящий супруг, ну, скорее всего, это настоящий супруг, как бы, там, отдаст коньки, как бы, там, может, и через 2 месяца, через 3, долго там не проживет. Ее возьмут обратно замуж, и обратно замуж, и обратно замуж, и так далее. Как они к этому относятся? Потому что они относятся хреново, блядь, к своим сестрам, и когда они там просто не могут, не хотят они жить так, да, вот по исламу и так далее, там, в таком доме находиться, и они берут, просто убегают, да, эти девушки. А вот к этому как они относятся? Там я знаю, как относятся. Да, смотри, понимаешь, вот меня спросил человек: вот ты понимаешь свою Тору? Я, вот смотрите, я человек не религиозный, я почитаю, могу почитать Танах, там и всякая Тора, да, Мишна Тора. Я не все понимаю, но если что-то не понимаю, я могу свободно обратиться там к любому религиозному еврею, который интересуется, читает. Я ему задам вопрос, он мне сразу ответит, что это за слово. То есть, да, что это за слово, которое я не понимаю. Так я, но большинство, то, что я читаю, суть я понимаю, что там в этой Торе написано, большинство. Понимаешь, я хотя бы на своем языке это читаю. Да, ведь тебе дали основу какую-то. Тебе вот, да, даже не важно, чтобы... Значит, пускай у нас там тоже могут глупости говорить и так далее. Но я не к этому веду, как бы. Я веду к тому, что тебе говорят об этом не говорить. Никому это никому не приносить. Никому это не рассказывать. Держи это дома в секрете, тебе говорят. Не ходи с этим к соседу, тебе говорят. Не важно, что бы у нас там ни происходило там. Это у тебя дома происходит. Ты дома можешь, я не знаю, чем хочешь заниматься, как бы, да. Это вылечит твое дело, как бы. И не ходи, не пропагандируй это, не показывай никому, не хвастайся, не рассказывай, там, и так далее. Понимаешь, в чем дело? А тут получается, тебе не просто говорят, как бы, да, а тебе говорят: слышь, ты, говорит, я тебе сейчас, говорит, нахрен, говорит, ну, как бы, тебя скоро не будет, говорит, если ты не примешь то, что вот я принял, да. И тебе приходят и навязывают. Это 2 большие разницы. Да, понимаешь. Очень много, как бы, может быть, даже вот кто-то услышит, там, сейчас суют какие-то тальмуды, там, и так далее, как бы, все такое. Ты слышишь, я к тебе пришел с этим тальмудом, я к тебе пришел с Торой, я к тебе же не приходил, ты пришел ко мне, в окошко заглянул, как бы, и начинаешь мне рассказывать, а почему тебе так написано. Не хочу тебе ни хрена рассказывать, не твое нахрен дело. Кто ты такой вообще? Это вопрос тебе. Какого хрена ты приходишь ко мне? А мало что ты ко мне в окно залазишь, так ты еще, блядь, ко мне залазишь и говоришь: слышь, ты, блядь, ты суешь мне свою книгу. Ты, блядь, это свою книгу при себе.
Это что же самое, что произошло с персами, нашим братским народом, персами. Тоже это пришли арабы с Аравийского полуострова. Поначалу, когда они вторглись, это был 636 год нашей эры, когда они вторглись в Ктисофон, в столицу Персии, они ее отвоевали. А потом уже, конечно, когда они персов исламизировали, это когда они убили Шаха Издигерда III, в 651 году. Вот тогда они заставили персов насильно принять ислам. И вот теперь, как раз я думаю, из-за этого, я даже не думаю, я уверен, даже скорее всего, что из-за этого среди них тоже есть много таких ультрарадикальных настроенных, так сказать, личностей. Из-за того, что их исламизировали, даже не только персов, турков, ты понимаешь, они, даже если они читают что-то, они читают не свою веру. Они, мало того, что не понимают, они даже не свое читают. Они читают чужое, то, что там понаписали, они даже, понимаешь, они не читают, а вдруг там написано, что там, я не знаю, поцелуй кого-то, ну извините меня, поцелуй или отлежи кому-то одно место. И они же этим потом гордятся, они же не знают, что это так, ну допустим, да, по Корану написано, ну предположим, да, окей, я лично не оскорбляю здесь никого, но предположим, да, на арабском там написано, а они же говорят, вот, смотрите, я истинный мусульманин, ты сначала пойди прочитай, что у тебя там это, а потом уже решай, гордиться тебе тем, что у тебя написано в твоей же книге. Окей? А потом, приходят и говорят, большинство мусульман, которые я вижу в ТикТок, они ничего не знают из своих писаний. Абсолютно ничего. Мы с ними говорим, мы им приводим хадисы, суры, у них челюсть отпадает просто. Почему? Да потому что они ничего не знают, они просто, как я уже раньше говорил, для понтов чисто кричат, я мусульманин, хамдулля, и все, только два слова знают, Аллах или хамдулля. И все. Вот наше обществе, вот примерно как работает, я попытаюсь объяснить, но, может, не совсем четко меня подправят. Вот, допустим, муллы, вот эти вот священники, они прекрасно знают о противоречиях и о моральных сторонах, о моральной стороне этой религии. Они знают этих моментах. В общем, и вот они знают, что эти последователи, которые в мечеть приходят в это общество, что у них возникнут какие-то сомнения, у них возникнут вопросы, потому что инстинктивно они понимают, что есть какое-то противоречие, есть какая-то аморальность. И в этот момент, когда кто-то поднимается, пытается задать вопрос, какую-то критику или претензию, или что-то там, сомнение высказать, тут же ему что говорят? Тебе в голове говорит шайтан, быстро делай намаз, иди к муле, и там все ему расскажи, он тебе объяснит, и ты успокоишься. Вот они вот этот метод используют. То есть любое сомнение, противоречие, то есть действительно, которое есть противоречие, они скидывают на шайтана, что это шайтан тебе там наускивает, это совсем не противоречие, там все хорошо, а ты, просто тебе шайтан наговорил всякого, а ты быстро иди делай молитву, и все, или иди в муле, или иди бедняков накорми, или что-то еще там сделай, поедь в хадж там и успокойся. Вот так это работает, система примерно. Замкнутый круг. Да, я согласен. Дело в том, что, понимаете, как я уже ранее упомянул, прежде чем ты гордишься верой, которую ты принимаешь, ты сначала поинтересуйся, что там в этой вере написано. Как я уже ранее упомянул, пример. А вдруг там написано в Коране, чтобы доказать, что ты истинный мусульман, ты должен кому-то, извините меня, одно место вылезать. Ну, а вдруг? И ты же понимаешь, что ты будешь этим гордиться, а потом, когда человек, который понимает это, придет тебе и скажет, ты же это делал, он говорит, нет, значит, ты не мусульманин. Говорит, ну как это? Ты же гордишься, что ты мусульманин? Ну да. А я же не знаю. Ну не знал, так почему ты гордишься тем, что ты не знаешь? Поинтересуйся, что в твоей же вере написано. А потом уже там что-то говорит. Вот смотрите, до нашего чеченского общества, насколько я слышал от стариков, от всех предков, как до нас примерно дошел ислам примерно, пришли какие-то миссионеры, там, допустим, утрируем, да, как-то все это как утрируем, примерно пришли какие-то миссионеры и сказали, вот есть ислам, вот есть Аллах, вот истинная религия. И чеченцы, допустим, старики спрашивают, а почему это такое? Они говорят, вот ваши традиции, 100% сходятся с этой религией,
Единственное, вам надо просто молиться и говорить, что Бог, которого вы называете Дева, теперь это Аллах, он правильно называется. Все, просто поменяли название, то, что чеченцы чем занимались, ему дали название Ислам, и Бога назвали Аллах. Остальное вы все в точности 100% вот полностью у вас сходится. И вот таким образом обманули просто вот. Бога не на своем языке называют, даже не на своем языке Бога называют. Вот это как афера, как бы афера века называют, а это афера эпохи, как бы можно сказать даже такая. Да, согласен, брат. Они так нагло, на наивности сыграли, просто чеченцы по своей, как бы, вот такой, как бы, по природе, они такие, действительно такие верующие, как бы, вот есть какая-то природная вот эта данность, и верующие, и искренне верующие, и как-то монолитно верующие, это вот так вот, знаете, вот общество, все вот так единое такое. И вот это все традиции, все это, все у нас так красиво и гладко, все жили, все хорошо, все социальное общество, социальные отношения, все вот эти свадьбы, отношения, разводы, все так уже отточилось, веками отточили эти правила, законы, без ущерба никому, личное пространство, демократия, все такое. И тут пришли какие-то миссионеры, говорят, все, что вы делаете, это ислам, а Бог ваш Аллах. А все, что вы делаете, это вот полностью сходится с этой религией. Ох, как хорошо, как прекрасно, какие мы молодцы. Да, и такие, знаешь, о, какие мы молодцы, оказывается, мы прям вот в точку яблочко попали своими действиями, прям вот такие избранные, все такое, короче, и вот так вот понеслась это. Ну да. Старики, я помню даже вот своих стариков старых, найдут на улице или где-нибудь бумажку, просто похожую на арабскую вязь. Это может быть с какого-то блокнота, с какой-то газеты, какой-то рекламы, что угодно, какая-то арабская вязь. Ее аккуратно брали, чистили, заворачивали какой-то платок, на самое высокое место в доме там ложили, берегли, не знали, что там написано. Вот до того вот это была вера такая, вот это. Знаете, вот прям вот на наивности, на этой природе, вот этой, на вере, на действительно искренности прямо взяли, прям вот нагло, нахально, прям вот мерзко обманули, прям жестко. И так там чуть по-другому это у вас было. У вас это было что? Это у вас была связь с Всевышним, да? Вот старики во что верили? То, что связь с Всевышним. А законы, правила и так далее, как бы они это не обсуждали, они это не понимали, да, вот то, что вот якобы законы, да, вот, допустим, там прописал там пророк и так далее. Видели арабскую связь, скорее всего, это с Корана, все это связано с Всевышним и так далее, как бы там не было какой-то трактовки и так далее, они не понимали эти трактовки. Может, понимали как-то, но опять же, еще раз, там, вот, как там... посты держать, может быть, и что-то вроде такого, как там баранов зарезать на Куран-Байрам, как он называется, да. Ну, как бы, только вот в чем-то таком, как бы, там, это все там заканчивается. Вот до сих пор пост, вот этот Рамадан, пост исламский, пост религиозный, мы до сих пор его называют по-чеченски, по-своему, идут тысячелетние, 10-тысячелетней давности, как мы называли, там вообще по-другому, по-чеченски, до сих пор мы его называем. Я же тебе говорю, вот то, что я преподал, вот, допустим, мой вопрос. Я в конце хочу, чтобы мне кто-то на него ответил, как бы, да, вот из этих братьев-мусульмане. Кстати, флажки здесь выставлять и так далее. Вот то, что Ибрагим говорил, как бы, да. Я хочу, чтобы ответили, что бы со своей сестрой сделал, как бы, да, если бы она поехала на джихад там, в Сирию. Я не знаю, как они это называют. Они называют это как? Это так и называется вроде, нет? Понимаешь, это же смотри, Лазик, братишка, ты же понимаешь, что вот этот, как его там, джихад, они даже не понимают, что это такое. Им навязывают там священная война. А на самом деле, смотрите, я человек, который говорит по-арабски, да, джихад происходит от слова джухуд, усилие. То есть усилие, это имеется в виду, что ты должен насильно завоевывать и уничтожать другие страны, кафиры, которые не веруют в Аллаха. То есть, почему нас Иран хочет уничтожить? Потому что, смотри, они следуют тому, что у них написано в их священных писаниях.
вот этот джихад, что надо делать против Запада, потому что почему Иран поставил себе целью уничтожить Израиль с тех пор, как произошла в нем исламская революция? Потому что там написано у них четко бело по черному написано, что надо делать джихад, то есть надо воевать против кафиров, неверующих в Аллаха. То есть мы страна еврейская, мы на государственном уровне мы не верим в Аллаха, наша религия это иудаизм. У нас есть мечети, у нас есть мусульмане, но мы тем не менее мы сами не верим по статусу, как сказать, государственному. И поэтому и Запад тоже. Да, там больше, я извините, что тебя перебью, я чуть-чуть, так, чтобы я понимаю, что ты говоришь, это что-то вроде рэкетирства называется. Если джизу не платишь, ты должен быть мусульманином. И ты ходишь, бегаешь как рэкетер, просто по всем странам. Тут не по магазинам ты бегаешь, как там в 90-х бегали и так далее, рэкетиры. А ты бегаешь по странам. Ты говоришь, вы или джизью нахрен платите, или мы вас нахрен уничтожим, взорвем. Вот именно, это же то, что евреи делали. Это же то, что евреи делали в арабских, мусульманских странах, когда они жили. Они, если хотели исповедовать свою религию, ты понимаешь, в чем разница между мусульманскими странами и нашей еврейской страной? Потому что у нас арабы и мусульмане свободно исповедуют свою религию. Их здесь никто не трогает. Ты хочешь ходить в мечеть, нет проблем, ходи. Ты слушаешь свой азан, слушай, пожалуйста, на здоровье свой азан. Ты за это не платишь, ты это делаешь от души и сердца. А евреи, которые ходили в синагогу, просто чтобы помолиться или отпраздновать там Хануку или еще что-то, они должны были платить за это. Не, что я тебе говорю, что сегодня это делают, что я имею в виду, сегодня там сидит. Заберу вас. Как же эти собаки задрали, сколько можно лаять? Я надеюсь, не сильно слышно этих собак, ребят. Минуту времени заберу вас. Я что хотел сказать? Время ваше. Просто подлее, коварнее нету, как мусульманский народ. Я, например, приведу. У нас дома вот эти они свои нашиды выпускали, и там всякие... Типа Умар там захватил Иерусалим, Мехмед II захватил Константинополь, Хаттаб захватил Грозный. Представьте? Я понимаю, там захватили Константинополь, это там другая страна, религия. Понимаю, Иерусалим захватили. Но когда чеченцы освободили свой родной город, который они защищали, Хаттаб бы его не защищал. Люди, которые защищали свой город, они же его освободили, Хаттаба его не... Они вот после Умара, Мехмеда II ставят, Хаттаб захватил Грозный. Представьте, надо так не уважать чеченское сопротивление, бойцов сопротивления, которые освободили свой город. Они плюют на чеченцев. Представьте, Хаттаб захватил Грозный. Его рядом ставят с Умаром, Мехмедом II, еще с кем-то, Хаттаб. Представьте, вот арабы вот это делают, чеченцы молчат, даже радуются, что Хаттаб захватил, там написали Хаттаб. Это не уважает вас. Он как герой получил. Не уважает, представьте, чеченцы он не уважает. Чеченцы свой город захватили, а Хаттаб от своего захватил его, а чеченцы освободили свой город. Представьте, вот так нас не уважают. Почему, знаете? Потому что они это все финансировали. Кому хотели, давали деньги, но говорили, будешь под нашу дудочку плясать. А мы здесь для построения мирового халифата. Если ты вот за это, вот тебе деньги дадим. А другой говорит, я там за то, что чеченское государство было независимым, свободным, демократичным, тебе мы не даем. Пришли на твою землю вот с деньгами, и ты должен, когда ты один раз освободил, второй раз Чечню освободил этих оккупантов, тебе приходят с деньгами люди, теперь говорят, ты будешь халифат строить, вот пришли. И люди под них пошли. Потому что некоторым, которые верхушки, они кидали большие деньги. А низам по $100 в месяц давали. Потому что тогда тоже деньги, молодежи, работали, война только что кончилась, ничего нету. Вот представьте, вот чеченскому народу эта война не нужна была, вторая. Но финансисты пришли, финансировали. И когда шла вторая война, они кому давали? Кто под них плясал? Будем вещи называть то, что там они за освобождение, вы плясали под арабскую дудку. Они просто деньги вам не давали. Потому что Чечню уже не надо было освобождать, потому что мы ее один раз освободили, война кончилась. Вот эта вся деятельность началась после Чеченской войны, русско-чеченской войны, как русские войска ушли. Вот они свою деятельность с помощью денег развернули.
Они кому надо деньги давали, подкупали, создавали эти джаматы. А для чего джамат? Чтобы их надо же план выполнять из-за рубежа. Финансисты же, они не просто деньги дают. Вроде Чечня, это все джаматы, эти, со всех Советского Союза, бывших республик, эти люди нужны. Чеченцы свою республику освободили. Уже должны строить свое государство. Понаезжает непонятно кто, на границе их никто не останавливает. И представьте, вот чеченский народ позволяет себя так насиловать, издеваться своим народом. Просто у нас сил не было. Вот Хаттаб захватил Грозный, это же для меня оскорбление. Представьте, вот людей, которые воевали, вот в 94-5 году погибли, потом в 96-м освободили, оказывается, Хаттаб захватил Грозный. Вот, ну, как можно вот так позволить над собой издеваться-то? Ну, сегодня, соответственно, издеваются, потому что деньги они финансируют. Люди продажные-то. То, что я сказал, тебе большие деньги предлагают, ты уже продаешься. Потому что семью надо работать, ты же не хочешь. Жена, дети есть, работать ты не хочешь, работать-то нету, как Удогов сказал. Зачем нам фабрики, заводы строить? Но на фабриках, заводах люди будут строить, работать будут, кормить семьи. А эти люди не хотели кормить. Ну, легкие деньги человека украдешь, 1 2 000 требуешь, или 500 000, смотря от значимости человека. Я помню, 20 человек украли, у нас в селе держали, 20 человек. Большие деньги. А этот человек рядом с Сулеймановым, Джамбулатом. Джамбулат Сулейманов тоже джамаат создал. Чем джамаат занимался? Ты что, они работали, что ли? Государство. Он сам говорит, мы делали то, что хотели. Вот эти люди из нас, меня, мой чеченский народ представляет в Европе. Нам хватает то, что Кадырова дома творят. Эти здесь понаехали сюда, которые беспределом занимались. Их устраивает. Хаттаб захватил Грозный. Позор-то для чеченцев. Что ж, Хаттаб воевал, а чеченцы где были-то? Вот так нас опускают. А мы это позволяем, потому что у них деньги есть. Вот это называется джихад, завоевание и захват чужих народов и присвоить им свою религию. Вот это называется самый настоящий джихад. То, что сейчас ветеран рассказал. Там чуть другая, ну, как я вижу эту ситуацию, там чуть по-другому было. Ну, как бы я имею в виду то, что когда вот чеченцы уже получили бы свою независимость, да, вот должны были бы ее получить и так далее. Ну, я там чуть-чуть как бы так, я смотрел, да, как это происходило. Но в конце пришли туда арабы, как бы, да, ни хрена, говорит, это не Чечня должна быть свободной. Это, говорит, вообще здесь джамаат должен быть, как бы, это, здесь должна быть, все здесь должно быть исламское. И потом эмиры пришли, ну, как бы, каждый там эмиром стал, там, по очереди они там бегали, там, сначала один, его там ликвидируют, потом второй, потом третий и так далее. Там уже идея, как бы, независимости отдельного государства уже, как бы, уже и не было, да, по-хорошему. Там, получается, уже все тут, ну, игиловская какая-то, как бы, это логика, да, ну, это идея. Игиловская идея туда пришла, как бы, ее принесли туда. И вот начали это вот... И чеченцы потихонечку начали забывать про то, что они просто хотели своей независимости, там, какие-то евростандарты и так далее, как проживать там, дружить с другими странами, там, иметь какие-то экономические, какие-то там, ну, быть независимой республикой, скажем так, да. И вот они вот пришли туда, как бы, ну, вот, заморочили голову, как бы их приняли, вот видите как. Да, но Россия же их захватила, Россия же не дала чеченцам быть свободными. А Ельцин там уже пьяный сидел, там уже ну, сколько договоренностей этих было. Ну, я не знаю, что там конкретно внутри там происходило, как бы. Тут опять же, это можно все комментировать. Но все равно они или это ФСБ замутило, или это арабы замутили. Я не знаю, кто из них это все замутил. Но в конце концов, как бы вот эта идея, как бы независимой Чеченской Республики ушла на второй план. Ушло на второй план. Почему? Потому что пришли туда арабы, зашли. Не совсем так, Владик. Потому что вот от этой вахабни там вообще мало что зависело. Имеется в виду, это была маргинальная вот такая, скажем так, группа или часть вот этих вот там, Абудулачина, да, которые начали в это дело с головой уходить. Но вплоть до начала Второй
войны. Вот то, что в Дагестане произошло, да? Я к этому веду, как бы. А зачем пошли на Дагестан? Да. Зачем им нужен был Дагестан? Смотри, эти будулаки туда пошли, но народ полностью это дело и осудил, понимаешь? И после этого уже даже не захотели поддерживать ни действующую власть, да, ни вот эти войны, короче. Ни когда партизанская война там началась, тоже уже из-за этого будулачества как бы все, уже пессимистично относились. Но сама идея независимости и там народ, он тогда нормально. А вот сейчас, когда там уже установили 1600 мечетей, вот сейчас там как раз-таки полное обудулачивание производят. Ибрагим, я на своем примере скажу. Когда они туда ехали, в Дагестане, я это все видел, автобусы колоннами туда ехали, я видел, с чего это начинается. Я же всю эту картину знал. Вы все знаете, все женерты, для чего все это. И эти жаматы после Первой войны были созданы. Они вообще не воевали, их не было вообще в Первую войну. Я это все видел, когда началась Вторая война. Я думаю, что мне делать, уехать или остаться. Потому что обидно, что это уже это другая война. Другая война. И это не чеченская война. Это уже не за свободу, потому что мы свободу добились на ровном месте, тебе еще раз проблемы создают твоему народу. Вот тяжело было уехать, не уехать. Я свой выбор, просто уехать тоже не смог я. Но я видел это, кто все, что это делает, это агентура вся. Арабская и пророссийская агентура, которые работали. Россия, между прочим, сотрудничает с террором. Эта страна, вот для меня, как лично для израильтяна, Россия – это страна-террорист, страна-оккупант. Почему? Потому что они незаконно вторглись в Украину. Это раз. Во-вторых, они спонсируют террористические организации, против которых мы воюем, и цель которых направлена на уничтожение нашего государства, то есть государства Израиль. Она также не только сотрудничает, а финансирует их. И наш народ умирает от российского оружия. Понимаете, вот эти Корнет, вот эти Конкурс, Катюши, вот этот автомат Калашников, РПГ, это же все российское оружие, которое передается в руки террористам Хизбаллы, Ирана, Хамаса. Это же террористическое государство, ребята. Это страна, спонсор террора, как и Иран. Вот я не вижу никакой разницы между Россией сегодняшней, да, при Путине, и Ираном. Оба террористы, и я считаю, что оба режима должны быть уничтожены, не точка. 100%. Вот смотрите, чеченский народ, он в 91-м, 90-м, 91-м, 92-м, Конституция, Декларация, он проголосовал за демократию. Потом, после победы первой, несмотря на все усилия Кремля, чеченский народ, там 90 около, да, или 80 с чем-то процентов, если посчитать, в общем, проголосовали за демократию на выборах президента и парламента. Народ чеченский сделал все, что мог, чтобы демократия восторжествовала, чтобы справедливость, права человека и все такое. Но вот эти усилия Кремля оказались масштабнее и колоссальнее, и сильнее. Они использовали ислам, религию и все-таки сломали этот чеченский народ с помощью религии. По-другому, не физически, там, не по-другому, никакими способами не смогли это сделать. Только с помощью ислама они сломали уже все. Они вот, потому что против Бога уже чеченский народ не мог идти, как бы вот поставили перед каким-то дилеммой, понимаете, и сломали, поставили в патовое состояние чеченского общества, и просто чеченское общество разбиралось, кто, куда, чего, сломя голову. Просто не понимали, что произошло с ним. А так чеченский народ вообще винить нельзя, потому что с начала объявления, вот это осознание, восстановление своей государственности, больше 10 лет они полностью, чеченское общество голосовало, озвучивало свое стремление к демократии. Это факт, зафиксирован. Ну, вообще, за само понятие священная война, как бы она слышится больше такое, знаешь, что прям хочется тебе, да, вот именно священной войны, чем там войну там за демократию и так далее. Как бы. Это еще психологическая работа, чтобы ты понимал, да, Зер?
Да, это Смотрите. в принципе из-за этого, как бы, да, все вот то, что вот вся Я идея. скажу, по помощи ислама они просто поставили чеченское общество перед дилеммой. Или вы идете против Аллаха, понимаете? Вот, а против Аллаха уже все, уже чеченское общество не могло там. Вообще все, они сломали его общество именно с помощью религии, сломали. Смотрите, я вам так скажу. Вот я заметил, вот они это называют, вот эту российскую операцию «Русский мир». Вот вы заметили, что везде, куда вот этот русский мир свой нос не сунет, вот там везде там кровь, горе, как вот там люди страдают. Вот, например, в Грузии в 2008 они туда вторглись, сколько грузинский народ пострадал, и сколько своих территорий как он там потерял. В Украину они сунулись в 2014 году. С Ираном они начали сотрудничать в начале 2000-х. И в том числе, между прочим, резня 7 октября, так полагается, есть версия, что она была спланирована Кремлем и Тегераном. Почему? Потому что они, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине, использовали и резню в Израиле. То есть использовали, так сказать, этот план, чтобы отвлечься, чтобы мир отвлек внимание от войны в Украине, чтобы Россия, так сказать, смогла продолжать дальше осуществлять свои империалистические, террористические действия. Да, ведь давай не будем ходить в теорию конспирации, как бы, по поводу Ирана, это стабильно, 100%, без их разрешения, без их согласия это не происходило. С Россией опять же, понятно, я же как бы я плохо не относился бы, как бы, там, к Путину и так далее, как бы, да, и всему этому. Я не ухожу туда, честно. Знаешь, почему не ухожу? Потому что, это знаешь, что это говорит? Это говорит, вот сейчас вот говорят вот эти некоторые антисемиты, проживающие в Украине, как бы, да, и вот и так далее. Не надо подхватывать эту тему, как бы, да. Опять же, ты можешь говорить, что ты хочешь, как бы, да, ну, ты говоришь очень правильно, и логично, честно, ты логично это говоришь. Но я лично в эти вещи почему не верю, потому что это прям, серьезно. У нас здесь не то, что Иран, оставь Иран. Мы тут без Ирана, как бы, что до 79-го года, пока туда не пришли вот эти вот живодеры, как бы, да, вот эти людоеды и так далее, как бы, да. Они были такие же, да, вот эти вот, тогда их не было Хамас, допустим, да, но были такие же группировки. Тираны, вот эти, тираны. Исламистские такие группировки, которые нас убивали, с кем мы воевали и так далее. А Народный фронт освобождения Палестины. Их так сильно подталкивать не надо было, да, чтобы они там сделали 7 октября и так далее. Ну, понятное дело, просто им... Спонсирование это даже не обсуждается, как Иран, Катар, как бы, это 100%. Смотри, я тебе Россия, так скажу. ну, прям таки, да, это, знаешь, опять же, это украинская тематика. Почему? Потому что, вот, видите, вот вы про нас забыли, как бы сейчас все ушло на Израиль, как все про Израиль говорят и Палестину. А про нас забыли, вот нас здесь убивают, как бы, Америка, алло, послушайте, смотрите, что с нами творится. И оттуда все это исходит, как бы, да. Смотри, Лазик, я тебе так, братишка, объясню. Я в чужие конфликты не лазю. Я просто говорю так, как я вижу это с политической точки зрения. Я в чужие конфликты не лазю. То есть, да, пусть Россия с Украиной сами разбираются, что там у них, как бы, что они там, какой кусок хлеба они не поделили. Это пусть они сами. Я просто говорю про те страны, которые были замешаны, и так сказать, на которых кровь на руках. То есть, как тебе это правильно объяснить по-русски? Стран, у которых кровь моего народа на их руках. У России есть кровь израильского народа на его руках. У Ирана, у Катара, у Китая тоже, между прочим, он тоже их любит пофинансировать. Хоть и у Израиля и Китая большие экономические отношения. То есть, да, но тем не менее Китай их тоже не против. И Иран пофинансировать, и им оружие передать, и все, и тем более, и так далее. То есть, понимаешь? Катар один из самых больших спонсоров Хамаса, что ты понимаешь, это Катар. У тебя именно Катар, исламский джихад, это его детище, как бы, да, исламский джихад. А именно Хамас, конкретно Хамас, это, и Иран, конечно, спонсирует, да, но не так, как Катар. И катарские деньги, из-за того, что нас давила Европа, Америка и так далее, ну, надо же передавать им как-то деньги. Мы брали эти чемоданы и переводовали им. Из-за того, что нас давил, потому что нас давил Запад, как бы. Откуда эти деньги шли? Они шли с Катара, они проходили через нас, получается. Откуда же еще с Катара? С Катара? Да, правильно.
Все, иранские деньги ничего не проходили. Ну, Катар это было, опять все про... Иран оружие дает Хамас, спонсирует. Да, там больше оружия, как бы. А именно спонсорство, спонсировали исламский джихад. Именно сама касса, как бы, тоже террористические группировки, которые находятся в Газе, это исламский джихад. Это их нет. У этих шиитов, как бы, вот эти собаки сунниты, да, там бегали. Ну, бегают до сих пор, да? Всем доброй ночи. А Хармат на связи или нет? Приветствуем, он вроде здесь, но пока молчит упорно. А то к Хармату два вопроса есть. К нему надо очень записываться. Какой-то он у нас необщительный сегодня. У меня такое ощущение, да, Ибраим, то, что он сюда приходит просто... У меня просто два вопроса. Почему он в прямом эфире, когда эфир вел Вендетту, не допустил? Ему нужно было допустить. И почему мусульмане опять в этом эфире попытались Иисуса запихать к нему, к Пхармату? То есть, вот, два вопроса всего лишь. Может, кто-нибудь смотрел эфир его? Вот, сегодня он был. Или в эту ночь, по-моему. Запихнуть в каком смысле? Да, что запихать? Ну, запихнуть о том, что он про ислам говорил, а они, мусульмане, перешли опять на Иисуса. То есть, я не знаю, почему они переходят. Типа, Ну, потому что они верят в него как пророка тоже. Там ситуация такая, что когда вот эта тема поднимается, сразу начинаются нападки на христиан, на евреев, то есть противопоставляться. И если в случае с христианами это еще можно, да, в случае с христианами, если можно это противопоставить, то уже с иудеями это вообще натянутый носок на глобус. Потому что иудеи здесь, ни вообще, ни миссионерством не занимаются. Поэтому, когда даже вот эти ответ нападки летят на, скажем так, на иудаизм, вот я советую нашим друзьям, окей, сказать, хорошо. Можешь думать, как хочешь, как бы, потому что главное, что мы знаем это как и все. То есть вот эту тему ее надо закрывать максимально. Чтобы тут у нас не происходило вот это специально такое, скажем так, увязывание в такую игру, мериться, у кого правильнее, у кого... Потому что для иудеев нету смысла, да, там. Это их свое национальное такое дело. Нет, это понятно. Но кто эфир смотрел Пхармата, либо, это эфир был, он не видео выложил, он уже перешел на то, что он просто начал сравнивать Иисус с Мухаммадом. И вот этому мусульманину он начал объяснять. И он даже этого не понял. Настолько там глупо было. Я не знаю, почему Пхармат вообще им доказывает, таким людям. Это с самого начала деятельности ему постоянно это происходит. А вот там христианство, а вот там... Это с самого начала. Там по-разному подходят к нему. А насчет Вендетты, Вендетта там такой... Он экспрессивный, и в тот момент, может, ему нужно было что-то высказать, а у него терпения нет. Он временно его не допустил к эфиру, видимо. Вендетта все понял. Но Вендетта крутой чувак тоже, по идее. Просто единственный вопрос, почему они пытаются, мусульмане, всегда лезть либо к Иисусу, либо в Тору. И вот Пхармат сегодня выложил в Ютубе видео, где там мусульманин, Абу Закарий, по-моему, Пхармат опровергал то, что в Коране, они же там говорят, что типа Библия и Тора искажена, и он выложил видео полностью. Почему они всегда пытаются залезть либо в христианство, либо в Тору? Мухаммад Абу Закария, чтобы ты понимал, он вообще по-хорошему, его даже вот все вот эти права, именно прям мусульмане даже собраться, дойти его где-то и отрубить ему голову осуждают. Потому что он оскверняет даже своих пророков, Мухаммад Абу Закария.
У нас своих же пророков. Ну, как бы, наших пророков, которые они к себе забрали, назвали их арабскими именами. Он сидит их, он и оскорбляет их, и оскверняет их и так далее. По-хорошему, все мусульмане здесь, в этом тиктоке, который знает Мухаммада Абу-Закария, даже собраться, найти его, выловить и устроить ему там такой джихад хороший, как бы, да. Вот с Кораном вообще интересная ситуация получается. Религия, она как бы должна быть самодостаточная. Вот книга религиозная, она должна быть от нуля и до конца. Она Ну тут получается какая вещь? Чтобы вот Коран вот как бы подтвердить его истинность и так далее, там какие-то моменты подтвердить, там всегда нужно отсылаться к Библии или к иудаизму. И даже в самом Коране, где-то в аятах, вот сейчас надо поискать, там написано, если вы что-то там не понимаете, там, может, неправильно формулировать, если что-то вы не догоняете, не понимаете, спросите у людей Писания, там написано. То есть сама книга, она сама по себе не самодостаточна, ей нужно обязательно нужно подтверждение предыдущих Писаний. Знаете, такая вот ситуация с этой религией вообще. И они не могут никуда от этого деться. Сами мусульмане, ислам не может от этого избавиться. Ты убери и скажи, что и Библия, то есть этот христианство, иудаизм, это прям, ну все, плохая, неправильная религия, это аферы, все такое скажешь, так Коран сам по себе уже работать не будет уже, все, он без них, он не книга, она не будет религией. Она без этих, без предыдущих писаний, она не работает. Коран не работает, эта религия не работает без предыдущих писаний. Они же по-другому это говорят. Они говорят то, что как бы это, мы не придерживаемся, ну как бы мы признаем, но наше, здесь вот мы поставили точку, как бы пришел пророк Мухаммад и поставил как бы точку, это последнее все, окончательно. Они как бы этим апеллируют, да, получается. Ну, апеллируют себе, пускай нахрен апеллируют. Самое главное, чтобы я... Так-то да, но все равно аяты там есть. Если вы что-то там не понимаете, не догоняете, идите и спросите людей Писания. То есть спросите у христиан и у евреев. Все. По-хорошему, да. Вот идите, мусульмане, все должны... Да, они не к мулам и не к священникам, не к Саудовской Аравии должны бежать. Они, если что-то в Коране не понимают, они должны в соответствии с Кораном, в соответствии с этим аятом, как им Аллах сказал, как предписал, послушные, покорные Аллаху, они должны идти в Израиль, там, в Иерусалим, к евреям, к христианам каким-то, так, в Ватикан, и у них спрашивать, что да как. Вот так должно быть, логически вроде бы, я не знаю. Ну, евреям ничего не расскажут, как бы скажут, идите к христианам, наверное, скажут, там, и к нам не лезьте, как бы мы тут... Мы вообще не знаем, о чем вы разговариваете. Не надо футболить. Как слепые котята вот ходят туда-сюда, сами не знают, чего верят, во что верят, что на книжке написано. Один мулла одно говорит, другой мулла другое говорит. Один говорит, что в Европе жить можно, другой говорит, что нельзя. Третий говорит, можно жениться, или тот может не жениться. Этот одно, тот другое. Противоречие на противоречие. А эти как слепые котята, не знают, куда, чего, как лучше. Короче, я не знаю вообще, что с этим делать. Кому податься? Да нет, вообще нет проблем в любой религии, как бы. Пускай каждый будет религиозным, там, не знаю, верующим и так далее. Вот кто-то этих буддистов вспоминает, кто-то кришнаидов вспоминает, кто-то вспоминает кого-то. Почему все вспоминают именно вот конкретно вот сегодня этот ислам? Я честно, вот, я понимаю, как бы, да, но этот вопрос даже, знаешь, вопрос к ним. Вопрос, вот именно конкретно к вам, да.
Почему о вас постоянно... Этого вы добивались, чтобы о вас так говорили постоянно? Ну все бы ничего, если бы они не разрушали государство. Есть, просто понимаешь, извини, брат, когда есть же вот прямо есть вот как, опять же, еще раз, со мной много кто не согласен, да, я знаю, в каком эфире я нахожусь, как бы, да, что со мной будет 100% не согласен. Есть те мусульмане, которым вы мешаете просто придерживаться своей вере, как они верят в это, как бы, вы им мешаете, вы приходите и очерняете их, как бы, да, вот своими разговорами, своими вот этими, своей проповеди вот этой вот террористической, как бы, да, вот этими убийствами и так далее. Вы мешаете, вот как получается, 2 миллиарда, да, мусульман, по-моему, 2,5 миллиарда, что-то такое, да? 2 миллиарда их, 2 миллиарда. 2 миллиарда, да. А настоящих, как я вижу, получается сколько, да? Если сейчас спросишь его, да, вот тебе скажут, настоящих, очень мало. Сколько вот настоящих? Вот мне интересно, кстати, сколько настоящих? Не кафиров, да, не это же по-другому, да, что называется? С какого ракурса, с какого течения смотреть? Ну, ракурса, течения. Тот, кто не хочет убивать других, допустим. Он просто людей других убивает. Можно я скажу? Вот, да, по своему исламу, по своей религии, как бы, убивать, там, завоевывать, там, чтобы джизу ему платили и так далее. Сколько таких? Кстати, Лазик, ты заметил, я ни на что не намекаю, но ты заметил, что 7 октября, между прочим, день рождения Путина? Давид, я могу сейчас даже доказать, что это Путин сделал, братан. Я сейчас могу так словами играться, что я тебе докажу, что это сделал Путин. Я не говорю, что Путин не террорист, я не говорю, что Путин... Он просто тоже замешан. Но это прям, это на уровне как бы конспирации, понимаешь, в чем дело, как бы. Я, честно, вот есть доказаны какие-то факты, которые я могу предполагать, допустим, да, вот есть какие-то предположения, что может быть вот подумайте, может, скорее всего, это так произошло. А вот что они устроили, вот, допустим, одни из участников 7 октября, как бы, ну, прямые участники, да, вот дали команду и так далее, Россия там присутствовала. Не, они оружие спонсировали их еще до 7. Спонсировали всегда, а когда они спонсировали? Египет, все арабские страны, с которыми мы воевали, летчики... Они тоже их спонсировали. Советские летчики летали над Израилем. Вот слушай, чтобы ты не подумал, я не проукраинский, я не пророссийский, я только за Израиль. Я просто говорю... Я и придерживаюсь этой ситуации Украины, как бы, 100%, да. Хоть при этом я родился в России. Ну, на Кавказе я родился. А, ты родился в России? Ну, я родился на Кавказе. А, я думал, ты где-то в Азербайджане. Точно, ты же мне сам говоришь. Это не мое дело, как бы, сейчас как будто... Я тебя подправлю. Ты родился в Советском Союзе. В Советском Союзе я родился, да, правильно. Ну, да. Я родился в Советском Союзе. Сейчас это не мое дело, как хочет там жить Кабардино-Балкарии, так, как хотят жить независимо и так далее. Но я могу со своей стороны как бы видеть это все и вот это комментировать. Вот я вижу, как должны жить, допустим, чеченцы, да, вот что с ними сделали, когда они хотели своей свободы. И эти не хотели вообще никогда. Ни кабардинцы, ни балкарцы, я не помню, что они куда-то рыпались, как бы, да. Слушай, Лазик, смотри, я в чужие конфликты, я еще раз говорю, не лезу. У меня тоже есть много за что отсудить Украину, то есть, что они проголосовали там против нас, признали палестинское государство. У меня тоже есть, я их тоже за это осуждаю, потому что это тоже может... Это что за факт? Это признание Палестины. Это когда? Потому что это идет на пользу нашим врагам. То есть вы признаете то, что, извините меня, нам сделали. То есть это то же самое, что, допустим, Израиль. Я просто не в курсе, что прошло вот такое признание и когда это было. Это было, сам Зеленский об этом говорил. Я не помню именно когда. Я могу достать видео, когда он говорил, что он признает независимость и Израиля, и Палестины. Он признает независимость. Ну, понимаете, он может по-другому чуть выражался. Он так и сказал. Он признает, как бы, желать, ну, как бы, чтобы было двух государств, так вот. Да. Ну, то, что я говорю, Палестину он признает, да, ну, понимаете. Он не признал государство Палестины, а признает, как бы, да. Право. Должно быть два государства, что вроде. Да. Ну, ты понимаешь, что, Лазик, ты же понимаешь, что, извините меня, давать им государство после 7 октября, особенно я дал бы государство в Газе.
Я объявил объявил войну как государству, и бомбил бы их как государство. Почему бы и нет? А потом он там устроил буферную зону в этом государстве, да, которая напала на нас. Если они хотят работать по таким стандартам, а это же нормально же получается, правильно? Эта страна объявила тебе войну, и ты с этой страной воюешь. Что бы там ни происходило, пускай другие страны, как союзнические страны, вот к ним присоединяются и помогают им. Лазик, смотри. Почему они нас убивают, а мы их кормим? Ну там разбомбили. Не, послушай, я тебе объясню. Мы сейчас сидим, думаем, как их строить обратно. Послушай, смотри, дело в том, на протяжении всей истории Израиль сам самостоятельно предлагал идею, которая предусматривала создание палестинского государства. Израиль 8 раз подряд соглашался, чтобы у арабов было здесь собственное государство, чтобы они жили вместе с нами в мире, в покойстве, чтобы никто ни их детей не умирали больше. Ты же сам видишь, что они сами отказывались от этих идей. Это смешно, братан, извини, да, это смешно слышать, Израиль согласился, чтобы у арабов было здесь свое государство, честно. Ну, конечно. Да, Израиль был согласен, чтобы у арабов было 23-е государство, прикинь. Нет, на той территории, где евреи всегда проживали. Это вообще, это пипец просто, да, вообще. Лазик, я извиняюсь, же сам непостижимо. Я это сарказмом говорю, да, ты говоришь. Просто я думаю, ты сейчас... Не к тебе претензии, нет, а мысли вслух просто, да, это такое. Кстати, да, извините меня. Прикинь, Израиль согласился, чтобы у арабов, чтобы у арабов было еще одно государство. На его же территории. На нашей же территории, да. Ну, прикинь, мало что и иорданцы забрали, нашу историческую. Бедный Азик, у них место мало им, тесно. Давайте. Конечно, да. Израиль еще... немного им подкиньте еще. Так, извините меня, мы же пытались, извините меня, Восточный Иерусалим хотели отдать. Вот эту мечеть Аль-Акса мы им в 2000 году хотели отдать. В 2005 они отказались, мы им только газу отдали. И в 2008 мы им пытались отдать. И в 2009 наш премьер-министр Израиля... пытались отдать. Их оккупировали, арабы у них оккупировали с 48 по 68 и так далее. Не тоже оккупировали, да, мало что построили там свою мечеть, где находился наш храм, 2 храма. И никто это не оспаривает, ни один вообще самый тупорылый маджахет, ваххабит и так далее, это не оспаривает. Что там стоял еврейский храм, и там сейчас стоит... Понятное дело. Ты понимаешь, что прикол? Она же поэтому называется Храмовая гора. Почему? Не важно, нет. Они, даже самый тупорылый не оспаривает то, что там стоял еврейский храм. Понимаешь, в чем прикол? Что это исторически исконно, еврейское, здесь проживали евреи, да. Мы сейчас не будем Хананиев вспоминать. Брат. Не важно. Я к другому веду. Я веду к тому, что мы сейчас, здесь, проживая здесь, мы согласились в 1948 году поделиться на 2 государства. Как согласились? Мы отвоевывали это. Мы воевали, получается, были, вспомнишь, да, что было там с англичанами и так далее. Мы хотели свою государственность. Мы отвоевали свою государственность и при этом отвоевали еще их нахрен государственность. И тут англичане говорят, нет проблем, говорят, мы вам даем государство, говорят, но при этом все равно здесь еще живут арабы, говорят, давай мы им тоже дадим. Евреи говорят, да, нормально, говорят, дайте им тоже, говорят. Мы тут воевали за свою государственность, получается, да, и мы за ихнюю тоже воевали. И тут дают им, и нам дают. Благодаря нам дают и еще и им. Они говорят, нет, ни хрена, говорят. В 1948 году объявляют их, отсюда вытаскивают, этих арабов, проживающих с нами, вытаскивают свои же братья-арабы, которые получили свою независимость на территории Палестины в 1946 году. Вот это та же Иордания, там кто-то чуть пораньше, кто-то чуть попозже. Нет, все пораньше получили. На территории Палестины. Они говорят, выходите, идите к нам, говорят, мы здесь убьем евреев, говорят. Они отвоевали, сейчас мы сделаем, говорят, по-хитрому. Мы их нахрен в море скинем, вы сюда зайдете, и мы здесь будем все жить, только одни арабы здесь будут проживать. И все. Смотри, Лазик. Сейчас, секундочку, Давид, еще раз. Это евреи начали убивать палестинцев, пиздобол, там, где евреи... Подожди. Свою тупость сейчас выскажешь. Выскажешь свою тупость, дурачок, сейчас выскажешь. И в конце концов, что происходит? Да, подожди. Кто виноват? Секундочку. Я честно... Да подожди ты. Закрой рот.
Да подожди ты, не скули там, да не подожди, бомби я только ты. сейчас лайк забор. Подожди. Ты хочешь меня Да услышать? подожди ты, да не бомби ты, елки-палки. Сейчас все тихо. услышишь. Помолчи, заткнись. И теперь же получается, что получается? И те же арабы, которые им сказали выйти, оккупируют их же землю, которую вообще по-хорошему уже могут. Они проживали бы себе, добра наживали бы и так далее. Нахуй. Оккупируют с 48 по 67 год. Это кто? Это египтяне и иорданцы. Вот тебе, пожалуйста. Вот тебе вся нахуй история. И мы эти земли потихоньку... Лиса, Фукс или кто ты там, Фокс. Кроме вас, евреев, больше никто не оккупирует. Подожди, алло, ты чьих будешь вообще? Постоянно всех наебывать. Твой хозяин буду, бля, я, блядь. Алло, 29-й, петушок. Твой хозяин буду. Алло, тормози, ты не на своей. Подожди, ты сюда. кто вообще? Кто ты такой? Что ты такой? Откуда будешь? Кем? Чьих будешь вообще? Чьих будешь? Вот это, понимаете, конченый, неграмотный ты русский антисемит. или кто ты? Алик, блядь, вы нацисты, блядь. Алик, успокойся. Ты русский? Ты какой? Русский или какой ты? Какой ты, Алик? Ты русский или какой ты? Раб хочет стать хозяином. У тебя что, внутренняя менструация, что ты, блин, здесь как овчарка пришел здесь и скулишь? Ты не на своей площадке. Когда люди разговаривают, ты молчишь, понял, с собаками антисемитской? Хочешь что-то сказать, ты слушаешь, ты внимательно слушаешь, а потом, если ты хочешь что-то предъявить, то уважительно это разговаривай с людьми, с которыми находятся на этих стримах. Пикет, блядь, врет постоянно. Я понял. Ты меня понял? Я спрашиваю, ты меня понял? Алик, рот закрой. Ты будешь здесь с людьми, которые сидят на этом стриме, разговаривать уважительно, даже если ты не согласен с чем-то. Даже если ты с чем-то не согласен, ты выслушай сначала. Ты можешь это как-то попытаться высказать свое мнение и опровергнуть, но только в приличной форме. Ты понял, блин? А не, блин, здесь заходишь и рассказываешь, блин, с порога, даже не представился и уже, блин, как овчарка здесь лаешь. Сначала ты чё, блин? Поздоровайся сначала. С одной, если хочешь. Да, тебя что, блин, не учили манерам в детстве или что? Тебя что, манерам не учили? Тебя что, манерам в детстве не учили, что ты, блин, заходишь как овчарка здесь скулишь, бля, на входе, а? Ты что попутал, Вася? Ты районный попутал, бля? Я сейчас покажу, сука. Ты районный попутал, Вася. Ты районный попутал. Алло, слушай внимательно. Районный попутал, ты вообще куда зашел, алло? Алло, Ишак, на место сел, внимательно кто слушай. Вообще, палестинец ты или кто? Представься. Алло. Дайте разницу. Алик, отводи, ребят. Кто ты, палестинец ты или кто? Перс. Перс? Да. И какой ты перс? То сохбат микуном фарси, то сохбат микуном фарси. Русский перс или какой ты там? Ну, конечно, русский, но перс. Ну, какой еще может быть? Он даже на персидском не умеет говорить. Я его на персидском кое-что спросил, он даже это не может ответить. Даже свой язык не знаешь, какой ты перс, блин. Вот понимаете, ты, подожди, ты хоть понимаешь? Вот смотри, скажи, пожалуйста, ты мусульманин? Только нормально говори. Ты мусульманин? Зачем тебе это? Не, просто я хочу задать тебе вопрос. Мне интересно, ты мусульманин? Вот зачем? Вот? Ну просто я хочу задать тебе вопрос, просто ответь. Вы Просто постоянно все к религии, типа, блядь. Не, послушай, ответь на вопрос. Ты мусульманин, да или нет? Нет. Нет? Ага, окей, ты не мусульманин. А ты знаешь, что мусульмане с твоими братьями в Иране делают? И как вообще Не, ты же знаешь, как ислам пришел к тебе в твою страну? Даже, хотя я сомневаюсь, что ты перс. Ты вообще, персы так себя не ведут. Персы это нормальный, умный народ. Не то, что вот эти антисемиты, понимаешь? Какие антисемиты? Ну, такие, как ты, только зашли здесь скулят, блин, даже не выслушают вот это, всю пропаганду здесь. К твоему сионизму, вот и скажи, ну. Что? При чем я к твоему сионизму?
Подожди, стоп. Я же тебе не говорю, что ты обязан быть сионистом, но ты, если у тебя есть какие-то претензии, ты нормально зайди, скажи, что... Ты мне только что сказал, что я антинацист, ну... Не антинацист. Подожди, я не сказал, что ты ты антинацист. Я сказал, что ты, я только что тебе сказал, ты Нет, знаешь, ты сказал ислам. только что я антинацист, ну... А, значит, ты против режима в Иране, против Хамаса и всего остального? Я правильно понял? Нет, против Израиля, ты же сказал ну тогда сионист. подожди, ты сам себе... А Так почему ты не же сионист? обозначил, при чем здесь Подожди, Иран и нет, Израиль? стоп, подожди, тормози. Что такое сионизм? Что такое сионизм? Нацизм. А вот что такое нацизм? Давай начнем с нацизма. Что такое нацизм? И когда он появился? Ну, давно. В первом канале. Вторую мировую войну, ну, до войны еще. Подожди. Дай мне определение нацизма. Вот определи мне, что такое нацизм? Ну, это когда другая нация превалирует над всеми другими. Правильно. А что такое сионизм? Я тебя сейчас открою. Сионизм, это... Подожди, послушай. Послушай ты, подожди. Сейчас выскажешься. Сионизм – это стремление еврейского народа создать собственное независимое государство на исторической родине. А евреи стремились создать свое государство еще в 80-х годах, еще задолго даже до Первой мировой войны. Первой мировой не было, а евреи уже сюда приезжали, законно покупали земли у османов и у частных арабских землевладельцев и строили здесь города и поселения. То есть, понимаешь, что ты сейчас сравнил две абсолютно, два абсолютно Нет, разных ты мира. сейчас врешь, нагло врешь, нет? Ты как типичный еврей, нагло врешь сейчас. Подожди, стоп. Ты сказал, ты вообще сюда зашел, сказал, мы убиваем палестинцев, правильно? Ну а зачем ты соврал про сионизм? Не, так я же не соврал. Ты можешь это проверить в любом историческом источнике. Это раз. Скажи, ответь на мой вопрос. Ты сюда зашел. Не, послушай, ты сюда зашел. Не, послушай. Ты сюда зашел. Так ты национализм сказал... или нет? Что? Что национализм? Национализм или нет? Так национализм, это же в нем ничего плохого нету. Ты патриот своей нации. И все, каждый из Сионизм нас... это национализм или нет? Постой. Национализм, можно так сказать? Нет. Почему? Нет, ты же поддерживаешь это желание жить у себя дома. Ну да, чтобы твой народ жил. Ты поддерживаешь право своего народа. Ты примешь эту информацию сейчас? Вот я тебе сказал. Что? Какую именно? Вот то, что я сейчас сказал. Нет, это не национализм. Это желание жить у себя дома. Ну вы себе сейчас врете. То, что не нокай. Вы писали Википедию. Вот тебе объяснили, что такое сионизм. Подожди, успокойся. Давай, не смотри, вы писали Википедию одно, сейчас ты свой яд, свою отраву. Вы евреи постоянно врете. Давай, если хочешь диалог вести, давай вести диалог. Ты задал вопрос, тебе на него ответим. Что значит врете? Докажи обратно. Слишком подозрительно относится. Вы что-то там... Элементарно, я говорю, зайди в Википедию, но вы же ее писали. Какая Википедия, идиот? Почему Википедия? Алик, ты мусульманин, Алик? GPT, Гамма, какими-то там Грок. GPT зайди, то же самое тебе скажет. Но тебе ерунды нет. Он скажет то, что я тебе сказал. Он скажет, сейчас, давай, включай. Смотри, давай я сейчас подключу телефон. Смотри, Алик, не убегай. Я сейчас подключу телефон ко второму. Одну минуточку только. Алик, ты привяжи себя к столу. Я сейчас подключил телефон. Смотри, Вот. Я захожу в Gemini. Он такой же самый, как и чат GPT, можно сказать. Такой же самый. Gemini. Да причем здесь еврейский? Это китайская разработка. Китайская разработка. Подожди, еврейский, Китай. Вот. Спрашиваем, вот смотри, ты готов поспорить на то, что ты не прав? Ты готов поспорить на то, что ты был неправ? Ты готов? Вот как мужик, как настоящий мужик.
Слово мужика. Какой готов как мужик? Где он, где мужик, какой мужик вообще? Не, подожди, ты готов как мужик ответить за свои слова, которые... Я тебе говорю, я гуглил Википедию, вот то же самое выдает. Google Википедия. Меня не интересует твоя Google Википедия. Вот ты готов доказать, Так что вы ты как же мужик? туда и вот это все вписывали, но... Да оставь, кто вписывал, меня не интересует, кто Ну, а их вписывал. кто? Дядя Если бы мой это пусть было их вписывал, мне неправда, плевать на то, что там в Википедии. Так, Короче, я да, задаю да, вопрос. Да, конечно. Так вы бы Подождите. его убрали бы оттуда. Одну минутку, А вы до сих пор выключите ему там- микрофон, выключи ему кто-то микрофон, ребята, я хочу задать вопрос. Что такое сионизм? Сионизм – это политическое и национальное движение, которое стремится к объединению и возрождению еврейского народа на его исторической родине в земле Израиля. Название происходит от горы Сион в Иерусалиме. Хотите узнать больше об истории или различных направлениях сионизма? Он как-то связан с нацизмом или нет? Нет, сионизм не связан с нацизмом. Это совершенно разные политические идеологии. Нацизм... Съел? Ну чё, съел? Чё, съел? Ну чё, съел? Ну чё скажешь, Алик, чё скажешь? Я говорю, он Алик, чё- связан. И до недавнего времени он был запрещен. Кто запрещен? Кто был запрещен? Он еще подозревает, что там что-то не то. Пришли к власти, блядь. И начали вот это все отменять. Ну. Ай-яй-яй, Алик, ты меня убиваешь, Это ты меня фашизм убиваешь. чистой воды. И он был запрещен. Слушай, ты меня убиваешь, ты один... Слушай, Алик, ты один из таких самых смешных джамшутиков, когда вот они не знают, что сказать, они такую пургу начинают мелить, что просто, извините меня... Не, ну Давид, смотри, Давид, братка, есть... Подожди, закрой рот, Алик, рот Да закрой. подожди, ребят. Алик, закрой рот. Это национализм, только с маленькой Хорошо, поправочкой, блядь. подожди. Его возможно подожди. Успокойся, закрой рот и слово. Заводись. А можно, блядь, как угодно его Закрой рот, интерпретировать. говорю тебе. Вы пишете одно, блядь, а вы даете По факту, другое. Есть ты уже, да, я все равно не слышно. Да подожди ты, факт того, что ты был неправ. Ты был неправ, Смотри, ты ошибся. Давид, брат, Я как раз был прав, блядь. Ты Так ты отрывок, блядь, сказал тебе вот это GPT. Был прав, а ты Ты когда не был Полная ChatGPT. информация, блядь. Это когда не национализм, блядь, который... Откуда? Национализм, Ислам, подожди, национализм это маленькая плохо. поправочка, блядь, его можно Подожди, интерпретировать, блядь, да подожди Ну. ты. Национализм это плохо или хорошо? Алик, откуда ты берешь Ну, информацию? а в других странах национализм это хуево для вас, да? Там А мне вот наш плевать, что, национализм где, это в каких прекрасно. странах. Мне плевать, Так что в именно у каких вас- странах. Именно у вас это нацизм. Да мне плевать, блядь, что в каких национализм. странах. Извините меня, в Я Иране тебе говорю, это именно у вас это плохо, что когда нацизм, женщина без блядь, а не хиджаба национализм. ходит. Мне Алик, вообще плевать, что в других Давид, странах. секундочку, дай ему вопрос задам. Откуда ты Плевать берешь информацию? мусульман, блядь, Алик, и- закрой и- рот, это послушай национализм. вопрос. Вопрос послушай, закрой рот. Откуда ты берешь информацию? Откуда черпаешь информацию свою? Да я тебе назвал уже несколько раз откуда. Откуда я не слышал? Давай еще раз На повтори. гугле полная информация. Так у тебя Google еврейский, Вот ты. Google твой еврейский. Вот только что тебе с Гугла дали информацию. твой гугль еврейский, вот это выдает. Ну, так вот, ты получил информацию. Еще раз. Какой ты получил? Еще раз я тебе говорю. Сионизм с нацизмом полностью никак не прочитал, связан. ну. Твой же Google, который дал тебе информацию. Почему Да, твоя да. голова воспринимает эту информацию по-другому, если ты берешь информацию оттуда? Почему Да, ты ты тупишь? вырвал там неполную информацию, там есть Тоже не дополнение. полная, так добавь мне Это туда. Ну, там есть Так иди дополнение, добавь. что это есть национализм, блядь. И снизу еще Где маленькая это написано? поправочка. Где написано Да? в Гугле? Да я тебе, блядь, сказал уже несколько Алик, раз. Ты, блядь, по-моему, ходишь, больной. блядь, тупорый. Алик не больной, Алик идиот, нахуй. Так он... Есть больные, которые сумасшедшие, да, Извиняюсь, там. тоже смеюсь. Солнышко ты наша ненаглядная. Да тормози ты, тормози. Что такое фашизм? Ты мне, вот ты кричишь фашизм. Что такое фашизм? Объясни мне. То же самое, что и нацизм. Нет, это не то же самое. Нет, это две разные Понял, структуры. блядь. Две Только разные там нация идеологии. превалирует, а там, блядь, какая-то группа людей, ну. Что Нет, они, это блядь, две там, разные идеологии. Что такое методика, фашизм? убийство, Нет, уничтожение, это две разные нападение на людей, ну. Что такое Нет, фашизм? тормози. Я ж тебе Алик, объяснил, блядь. Минуточку, Алик, я сейчас задаю вопрос.
нацизм и фашизм это одинаковые вещи или нет? Смотри, Алекс, Конечно, слушай. конечно, и то... Нацизм и фашизм это разные вещи или нет? Да, я тебе отвечу, блядь. В конечном итоге, блядь, Да, это разные идеологии, хотя у там них есть убийство, много блядь. общего. Фашизм возник в Италии при Муссолини. Он делает упор на государство и корпоративизм, призывая к единству нации ради сильного государства. Нацизм возник в Германии при Гитлере и, помимо прочего, включал крайне радикальный расизм и антисемитизм, основанный на идее арийской расы господ. Таким образом, нацизм является, по сути, одной из форм фашизма, но с ярко выраженным расовым компонентом. То есть это две разные идеологии? В целом, да, это разные идеологии, хотя у них есть общие корни и схожие черты, особенно в методах управления и отношения к демократии. Но ключевое различие именно в роли расы и антисемитизма, что является центральным для нацизма, но не для фашизма. Все, ты понял, слушай, Алекс, Россия фашисты. ты, Вот Россия понимаешь, фашисты. ты по всем вопросам просто попадаешь под крест. Вот просто под всем вопросам твои вот эти все лозунги, вот эти свои твои Так мифы это ты уже манипулируешь, блядь. Я при тебе задал вопрос. Я при тебе задал вопрос. А я не чат GPT, я живой. Арабы пытаются завоевать каждый сантиметр этой земли здесь, на Ближнем Востоке. Это арабы, которые пытаются завоевать каждый сантиметр на Ближнем Востоке. Это фашисты. Фашисты это те страны, которые пытаются завоевывать другие страны и так далее. Ты маленький человек. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Алло, ты У арабов... ты только что сказал, что арабы это фашисты, да? Арабы фашисты. Арабы фашисты. Посмотри, ты... Да, вот смотри, вот ты же фашисты, блядь. А зачем вы... зачем вы сотрудничаете с фашистами, блядь? Что? Что за фашисты? Скажи, зачем вы сотрудничаете с фашистами? Подожди, кого ты называешь фашизмом? Кого ты называешь фашизмом? Какие страны? Вот, Подожди, твой какая... еврей назвал арабов фашистами. Я говорю, что они фашисты. Послушай, то, что он назвал, потому что твои арабы во время, между прочим, британского мандата сотрудничали с нацистами и устраивали погромы против евреев. Нет, почему? Я могу объяснить, что я сказал. Я нет. Нет, Смотри, не в том. слушай внимательно, я задаю вопрос. Это правда, что Амин Аль-Хусейни, который устраивал погромы против евреев в промандатной Палестине, встречался с Гитлером? Да, это подтвержденный исторический факт. В ноябре 1941 года Амин Аль-Хусейни, великий муфтий Иерусалима, действительно встречался с Адольфом Гитлером в Берлине. В ходе этой встречи они обсуждали вопросы сотрудничества против Великобритании и евреев. Все, да, можешь говорить. Вот, видите, вы сотрудничаете с фашистами. Ты подожди, так он же нас убивал, так он же... Ладно, да не хотел сказать. Алик, ты мусульман? У вас с ними соглашение, нет? О сотрудничестве. Сейчас хочешь принять ислам в прямом эфире. Давай я шахаду произнесу, ты будешь повторять. Я хочу ему, если можно, вот он же интересуется нацизмом, фашизмом, я хочу ему как бы сказать, что такое нацизм и фашизм. Если минуту дадите, я скажу. Зачем с фашистами, зачем вы сотрудничаете, с фашистами? Вы же такие же сами, можно фашисты. Где мы сотрудничаем? Только что подтвердили, что вы есть фашисты. Я тебе говорю, арабы фашисты, они завоевывали земли постоянно фашисты. Они завоевывали земли здесь как фашисты, говорю. Так с арабами вас вот этот договор, блядь, вот это машиарский, блядь. Я задаю вопрос. Как ты нас обвиняешь в том, что мы якобы против арабов? Ты идиот. Послушать минуту можешь? Повторяй за мной. Ашхаду. У вас с арабами, блядь, договор о стратегическом сотрудничестве. Что ты пиздишь? Давай да, я слушай, смотри, я же не отрицаю то, что с нашими... Кричать не могу сказать только. Сотрудничать. Алик, вы есть фашисты, Алик,
ты хиджру Мухаммеда помнишь, Алик? Ты хиджру Мухаммеда знаешь из истории? Ты ислам изучал? Я еврей, блядь. Смотри, когда Мухаммед, пророк, переехал в Медину, там жили три еврейские как бы племени. Это Кайнука, Надир и Курейза. Ты знаешь, что с ними случилось в течение 5 лет, как мусульмане там переехали у них дома? Ты знаешь, что они сделали? Первого этого Кайнука там обвинили, что какой-то еврей кого-то там убил, взяли, все племя выселили. Потом у них там, подозрение у них стало, что второе племя тоже хочет их как-то надурить. Они взяли это второе племя, тоже выкинули. А потом третье. Открываешь Бухари, я тебе сейчас скажу книгу, ты прочитаешь. На подозрение, там ничего они плохого ему не делали, они его пригласили к себе в город. Исторические факты говорят... Исторические факты говорят, я тебе скажу и выйду. А третье племя еврейское, знаешь почему третье еврейское племя они загеноцидили там у себя в доме, Медина? Потому что когда Мухаммед, когда он закончил войну Тренч, это 697 год, к ему явился Габриэл, как он говорит, и сказал, что да, может быть, ты закончил войну, но я войну не заканчивал, я свой меч еще не клал. Вот, а Мухаммед спрашивает, в какую сторону надо идти. Он показывает, вот, Курейза, надо их сейчас. И вот так, без всякой причины, 3 племени еврейских, которые мусульман у себя дома пригласили, они их сначала обвинили, первого выгнали, а 2 остальных вообще без причины они выгнали из своего дома. Ты знаешь, что такое худна на арабском? Ты знаешь худна, что такое? Пока ты слабый, ты заключаешь договор, если ты мусульманин. Пока ты слабый, ты заключаешь договор, потому что ты знаешь, что пиздюлей получишь. А как только становишься сильным, ты обвиняешь, что этот договор якобы нарушили, и ты начинаешь их уничтожать. Вот что такое ислам. Понимаешь? Ты хочешь, чтобы евреи были слабые? Они выбьют все ваши зубы. И вы будете вот тихо так себя вести и сидеть. Данил, как это называется? Один момент, друзья. Алик, минуточку. Друзья, не спешите. Давид, извиняюсь. Данил, повтори, как это называется. Можешь вон внизу написать, когда сильный и когда слабый? Не, они вот это перемирие. Видите, он подтвердил, что вы фашисты. Они соглашаются на перемирие, чтобы ты понял, Брайан, то, что у нас здесь постоянно происходит. Соглашаются на перемирие. Идут на удна, на арабском удна. Худно. Они идут на удну, как бы, да, они соглашаются на удну, но они... Сначала они заходят, себя мирно, например, как бы вот такими мирные, такими за добро, жвачку. Так только они становятся сильнее. Так Мухаммед начинал. Сначала он был религиозным, он говорил, что всем свое, как бы, дайте нам, пожалуйста, нашу религию исповедовать. Приехал политическим лидером, так только стал уже потом командиром войск. Вот что такое ислам. Послушай, Алик, смотри, вот ты знаешь, вот ты перс по нации, ты сказал, правильно? Ты ж перс. Ну. А ты знаешь, как ислам пришел? Ты же согласен со мной, что ислам пришел силой в твою страну, силой, путем и кровью? Ты со мной согласен или нет? Силой все пришло, ну. Не, подожди, ты согласен, что твой народ... Иудеи тоже навязывают свою веру дома. Не, мы не навязываем свою религию. Не, послушай, ты же согласен со мной, что твой народ исламизировался только из-за того, что его арабы завоевали. Ты же согласен? Не из-за того, что это противостояние, типа, вашему иудаизму. Не, подожди, я задаю вопрос. Это правда, что Персия исламизировалась из-за арабских завоеваний? Да, это правда. Арабские завоевания Персии в VII веке сыграли ключевую роль в ее исламизации.
До этого основной религией был зороастризм, но после завоевания ислам постепенно стал доминирующей религией. То есть Иран не добровольно стал мусульманским, а путем завоеваний. Исламизация Персии была сложным и многоэтапным процессом. Хотя арабское завоевание было ключевым моментом и привело к смене религии на государственном уровне, полное принятие ислама населением происходило постепенно в течение нескольких столетий. Это было связано и с политическим давлением, и с экономическими факторами, а также с активной проповедью. Ну, то есть, по сути, если бы арабы не завоевывали бы Персию, ислам бы вряд ли бы пришел в Иран, правильно? Я правильно понимаю? А нет, но ислам был создан, чтобы противостоять. Да, с большой вероятностью ислам не получил бы такого распространения в Иране. Завоевание стало решающим фактором, который полностью изменил религиозный ландшафт страны. Вот, слушай, ты понимаешь, ты даже историю своего народа не знаешь. Вот ты, возбухаешь, даже не знаешь историю своего народа. Ты понимаешь, что мы тебя сейчас... Так я тебе говорю, почему ислам появился? Ты же понимаешь, да, ты подожди. Ты же понимаешь, что мы тебя не... Ты же понимаешь, мы тебя не то что попустили, мы тебя в порошок здесь стерли. В порошок здесь стерли из твоих незнаний. Даже историю собственного народа не знаешь. Как не знаю, Ты постоянно, блядь, я тебе еще раз повторю, что это было придумано, мусульманство вопреки иудаизму, потому что вы навязывали это все. Одну минуточку. Скажи мне, пожалуйста, ислам был придуман вопреки иудаизму, да или нет? Конечно, потому что вы как чума распространялись. Это не совсем так. Ислам скорее является продолжением и развитием ряда пророческих идей, которые берут свои корни и в иудаизме. Да послушай ты неграмотно, послушай. Еще раз, это правда, что ислам создавался вопреки иудаизму? Ислам возник как монотеистическая религия, имеющая общие корни с иудаизмом и христианством. Пророк Мухаммед считал ислам продолжением и завершением пророческих традиций, признавая пророков и священные тексты иудаизма. Однако в процессе становления и развития возникли разногласия и различия, в том числе и в отношении к иудаизму. Можно сказать, что ислам формировался как отдельная религиозная система со своими собственными верованиями и практиками. Что конкретно вас интересует в отношениях этих религий? Это правда, что все еврейские пророки в исламе... я так задам вопрос. Это правда, что все пророки в исламе были евреями? Привет, Саша. Не совсем так. В исламе почитают многих пророков, упомянутых и в иудаизме, например, Авраама, Ибрахима, Моисея, Мусу, Давида, Дауда и Иисуса, Ису. Но также есть пророки, которые почитаются только в исламе, например, пророк Мухаммед. Так что все пророки не были евреями. Что именно вас интересовало подробнее? Большинство пророков было евреями, я правильно понял? Да, если говорить об общепризнанных пророках в исламе, многие из них происходили из иудейских семей и почитаются также и в иудаизме. Но, как я уже говорил, есть пророки, которые почитаемы только в исламе. Есть что-то конкретное, что вас интересует по этой теме? Да, Ибрагим, ты что-то говорил, братиш? Я имею в виду, спроси, кроме Мухаммада, все остальные евреи? Кроме пророка Мухаммеда в исламе все пророки были евреями? В исламе почитаются многие пророки, которые были посланы до Мухаммеда. Среди них есть и те, кто упоминается и в иудаизме, и христианстве. Например, Адам, Нух, Ной, Ибрахим, Авраам, Муса, Моисей и Иса, Иисус. Таким образом, неверно говорить, что все пророки, кроме Мухаммеда, были евреями. У каждого пророка была... Что ты говоришь, Ибрагим?
Понятно, логика. Адам не может быть евреем, потому что это же праотец, как бы, и поэтому... Авраам, Там никто не был евреем. Евреи это сатанисты, они поклонялись козлу. Да, блин, А что ты говоришь? Да подожди ты со своим, да не мели ты пургу, блин, да подожди ты, блин, сиди там на месте, ты тихо и ровно. А ну, да, Ибрагим Ракиш, ты хотел, чтобы я Короче, еще какой-то... что-то получается, все евреи, за исключением до евреев, которые были, да, там Адам, я не знаю, кто еще, и один Мухаммад последний. А не было никаких евреев. О, подожди, пусть Алик, ты же знаешь, что твой народ... Алик, ты же знаешь, что твой народ сотрудничал тесно с моим народом и освободил мой народ от вавилонского рабства. Ты же знаешь? Не, вы были рабами, блин. А, подожди, этого не было? А ну, слушай. Скажи мне, пожалуйста, это правда, что Кир второй... Да подожди ты, да помолчи ты, елки-палки. Ты можешь помолчать, когда я задаю вопрос? Это правда, что Кир II в 589 году до нашей эры освободил еврейский народ от вавилонского рабства, и не только освободил его, а также дал евреям вернуться в Иерусалим и построить второй храм? Да, это в целом соответствует историческим сведениям, хотя точная дата 589 год до нашей эры может немного отличаться в разных источниках. Освобождение евреев из вавилонского плена и разрешение им вернуться в Иерусалим для восстановления храма связывают с Киром II, персидским царем, который завоевал Вавилон в 539 году до нашей эры. Это событие сыграло важную роль в еврейской истории. Хотите узнать подробности? Вот, ты понимаешь, ты перс, ты даже не знаешь историю своего народа. Вот, кстати, Али, как ты относишься к тому, что Израиль и Иран воюют? Вот у меня вопрос. В смысле воюют? Израиль напал на Иран, а не воюют. А, Израиль напал на Иран? Да ты что, каким образом? Да, притащил Америку, типа, сам, бля, засал и начал бомбить. Минуточку, тогда почему вот это на предыдущих, как это мифцаим по-русски? Мифцаим, как это я правильно объясню по-русски? Мифцаим. В военных операциях Израиль сам бомбил Иран. Абсолютно сам. Ты мне можешь объяснить? Сам, только Америка к себе дошла и сразу начали скулить, типа. Потом Америка нам, послушай, Америка, она остановила. Если бы Америка нас бы не остановила, мы бы продолжили бомбить ваш Иран. А, кстати, знаешь, что мы дружили с Ираном? Если не было Америки, вас бы уже давно не было. Да что ты говоришь? А ты знаешь, что Америка нас до 1967 года вообще не поддерживала? И вас тоже не было в Израиле, вас бы не было во всем мире. Как это нас не было в Израиле? Мы всегда здесь были, даже и до создания государства Израиль. Когда вы всегда были? Ну? А мы были здесь и до государства Израиль еще задолго до 1948 года. А вы как тараканы по миру бегали, ну где вы бы там были? Нет, тараканы это вы, исламонацисты, это вы бегаете, как тараканы и вас давят. Мы лично, как бы там, мы распространенный народ, потому что нас изгнали из нашей родины. Но большинство, слушай, нас изгнали из нашей родины, но большинство из нас вернулось в свой дом. Мы живем в этой прекрасной стране под названием Израиль, и мы довольны ней. Ты понимаешь это? Вот твоих исламонацистов нету страны, ты посмотри, в каком говнище твои исламонацисты живут. Ты посмотри, в каком говнище твой Афганистан. Ты посмотри, да при чем здесь арабы? Ты посмотри, в каком говнище. Да подожди ты. Ты знаешь, ты посмотри, в каком говнище твои исламофашистские страны живут. Это твой Иран, твой Афганистан. Это убийцы, ну. Потому и гнали их в мире, их не только там гнали. Их во всем мире гнали. А ты знаешь, что евреев большинство? А ты знаешь, что евреев в основном гнали за то, что они хотели христианство принимать? Нет, за то, что они хитрожопые, блядь, за то вы их гнали. А ну давай спросим вопрос. Скажи мне, пожалуйста, по какой причине были еврейские погромы по всему миру? Еврейские погромы случались по разным причинам в разные времена и в разных местах.
Среди них были антисемитизм, предубеждение и ненависть к евреям, религиозные разногласия, экономическая конкуренция и даже государственная политика, которая поощряла или не препятствовала погромам. Это очень сложный и многогранный вопрос. Что именно вас интересует? Это правда, что Вот евреи это жили... хуйня, что ты только что сказал, семитизм, блядь. Это ну сколько Ага. лет ему, блядь? 220, Что, блядь, и что? более. Что, подожди, Какой что, нахуй что, кому? семитизм? Подожди, да потормози, ты ему, да тормози, кому 20 лет, Какой кому, нахуй кому? семитизм, ты, блядь? Что ты там, блядь, вешаешь, блядь? Подожди, ты знаешь, что Семитизм, термин антисемитизм, послушай, ты же знаешь, что термин антисемитизм появился относительно недавно, он появился в 1879 году. Ну, а до Это этого хуйня антисемитизм, висит, блядь. а до этого, Блядь, подожди, да вопрос подожди по ты, мне, да подожди ты, не подгорай, Ты не гонишь, подгорай. Джамшутик, я знаю, что когда я когда говорю Ну, правду, блядь, то какой нахуй джамшуты семитизм, подгорают. блядь? Я знаю, что когда же я говорю правду джамшутикам, то они подгорают, но не переживай. Я тебя Ибо просто поймал, я тебя блядь, буду... ну. Не, подожди, да никого ты не поймал, блин. Поймать ты можешь свой джунджулик только там, который, блин, да, 2 сантиметра, блин. Или сколько. Так, в общем, я тебе говорю, что до этого антисемитизм назывался юдофобией. Вот смотри, я тебе сейчас даже говорю. Это правда, что термин антисемитизм появился в 1879 году, а до этого антисемитизм назывался юдофобией? Термин «антисемитизм» действительно появился примерно в 1870-х годах в Германии. До этого похожее явление могли называть юдофобией, хотя понятия эти не всегда полностью совпадают. Юдофобия больше относится к религиозной нетерпимости, в то время как антисемитизм часто включал в себя и расовые мотивы. Есть что-то конкретное, что вас интересует по этой теме? Не, ну смотри, если сжигают синагогу, это что же антисемитизм? Безусловно, сжигание синагоги – это прямое проявление антисемитизма и ненависти. Такие действия часто сопровождаются актами вандализма и... Все, ты понял? Ты понял, блин? То, что я тебе говорю, слушай, Алик, ты иди там книжки почитай, историю почитай. А то подожди, ты здесь Смотри, сидишь... она сложена с двух слов. Ну, ты Что хитрожопый, таких ты же слов? не дашь ответ. Ну, смотри, она Ну сложена давай, с двух говори, слов. не Юдофобия. говори. Объясни эти Ну слова, говори. да. Подожди, Объясни тормози, эти только слова. не... Давай. Да подожди, ты можешь не на нервах, Спокойно объясни, я тебя слушаю. Ну, объясни вот эти слова. Юдо и фобия. Юда это еврей, а фобия, смотри, само слово фобос это с греческого страх. Но фобия также используется в слове также как ненависть. То есть Юда это юдофобия еврей или это религия? нетерпение. Да подожди, я тебе объясняю. Еврей это юда это на немецком еврей. Юда, если не ошибаюсь, это на немецком еврей, именно на немецком языке. А фобия, как я тебе уже объяснил, с древнегреческого фобос – это страх. В современном, так сказать, понятии фобия используется больше как термин ненависти, чем страха. Не, ну ты только же сам сказал, это страх. Страх к евреям. Ну, ты все правильно сказал. Подожди, но это же и ненависть, также используется как и ненависть. Ну, ты сказал, что Юда это евреи, да? Ну да. Ну это с немецкого, но вы же не немцы, блядь, каким образом это? Блядь, так Я слушай, как немец подтверждаю, что это так. Юда это реально еврей. Я понял, что ты немец. Подожди, Абрагим, да какая разница? Ты понимаешь, что евреи... Ты первые слова на эфире, ты что, угораешь? Большая разница. Вы каким образом к этим словам немецким? Да какая разница, кто мы, не немцы, мы были везде, в любом месте. Очень большая разница. Нас называли по-разному, арабы нас ягудами называют, Нет, и что дальше? Так это только относится к немецким евреям, ну. Как это к немецким? Подожди, стоп. Подожди, а чем отличаются немецкие евреи от, там, допустим, марокканских евреев, там, эфиопских? Ну вот, ты же сам ответил на свой вопрос. Смотри, чем отличается немецкий язык от марокканского? Ты хочешь, я тебя удивлю, марокканского языка нету. Есть арабский язык с марокканским акцентом. Ну?
А я тебе сейчас объясню. Марокканский, точнее, арабский язык с марокканским акцентом – это абсолютно две разные... Нету такого термина юдофобия. Это подожди ты со своей юдофобией, я тебе сейчас объясню. Сам язык арабский с марокканским акцентом и немецкий язык – это языки, которые были придуманы от двух разных этнических групп. То есть арабы нас называют ягудами, ягуд. Немцы – юды. Я понял, но вы евреи, каким образом относитесь к немецкому языку? Так, У вас есть свой язык, еврейский. Потому что, послушай, потому что евреи для контактирования, которые проживали в Германии, которые сейчас проживают в Германии, для контактирования с обществом используют тот язык, который заложился на государственном статусе. Ну, допустим, в Иране евреи до сих пор говорят на фарси, на персидском языке. В России евреи живут. Между собой евреи могут поговорить на иврите, а вот так в основном евреи используют государственный язык, чтобы контактировать с обществом. Так же самое, вот смотри, ты перс, ты живешь в России или где ты живешь, правильно? Где ты живешь? Где ты живешь? В какой стране ты живешь? В какой угодно. Не, ну скажи, в какой стране ты живешь? Ну, Россия. Ну, смотри, ты живешь в России. Ты же не говоришь с русскими на персидском. Правильно? Ну, с обществом я имею в виду. Даже если ты начнешь говорить на персидском, они же тебя не поймут. Правильно? Ты же со мной согласен? Ты же согласен Нет, со мной? есть общие слова, которые переводятся, понял? Ну. Что это вот сугубо я же не спорю, что может... Подожди, я же не спорю, что может 1 из миллиона... Я же не могу его применить там. Юдо-Россия, Юдо-Америка, американцам. Почему здесь Юдо-Россия? Чувак, почему здесь Юдо-Россия? Причем здесь Юдо-Америка? Так я же тебе говорю, есть общие слова, а есть, которые относятся к вам. Ну, вот немецкий язык, каким образом, блядь, вы туда его вписали, я вообще не понимаю. Блядь, ты понимаешь? Так мы не вписывали никого, ты понимаешь, что... Так это должно было бы звучать на еврейском языке. Что значит на еврейском? Что значит на еврейском языке? Если для всех евреев, блин, ну вот это интерпретация, блин, на еврейском, но не потому что юдофобия зародилась у людей. Какая юдофобия евреев? Нет, ну то есть я просто... Скорее всего, это слово на том языке, где оно впервые начало использоваться. То есть я не думаю, что сами евреи использовали где-то такое, скажем так, изречение. Поэтому, скорее всего, оно было странно. Ну, я не понял. Да послушай, юдофобия, это как тебе, это не важно, оно применяется ко всем евреям, вне зависимости от того, где они находятся. В Эфиопии, там, я не знаю, в Иране, в Германии, в России, в Украине. И потому что юда в переводе это еврей. А евреи жили также и в Германии. Чтобы ты знал, они везде жили, они до сих пор везде живут. Кстати, такой момент, к слову, фобия, это больше не страх, а неприязнь. То есть арахнофобия это правильный перевод, это не боязнь пауков, а неприязнь к паукам. Да, не тарахти, блядь, смотри, ты же юдофобия. Ну, ты так со мной разговариваешь, успокойся. Так к россиянам и вот к полякам нельзя вот это применить, потому что вот вас называют жидами. Но здесь смотри, это оскорбительное слово, это очень оскорбительное. Нет, такие люди прибыли... кстати, держу в курсе, в Германии тоже. Это оскорбительное слово. Смотри, ты сейчас врешь. Эти люди прибыли сюда 1000 лет тому назад и сами себя так обозначили. Нет, они сами себя так не обозначили, это оскорбительное слово. Жители Иорданской долины, бля, если ты не знал. Да при чем здесь жители, оставь жители Иорданской долины, подожди, оставь, Алик, подожди, я задаю вопрос, читу Джемина. Скажи мне, пожалуйста, он уже ушел, но все равно я задам вопрос, чтобы зрители услышали. Скажи, пожалуйста, слово «жид» – это оскорбительное слово по отношению еврейского народа или нет? Да, слово «жид» является оскорбительным. В современном русском языке оно несет ярко выраженную негативную коннотацию и воспринимается как уничижительное. Использование этого слова часто связано с антисемитскими настроениями. Вот.
Понимаете, человек вообще неграмотный, ничего не знает, ни истории, ни религии, даже историю собственного народа не знает, зато он фашисты, Юда, Германия, Иран, блядь, и вообще всякую херню здесь такую несет. Я думал, мусульмане. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня мы находимся перед израильским посольством в Варшаве. Сегодня у нас 16 мая 2026 год. Здесь акция протеста, марш пропалестинский, антиизраильский. Присутствующие выражают протест против Израиля, называют его открыто террористическим государством, призывают к суду над Нетаньяху, говорят, что сионизм должен быть запрещен. Здесь очень шумно. Варшава, израильское посольство, здесь прямо рядом вон висит израильский флаг. И хотелось бы спросить, в контексте нашей борьбы за независимость, в контексте того, что происходит в оккупированных регионах, оккупированных Россией, можете ли вы провести такой же митинг в России, в регионах, хотя бы в оккупированной Ингушетии, в оккупированном Дагестане, в оккупированной Чечне? Это я сейчас обращаюсь к Рамзану Кадырову, к Магомеду Даудову, к Калиматову, к этому новому Щукину из Дагестана, русского ставленника, который никогда сам не жил в Дагестане и не является его частью. К русским губернаторам вы способны провести такую акцию? Всем тем, кто критикует мусульман, которые хотят независимость от России, вы способны провести такую акцию? Скажите мне, пожалуйста, а? Меча душу. Даудов, мечао. Кадыров, мечао. Махмуд Калиматов, мечао. Дал дадахшо. Дал дадахшо. Шин адл бел, шин России дал даюахкул. Я рекшан, израильский посольство, халыш мягко. Террорист они называют террористом Нетаньяху, называют Израиль террористическим государством. Где вы? Почему вы не способны? Смотрите, Объясните мне. Я понял, что это джамшуты, антисемиты, и вы после этого говорите о какой-то свободе мнимой, когда в России преследуют тех, кто выступает против оккупации, когда в России запрещено проводить антиизраильские митинги, когда в России преследуют мусульман, женщин в хиджабах, намаз. Они нам говорят, что мы являемся частью Российской Федерации. Ну а где? Где мы часть Российской Федерации, если мы не можем этого делать? Свободу Палестине! Долой Израиль! Долой террористические режимы этого мира! Pozdrawiamy z Palestyny, z Warszawy, ale z Palestyny jesteśmy. Pozdrawiamy Czeczenię i wszystkich kochanych Czeczen. Pozdrawiamy ich serdecznie z Palestyny. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Inşallah Palestina będzie. Inşallah نرجع لفلسطين إن شاء الله. Inşallah. Вот этот говнюк там лазит в Польше где-то, ассоциируется с чеченцем, входит в джамаат, Закаеву, представляет его джамаат там в Польше. Короче, человек, не имеющий никакого отношения там, к чеченцам, там какой-то у него или мать ингушка, или что-то такое, это непонятно. Короче, вот этот вот чувак, и вот такие чуваки, как этот, вот так вот везде гадят на чеченский народ. И тот, кто его туда обозначил, там, своим представителем, Закаев тоже в это же дерьмо входит. Представь, там сидят какие-то усатые вот эти, да, представь вообще, которых они называют там с усами, там, какими-то этими джахилями. Подошел к нему, улыбается, фику, баракаллах. Тот даже не знает, что это за фику, говорит, за ним повторяет.
А что к вам здесь мусульмане вообще не заходят? Есть кто живой. Да, здесь все.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. Так, сейчас когда нам мацу, все спят. Нормально у нас тема была, что-то вы нашли этого говнюка включили, и все у нас слетело. Я чисто слушал здесь вот этот лиса, который заходил. И вот тупость четко вот этот вот разложил, да, там Давид. Нормально. Его уткнул там этим мордой, короче. Дебилизм, который он там пытался здесь пробросить.